Достар, туғанлар, бүгін уже жұма кетіп бара, бітіп бара деген кебе 20 март. Жұма өтті, ураза байрамлары бүгін болды бетінде, Аллаға шүкір. Уразаны тұтып өттік. Эфирға шығырға болды бүгін. Кеше вообще күші бойы шығырға бүгін. Аллаға шүкір, нешіктір я выспался. Кеше ертеге отқаш, как говорится, ұйықтап. Тұрдық, әзгені тамағымны да өткәздім шекелегенде нәрсесін. Қырайы, тамақты қыра. Шулай теге нәрселер әзірлеп қойдым, енді су әзірлеп қойдым еще. Тамақ кебе башласа. Как обычно, салям. Справа получается нәрсекей. YouTube, слева TikTok. Всем подписчикам ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Всем мусульманам, как говорится, желаю, как говорится, всего хорошего, с праздником. Вот, ураза, байрама белән бөтенегезне тәбриклим. Ну, эфир я название не дал, будем проводить так. Я нахожусь, как говорится, в комнате, как я и писал вам до этого, маленькие ролики записывал вам, где я нахожусь. Пока я нахожусь здесь, получается, значит, они мне чуть-чуть поговорим об этом, потом поговорим о мире. Мне кажется, они еще пока мне не подыскали, так сказать, соседа, и поэтому как бы пока меня оставили, не трогали. Сегодня тот человек тоже, который должен был это делать, увидел меня и, ну, вроде ничего не сказал. Или там наши слова все-таки подействовали, потому что я окончательно сказал, что я не пойду в ту комнату 432-ю, в корабль, и как бы вот так вот. Поэтому я по несколько минут вам об этом рассказывал, теперь более подробно опишу ситуацию мою, что происходит вообще здесь, чтобы понимали, чтобы потом не думали, что здесь тоже такие классные, там, в кавычках, люди и так далее. Первое, что я хочу сказать, говорю на русском, чтобы понимали все уже, да, чтобы потом какие-то не были претензии мне. Когда нужно будет, я и на татарском буду говорить, но в данный момент нужно говорить на русском, чтобы больше получилось распространение. Итог какой? Я, когда сюда ехал, никогда не думал, я же в жизни первый раз в этой стране, никогда не думал, что здесь будет в первую очередь нацизм. Вот этот нацизм, получается, он разной формы. Вы не думайте, что он бывает там, вот ты кто-то там и все тебя там ненавидят. Нет, он бывает разных, вуалированные в что-то, разные методы давления на людей. И вот это я фишку понял здесь, получается, именно от кого? Именно от работников, приезжих, в кавычках, приезжие работники, черные, фиолетовые, разницы нету, не местные. Приезжие работники пытаются, получается, как это я сегодня слово это выговаривал, так сказать, показать себя, как, получается, подлизы, да, короче говоря, вот это слово сейчас забыл. Получается, так отработать, получается, так хорошо отработать, как будто бы лучше, чем нидерландцы. Они хотят себя показать лучше, чем нидерландцы. И у них очень даже хорошо получается. Это вот те конкретные, можно сказать, даже в их понимании, ну, можно даже употребить слово манкурты. Манкурты своего народа, которые уже здесь отработали свою тактику жизни. Почему? Потому что они сюда приехали, им как будто бы помогла эта страна, и теперь, получается, они подлизы. И они могут здесь делать дела даже сверх своих возможностей. Даже, может, даже нидерландцы себе это по совести не позволили бы себе, но они могут позволить. И таким образом, когда пытались у меня собеседование провести, две африканки, получается, одна другой лучше, как говорится, пытались на меня надавить, жестким образом угрожая то, что там я типа им угрожаю, и они мне угрожают. Я говорю, мне до лампочки, я говорю,
Чего вы хотите от меня? Я говорю, мне дайте другую комнату, и я буду спокойно жить. И таким образом, как говорится, я стоял на своем. И в итоге, короче, они пытались меня напугать, там что-то. Я им постоянно говорил, ментов зовите. Зовите ментов, я говорю. И таким образом, получается, они нифига, короче, жопу не подняли и пытаются замять внутри этой организации. КОА называется организация, внутри этой организации. Но я первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, первый раз в жизни я вижу такую фигню, что если даже в других странах, в которых я был, что-то происходило, сразу нас распределяли по другим лагерям. А здесь, получается, меня отправили на неделю куда-то, я там неделю, блин, потусил, вернулся обратно сюда. Нет, разъединить полностью, потому что здесь был инцидент, и разъединить нас нужно с тем человеком, с кем это произошло, и мы не должны видеться друг с другом. А я опять приперся, он вон по соседству живет, а тут другой новый ублюдок живет там в корабле, тоже по соседству. Вот представляете, они, получается, я им в лицо говорил, что вы, твари, я говорю, создаете сами опасную обстановку. Почему вы так делаете? Они говорят, ну типа ты успокойся, ты изменись. Я говорю, я буду меняться что ли? Вы что, идиоты? Меня, я говорю, дайте мне в Роттердам уехать, я говорю, там хотя бы, может, узбеков я найду таких, не в которые в интернете сидят, шайтаны, а вживую, может, кого-нибудь найду, более человечного узбека, который, может, меня подтянет на работу. Нет, говорит, мы вам там не могли место найти. Да они и не старались мне место найти, понимаете? Исходя от этого, эта страна полностью показала себя какой? Лицемерная нацистская страна. Лицемерно-нацистская страна. И тут, получается, мой товарищ врубился в разговор, когда как раз-таки пришел один чувак разговаривать со мной. Врубился как переводчик. Ну, как говорится, благодарю его, то, что он перевел и так далее, и так далее. Но когда себячанина, или как это называется, себятянина, как это, себячину, как говорится, толкаешь, это тоже не дело. Когда ты говоришь человеку, переведи вот это, а он толкает себячину. Вот эта себячина меня бесит. Поэтому, исходя от этого, когда вы не находитесь рядом и не понимаете полностью все положение, вы себячину не можете толкать. Хоть там 1000 раз будь переводчиком, блядь. И вот исходя от этого, я охренел, конечно, от того товарища тоже, блядь. Ну, что поделаешь, уж перевел, блядь. Вот сижу, жду теперь. Ладно, хер с ним. И в итоге получается, что получается? Я понимаю, что здесь, что в этой стране твое слово ноль. Здесь хорошо работает слово черных, слово арабов, слово иранцев. Ну, всех, блядь, подкидышей, так сказать, блядь, с какой-то хрен знает планеты, вот их слово работает. А тех людей, которые из СССР, их слова вообще ноль. Ноль. Подавно, когда они узнают, что я из России, они начинают давить еще сильнее. И таким маразмом издевательским. И это только я могу ощутить это. И я это ощутил. Уже 1000 раз ощутил это. Поэтому я 1000 раз жалею, что я сюда вообще приперся. Живу здесь, базара нет, вы можете сказать, там, на халявных харчах, туда-сюда. Блин, я чихал на халявные харчи ихние, блин. Живу в тюрьме, блин. В прямом смысле тюрьма старая. В этой тюрьме мы вот и околачиваемся туды-сюда. Ладно, хоть крытая. Спасибо уж на этом. А то и могли бы и закрыть его. И хрен выйдешь. Исходя от этого, здесь условия, так сказать, знаете, на как выжить, да? Дают, короче, баланду один раз, в 5 часов сегодня давали, с 5 до 6. Завтра будет, наверное, с 3:30 до 4:30. А в понедельник может измениться время, потому что ура закончится с 6 до 7, как старое время, наверное, перейдет время, я не знаю. Итог этого бестолоческого состояния то, что когда ты несешь людям правду, они же не знают то, что я эфиры веду и так далее, несешь им правду, они думают, я их наебываю. Они ёбнутые вообще, в голову ёбнутые люди. Они еще у меня даже интервью не взяли нормальные. Они за 4-5 месяцев мне еще даже ID не дали, чтобы я здесь нормально передвигался, блядь. У меня нет документов. Вот такая шарашкино-конторская страна. И они мне пытаются диктовать, что, блядь, как я должен жить здесь, блядь.
Нихуя себе, блядь. Вы с своей стороны косячники, блядь. Вы что, мне будете диктовать, что ли? Вы сперва свои косяки в жопу, как говорится, подтерите своими косяками, а потом уже предъявляйте мне. Вы у людей берите интервью быстренько, быстренько, бах-бах, взяли, все, тап-тап-тап-тап, растусуйте людей, отправьте нахрен всех их куда-нибудь, блин. Нет, их держат годами здесь. Вот здесь есть мои земляки из Уфы, там из Челябинска, пацаны русские, там полурусские, украинцы, татары. 3 года здесь живут. Еще интервью не было у них. Зачем их держать здесь? Психопатство здесь. Здесь можно стать психом. Альхамдулилля, я мусульманин, пытаюсь и то выдержать это дерьмо вот это ихнее, блядь. Ебучее, блядь. Поэтому, исходя от этого, не советую никому сюда ехать. Вот реально вам говорю, нехуй сюда ехать. Хоть миллион нахуй пусть они платят за работу, блядь. Я ебал в рот ихние деньги, нахуй. Ничего я не хочу их не видеть, блядь, нахуй. Вот живу здесь чисто, блядь, нахуй, из-за того, что, блядь, мне в данный момент поехать некуда. В данный момент жить негде. Поэтому я живу здесь. Чисто, чтобы, блядь, жить, не жить на улице. Поэтому я здесь живу. Сами понимаете, с таким моими, так сказать, уже словечками, вражку мне тоже нельзя. Вражку мне тоже, наверное, там мне вообще пиздец будет, блядь. Поэтому я фишку понял одну, блядь, что в нацистской стране, как говорится, нельзя им давать, как говорится, слабинку. Если они начинают выебываться, надо переебашить всех подряд. Всех подряд, нахуй. Они думают, что, блядь, нахуй, мы такие вот невинные, слабые, такие приехали и что-то в этом роде. Нихуя подобного. Нихуя подобного, нахуй. Зубы пересчитаю, нахуй, любому, блядь, если надо будет, блядь. Заебали уже конкретно. Исходя от этого, они говорят, что вы мне угрожаете? Или там кому-то угрожаете? Да мне похую, угрожаю, не угрожаю. Ты определись своим, нахуй, сука, блядь, местоположением. Определись, нахуй, с людьми своими, пидорасами, блядь, которые здесь у тебя заселяют, нахуй. Это комнаты, блядь, зря на зря, блядь. Пердуны ебучие, блядь. Грязнули, блядь. Одни сволочи живут здесь, блядь, нахуй. Вот эта вторая комната от этого пидораса ушел, иранца, блядь. Перешел в другую комнату. Там такая же хуйня, блядь. Сириец. Засранный, блядь. Пиздец. Начну рассказывать его косяки. Почему? Потому что принципиально хочу рассказывать, чтобы вы там уши не вешали, блядь. Узбеки, особенно там, кыргызы, таджики поехали в Сирию защищать мусульман-сирийцев. Я ебал в рот, нахуй, этих сектантов, блядь, защищать, блядь, нахуй, секту это ИГИЛ, хуиловскую, нахуй, блядь. Я уже точно понял, нахуй, блядь. Только Ахлю Сунна ва Джамаат это нормальная наша, как говорится, система. А то, что там обезьяны ебучие, нахуй, пусть они сами нахуй ебутся как хотят, блядь. Не надо нахуй, блядь, мне потом говорить, что вот ты какой-то сраный мусульманин, блядь. Альхамдулилля, я чистоплотный мусульманин. Поэтому, исходя от этого, блядь, эти обезьяны, блядь, везде этот пидорас копил свои трусы, нахуй, носки по всей комнате. А этот уебок пошел, нахуй, прям на вешалку, блядь, в душе, блядь, как пирамида Эфиопии, нахуй, блядь, собрал, нахуй, блядь, египетскую пирамиду, нахуй, трусов грязных, блядь, в туалете, где человек должен зайти, выйти, у него там срач, блядь. Туалет и очко, я ебал в рот, это очко и блестящие, блядь, белые им выдали, блядь, унитазы, умывальники, вот эти раковины, блядь, все засрано, нахуй. Как будто я попал, блядь, в СССРский туалет, блядь. Представьте, да? Ржавчина такая, блядь. Все желтое, блядь. Дерьмо это, блядь. И я им говорю, блядь, вы заебали, вы сраные свои комнаты заселять меня, нахуй. В срач вашу, нахуй. Я устал уже убирать его, твою мать, нахуй. Как я могу в этой сраче жить, тараканник ебаный, блядь. И везде у него тараканы ползают, само собой, туда-сюда. Я свою, как бы, постель, порядок навел туда-сюда. Он залетает и мне говорит, блядь, вот, типа, блядь, нахуй, кто ты такой, блядь. Ёб твою мать, я говорю, иди разбирайся, кого, блядь. И он мне говорит, иди сам зови. Да мне похуй, я говорю, нахуй я буду звать, блядь. И он пригнал, короче, охрану. И ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, короче, я говорю, окей, я вас понял, я собрался, ушел. Собрался, ушел чисто для того, чтобы я только отчалился, нахуй, пришел, блядь, через неделю с другого лагеря, я ебал в рот, я говорю, если я сейчас его тоже трону, блядь, меня вообще, блядь, куда-нибудь засунут, нахуй. Поэтому кутым накстом. Вот, кутым наксарга, нахуй, вот этот момент надо, наверное. И вот кутым накстом, блядь, вдруг еще, блядь,
Сори, у меня кашель. Вдруг еще что-то произойдет, блядь, с ним. Не туда нахуй ёбнешь, блядь, и ёбнется нахуй еще. Пойдут плакать нахуй. И в итоге, короче, я не стал его нахуй трогать. Вашим на нахуй. Идем да нахуй. Шмотки забрал. И напоследок я им это гниду я сказал. Я говорю, во время Рамадана ты, я говорю, фальшивый мусульманин. Пидорас нахуй. Деп шығып кеттім. Гнида ебучая. Охранники был. А турк был и второй, хуй знает кто был, черный. Вот такая хуйня, блядь, представляете? И вот после этого я сижу здесь пока. Ну, альхамдулилля. Пока побуду здесь, может завтра придут, может послезавтра, я не знаю. Пока я в спокойствии, так сказать, блядь. Альхамдулилля, никого нету, блядь. Когда никого нету, я спокойно живу, блядь. 4 года прожил, самое главное, нахуй, блядь. Во Франции, где только не жил, блядь. Никого не трогал, нахуй, муху не обижу, блядь, нахуй. А эти гниды сами провокаторы ебучие, нахуй. Как этот хуй, блядь, орал. Ай, 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 меня бьют, нахуй, блядь, ебанутый. Я его даже не трогал, блядь. Ай, ай, блядь, орет, блядь. Да долбоебы, блядь, сука. С такими, блядь, ебанатами, блядь, приходится здесь общаться. Поэтому, к чему я это вообще говорю? Секунду, глотну. Сори, я размешал лимон на эту хуйню, короче, чтобы этот, может, горло пройдет. И вот, зато ты не фальшивый, разговариваешь как сапожник. Рахмат. Не то слово. Комментарии, иншаллах, буду читать, не удаляйте. Пока мысль есть, забуду, а то. И вот, поэтому, исходя от этого, что я хочу сказать. Я ведь здесь хотел сделать интервью дать. Интервью в таком формате, что я, как говорится, борец против Путина. Я борец по уничтожению, так сказать, Москвы и так далее. По этой теме я хотел с ними поговорить. Ну, с главой, так сказать, иммиграционной службы и так далее. Ну, вот, чтобы меня выслушали, услышали. Пожив здесь, вот эти уже, блядь, с ноября месяца, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Это бишинчи ой кеткен. Оғызына сігем. 5 ай ішінде бұл ташақлар менге кутақ та ішләгені жоқ, блядь. Кутақ та ішләгені жоқ. 5 ай ішінде даже мынандай хуйта ID да бермәділер. Әлі кімлерге бүтінісіне беріп біттілер, нахуй. ID всю хуйню бана давали, блядь. Сектым нахуй дедім, блядь. Чё за фильтрация людей, блядь? Я даже до этого не косячил. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Я жил как терпила, нахуй, блядь. Терпел этого засранца иранца, блядь. Терпел, не трогал нахуй, блядь. Это же вот недавно, во время, как 10 дней оставалось, ля-ля Кадр, 10 дней ля-ля Кадр. Вот этот момент я его ебанул, блядь, нахуй, так сказать, блядь. И то не тронул, блядь, не ебанул, блядь. Они написали мне синяки, пеняки. Чисто за футболку вытянул вот так, вытянул за футболку, а у него футболка порвалась. Щерегян футболка киген, ташак, блядь. Че, новее нет футболки, что ли? Щерегян футболсы, я толкит, там, блядь. Оузана сигим. И в итоге, короче, блядь, футболка с Ертылган, и они нападали, меня пиздец. Теперь этот момент, блядь. Короче, вы когда думаете, что в Европе нету, блядь, лжи, нахуй, и фабрикации, блядь, вот первая страна. Я ее нашел, блядь. До этого была Германия, ебучая, блядь, а теперь и здесь. Да они почти одинаковые, нахуй. И эта ебаная страна накатала на меня столько дерьма, нахуй, которое я не делал, блядь. А я говорю, блядь, в последний день вот этот разговор был, я говорю, давайте, блядь, экспертизу делайте нахуй. Где побои, блядь, снимите побои, сука. Ментов зовите, побои снимите. Молчат нахуй. Молчат, блядь. Порой, блядь, я думаю, блядь, даже в России, блядь, закон адекватнее, блядь, чем здесь, блядь. Здесь ебанутые, сука, блядь. Хуже России, получается, законы даже здесь. Там хоть сразу экспертизу делают, блядь, а здесь нихуя, блядь. В итоге, короче, они замяли таким образом, что ментов не звать. Но, наверное, если они позовут ментов, тоже опиздюлятся, наверное, за это. Потому что, как бы, карьера рушится ихнего заведения ебаного этого, блядь, сука, куашного. Исходя от этого, нахуй, они по полной программе накосячили, но не признают. Идут гордо, нос, блядь, по ветру, нахуй, идут гордо. Но Минбитин, ненавижу гордецов, блядь, нахуй, высокомерных. Кикердагина нахуй, сразу, блядь, нахуй, я им туда-сюда, короче, откровенно бүтінсіне бәрдім, нахуй. Сігіліп қотағыз дедім, нахуй. Нәрсе қылсағыз да қылығыз дедім. Мен жиып, әйбірлерінде готов шығып кетерге да дедім, нахуй. Мен шығып кетерге да әзірмін дедім. Сіктім, нахуй, сізні бөлмәгізні, сіктім сізні шайтанларыңызны, нахуй, дедім. Нахуй мне с обезьянами жить, блядь, дедім.
Зачем вообще я здесь живу, блядь? Вопрос, блядь, сам себе задал потом, блядь. Сука, из-за того, что я на улице, чтобы не жить, я сюда пришел, оказывается, блядь. Вот так, поразмыслить, мне нахуй эта страна не нужна, оказывается, по сути. Откуда? Теперь давайте растусуем насчет этого, как это происходит, зачем мне нужна. Интервью 3 года не прошли еще эти, мои земляки. Я что, здесь без интервью 3 года буду жить, что ли? Вот в этом ебучем лагере? Пизду нахуй, блядь. Я лучше, блядь, на улице буду жить, нахуй. Свободный, блядь. Свободный орел, блядь, нахуй, блядь. Только не двуглавый, нахуй, блядь. Как рубль, блядь, российский. Исходя от этого, блядь, я понимаю, что в этой ебаной стране ждать интервью 3 года, это самому себе, блядь, могилу копать. Это, во-первых, с этими пидорасами каждому, нахуй, можно переебать, нахуй. Ебало разбить. Потом, блядь, второе, нахуй, за это еще загреметь, нахуй. Третье, нахуй, блядь, убью свою жизнь, нахуй надо. Убью свою нервы, блядь. Все вот это дерьмо, блядь. Зачем это мне надо? Мне вести надо эфиры, блядь. Мне башкор, блядь, тотально подымать надо. Мне, блядь, разъебывать Москву надо. Что-то надо делать же, блядь. Мне нахуй вот эта бытовуха нужна, блядь. Это как будто муж с женой здесь, блядь, сука. Возня эта ебучая, мышиная возня. Зачем мне нужна она, блядь? По идее, блядь. И вот в накаленном таком состоянии я живу. И это началось, я же говорю вам, давно. Как я оттуда, от палестинца ушел к иранцу, потом опять в этот сирийец, вот уже 3, получается, комнаты, одни пидоры, блядь. Палестинец, наркоман, блядь, сириец, уебок, нахуй, молодой. И этот иранец, засранец, блядь, нахуй, вонючка ебучая. Вот и все. Вот 3 нации, это гнилые нации, блядь, сука. Гнилые, блядь. Еще всех они там, блядь, защищают. Дагестане любят особенно. Палестина, Палестина. Да ебал в рот нахуй вашу Палестину, блядь, нахуй. Ебал в рот. Пусть их Израиль переебет нахуй, в жопу их выебут нахуй. Нахуй, они заслуживают этого, блядь, нахуй. Понимаете? Видите, да? Сколько времени я их защищал, блядь, нахуй. Ебал в рот нахуй их всех, блядь, нахуй. Уебков. И сирийцев добавок также, блядь. Пидорасы, сострадальцы ебучие, нахуй, блядь. Сюда бегут, запомните одну вещь, блядь. Не как я, люди. Бегут, нахуй, трусы. Не защищают свою страну, блядь. Бегут трусы сюда, поймите. Их страна не вне России, блядь. Мы внутри России, блядь. Поэтому мы здесь. Мы здесь, чтобы диктовать вам, как жить дальше. Чтобы, блядь, вы поняли, блядь, что мы в оболочке, блядь. А они-то не в оболочке. И Сирия, блядь, и нахуй. И Палестина не в оболочке, блядь. Понимаете? Вам дошло, чтобы оболочка, не оболочка? Чтобы вы вкурили, блядь, в чем вопрос, к чему я это клоню, блядь? В том, что они свободные, независимые страны были. Просто их захватил сосед. И все. А у нас 500 лет назад мы были, как говорится, татарское, блядь, общество, общее, да, и Идель-Урал. Нас захватил Иван Грозный. Вот этот промежуток мы уже прожили. А у них все новое началось. Новая вот эта ебатня, блядь. А в Сирии вообще никто их не захватывал. У них сама диктатурная власть, блядь. Там никто никого не захватывал. В итоге, блядь, у нас вообще другая история, блядь, нахуй. Когда вы, сука, рвете жопу на волосе, блядь, на волосе, волосы на жопе, или что я сказал, блядь, волосы, блядь, на жопе рвете, сука, блядь, вы думаете о своей, нахуй, блядь, нации, блядь. О Дагестане, об Ичкерии, блядь, Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Саха, вот, вас ебут там, блядь. Вам коз доить, нахуй, нужно, а вам коров сжигают, блядь. А вы сігінесіз қойдадыр, ітсіккен палестинлар, блядь, нахуй, сирийслар. Кутағама кереклер, блядь. Кутағама кереклер, блядь. Мен, әлхамдулилля, мұсылман, блядь. Но мен ондай пышырақ, нахуй, мұсылманларны кутағымнан нәрі қылдым, блядь, нахуй. Кутын юа білмегенлер, блядь. Нахуя они нам нужны, блядь? Понимаете смысл? Почему я это говорю? Вы можете сказать, ну, тот один молодой такой, тут та-та-па-та-па-та-па-та. Да весь сброд тут, блядь. Тут 600 человек, нахуй, уебанов, блядь. Понимаете, ты живешь в 600 человек уебанов, блядь. А на улицу выйдешь, вообще пиздец, тьма тьмой, нахуй, блядь, их. Не зря же вот в русских сайтах теперь я понимать начал. В фейсбуках, везде, блядь, везде пишут русские, украинцы пишут, блядь, арабы черные, заебали.
Я теперь понимаю, почему их они заебали. Всегда, блядь, защищалась, блядь. Защищаю, мусульмане же, мусульмане. Да хуй им в сраку, блядь, нахуй. Защищать их, блядь. Пидорасов, блядь. Нахуй защищать, блядь. Поэтому, исходя от этого, что я хочу еще сказать. Мин, Аллаха шукур, узбек, башкирт, татар. Без цивильный, блядь, нахуй, мусульманлар. Цивильный. Не вот эти ебучие бедуины, которые, блядь, нахуй, кутуньюа бельмегенлер, нахуй, блядь. Понимаете? Не, конечно, вы можете сказать, не все же такие. Понятно, не все такие. Но, блядь, большинство такие уебанов, блядь. Большинство. Или весь сброд сюда едет. А кутуньюа бельмегенлер и до утра может, блядь. Да, вы можете так трактовать, успокоить себя, блядь. Но я одно понял, блядь, сука. Одно понял. Что люди, которые, блядь, потеряли, как говорится, расстояние от Аллаха и как бы свою культуру, вместе, если они не соединяют, культура и ислам, и его состояние внутреннее, то пизда. Это уебище. Это уебище, блядь. Потому что друг друга оно не сопоставляется, это уебище. Приведу пример. Переехал я туда на неделю, да ведь? А у меня сосед 2 недели, оказывается, живет уже. Кстати, вместе ушли. Алжирец. Увидев меня, мана Аллах üstte Валлах уж не буду говорить. Аллах üstte тұра, мені көріп, намаз оқи башлады теге малай. Брат, сен намаз оқисың екен, я, ну я уж говорю вам на русском, ну или на татарском. Сен намаз оқисың екен, давай я тоже буду читать. И он после меня начал совершать на моем джай-намазе, намаз читать начал. Я говорю, альхамдулилля. Хоть кто-то меня, как это, оценил, да? Кто-то хоть понял, что я молюсь, откуда-то из пизды Кукуева, из России приехал. Они же меня как бы даже не знают, кто я. Я им говорю, я узбек, башкир, татар. В итоге, короче, мусульманин, говорит, ну если я намаз читаю, наверное, я мусульманин. В итоге он начал за мной читать намаз. Ну как за мной? Ну читать намаз, который пятидневный, пятикратный намаз, который нужно читать, он начал читать при мне. И все время, эту неделю он со мной читал намаз. Я прочитаю, он говорит, можно я прочитаю? Я оставлять начал даже джай намаз. Я лежал, тихо, он читал и выходил, и я выходил, он выходил. Вот так, короче, или там он брал, читал ночью, я потом читал. Вот так, менялись, короче. Альхамдулилля. И он самое интересное, что сказал, представьте. Он сказал, брат, я хороший, да, говорит. Это мына Алла үсті тұра, мен мына не придумываю. Шын жүректен айтам мен мына. Я хороший, да, я неплохой же, да, как я тебе нравлюсь, да, я там вообще класс, дедом. Первый раз вижу такого, дедом. Но, по идее, я был второй раз видел. Я с одним, короче, чуваком сидел, тоже алжирец был. Тогда Набиль его зовут. В Фейсбуке до сих пор мы дружим с ним. Тоже чувак, короче, как я пришел, получается, в тюрьму, он начал читать намаз тоже со мной. И я вместе с ним читал. Он очень красиво читал Коран. Он очень красиво произносил. Араб битинде. Все четко. И он прям весь Коран почти знал. Он очень долго сидел, и он все выучил. Я, говорит, как пришел в Зиндан, говорит, я все выучил. Знает 8-10 языков. Там вообще разные языки говорил он мне. В итоге, короче говоря, мы с ним читали. Тоже алжирец был. И этот тоже. Получается, когда человек попадает в какую-то беду, он хотя бы в это время вспоминает Аллаха. А эти пидоры, блядь, он да намаз оқыдым. И возле иранца, и возле того сирийца, блядь, да, пидорасы. Пидорасы. Хорошо, сириец-то не видел то, что я намаз читаю, но я его рожу запомнил. Я его, этого слизняка, нахуй, я здесь видел уже, блядь, мы с ним общались. Он тогда еще даже спрашивал, Раша, типа вот так мне говорил. Мразь ебучая. И в итоге, исходя от этого, он думает, что я из России, из Сирии, там, Асад, Масад, блядь, он думает, что, блядь, нахуй, я ему враг, наверное. Он в таком умысле, наверное, он движуху там совершал в этой комнате, нахуй, пытался меня выгнать, да? Ну, само собой, как говорится, я там ушел, потому что с ним только можно было переебашиться, нахуй, или я его ёбнул бы, нахуй, я не знаю, блядь, что-нибудь случилось бы с ним, точно, блядь. И в итоге, короче говоря, шпендель еще меньше меня, блядь. Быкует на меня, блядь. Долбоёб, я говорю, блядь, пиздец. И вот меня взбесило другое, блядь, что они защищают их всех, блядь. Их всех защищают. Я просто хуею. Просто. И потом после этого мы увиделись, когда у нас было
отметка. И в этот день, вчера, что ли, мы увиделись с моим вот этим земляком из Уфы. Он что сказал? Короче, первый год у нас то же самое было у меня, говорит. Я со всеми тоже здесь, блядь, говорит, рамсил. Потом еле как мне выделили маленькую комнату, говорит, блядь, я там один живу. Там второго места нету, говорит. Вот он где-то в корабле, в ебенях, где-то там живет, блядь, в одной комнате. И вот он рассказал. Только газу. Он сказал, только газ давай. Ничего не бойся, еби их в рот нахуй. Только так. Ну, он, конечно, культурно сказал это, но сказал, заднюю не врубать нахуй. Я говорю, блядь, и не врубал изначально, блядь, нахуй. И, понимаете, первый год в Норвегии, 2015 год, я ходил как шелковый нахуй. Потом Германия, тоже тихо, мирно. Потом Франция. Потом, блядь, нахуй, вот эта ебучая Нидерландия. И я понял. Уже я 3 ходки сделал этих ебучих азюльских лагерей. 3 ходки. Ну, можно так говорить, да, как ходка, блядь. 3 ходки. Это 4-я ходка моя. 4-я ходка, блядь, мне уже похуй, блядь. Море по колено, нахуй, блядь. И они, как говорится, пытаются мне, нахуй, так сказать, блядь, дембелю, можно сказать так, блядь, армейский, блядь, дембелю, что будут диктовать, блядь. Ну, ебанутые, сука. Вы не подумайте, что это какая-то высокомерие гордость с моей стороны. Нет, а именно констатирование фактов, блядь, нахуй. Что, блядь, не нужно, как говорится, учить, нахуй, папу, блядь, нахуй, который уже собаку сел в этих ебучих ваших лагерях, блядь. Не надо, нахуй, меня учить, как жить, блядь, и как себя вести, блядь, нахуй. И они думают, что мы из России, допустим, должны приехать, именно Россия, я говорю, не из Башкортостана, я говорю, мы из России должны приехать и ходить вот так. Ой, ой, окей, как китайцы. Вот так, блядь, кутаром, блядь, нахуй. Мана кутларына тығып, нахуй, блядь, и бур тығырағына, нахуй, и все, блядь, ничего, блядь, от них нету, блядь. Кутынагына сігірге бұлардың, нахуй. Кутына сігірге, нахуй. И то, блядь, нахуй, блядь, гандон киіп кутына сігірге керек был. Мразларно, блядь. Исходя от этого, я понял одну вещь, что, блядь, им палец в рот не клади. Пытаются с локтя ебануть. Понимаете? Исходя от этого, страна мне не понравилась. Люди пидорасы. Вот реально я скажу, люди пидорасы конкретные, блядь. Вот. Думают они, что из-за того, что я из России, меня можно чмырить. Блядь, я им такой ход не даю, блядь. Суырып алам, нахуй. Күтәнен шығарам, нахуй, бұларны, блядь, суырып. Керек болса. Исходя от этого, блядь, я одну вещь понял, блядь. Не наша страна, нахуй, оставь, блядь. Оставь нахуй, блядь. Пусть в своем дерьме со своими иранцами, со своими чмырьем, нахуй, народами, блядь, мира, нахуй, пусть ебутся. Пусть ебутся, нахуй, прошмандовки ебучие, блядь. Пусть ебутся, нахуй. Не умеют, нахуй, они честность находить. Нахуя мне доказывать им честность, блядь? Нахуя, блядь? Я ведь, если бы здесь что было бы с моей стороны косяк, я бы и в эфире бы постеснялся бы говорить, блядь. Я почему так смело говорю в эфире это? Потому что мені орканнан юк нахуй косяк. Булар мені ишетмейлер, блядь. Bu taşaklar meni ишетмейлер, блядь. Ишетәсе дә килми, блядь, этсеккәннәрне. Мені ишетәсе килми булар, нахуй. Только улны ягын ишетеп, меня гына карар чыгаралар, блядь, нахуй. Меня чыгаралар, блядь, предъява, блядь. Ебанутые, блядь, сука. Я сказал еще, я говорю, какого хуя, блядь, мы вдвоем не общаемся? При вас, вот вдвоем, почему нас сразу отделяют, блядь? Сразу, блядь, нахуй, сука. Уже сколько инцидентов сразу отделяют, мы друг друга не видим. Они с ним общаются, потом со мной. И, конечно, он может сказать, блядь, я его хотел убить, блядь. Он же может так сказать. А этот же сказал, блядь, у меня синяки, блядь. Какие? Я его даже не бил, блядь. Синяки на груди. Как на груди может у него синяки, если я его грудь не трогал, блядь? Что, я гей, что ли, чтобы его грудь трогать, блядь? Сука. Если я уж синяк ставил бы, не на грудь же, что я нахуй, блядь, в армии нахожусь? Я ему въебал бы, блядь, нахуй. Ебал бы, и все, блядь, сломал бы, допустим, нос ему, блядь. Нахуя мне в грудь ему ебашить? И что я, блядь, где-нибудь вы видели, когда дерутся, в грудь ебашут? Я не видел такого, блядь, когда дерутся, в грудь никто не ебашит вроде, блядь. Это есть только потом, когда ты завалишь, можешь ебашить по всему телу. Ну, как можно, блядь, у стоячего человека в грудь ебашить?
Я нахуй, блядь, я понять не могу, блядь. Это понятно, если ты в армии был бы, там берут броня, такая броня, блядь, броню пробивали нам, блядь. Вот сюда солнечное сплетение били, суки, дембеля. Ну, это броня, блядь. В грудь бьют. И то не в грудь, вот сюда, блядь, в живот там, вот сюда, блядь. Не вот сюда же, блядь, в груди, блядь. У него, короче, в груди синяки, ёб твою мать. Исходя от этого, я охуел от того, что они тет-а-тет не дают разговаривать. Вот где честность тогда после этого? Понимаете? Он может сказать, блядь, пиздец что-то. Я могу тоже на него что-то сказать. Я все могу приплести, блядь, туда сказать, блядь. Но у меня совесть есть. Я не могу сказать. Могу сказать, что он, блядь, допустим, да, если придумают что-то, я скажу, блядь, он меня хотел задушить, блядь. Потом они скажут, как? Я ебу как? Вот я придумываю, блядь, нахуй. Как это, блядь, нахуй? Придумываю я, блядь, сука. Вот это придумки ихние, суки, заебали. И у них нету вот этого, блядь, тет-а-тет разговора, блядь. Я охуел, блядь. Сразу разъединяют. Исходя от этого, я понял, в нечестной стране мне ничего не светит. Мне ничего не светит здесь, и результат такой. Если бы у меня сейчас какая-то возможность была бы где-нибудь зарабатывать деньги, я бы что-нибудь снял бы себе в другой какой-нибудь стране и уехал бы. Но у меня нет возможности пока. Поэтому ищу работу, ищу деньги, где что снять и съебаться отсюда. Чтобы доехать до точки Б, отсюда, блядь, до точки Б, и там начать новую жизнь. Документы, хуементы, нахуй, мне ничего не надо, нахуй, блядь. Все, уже ничего не нужно, блядь, я ебал в рот, ни документы, ничего, блядь. Дадут, нахуй, возьму их ебучее ресиписи, вот этот, сука, регистрацию их ебучую, блядь, которую мне 5 месяцев не дают. Возьму его, чтобы хотя бы выехать, блядь, в дальнейшем, для чего-нибудь она нужна будет мне. И все. По-другому нахуй мне ничего не нужно здесь. Поэтому, исходя от этого, я понял, что сюда никому не советую ехать. Никому. Если вы хотите унижаться, быть чмырьем этого народа, можете приезжать. Будьте чмориками, нахуй, там, геями, нахуй, заднеприводными, ну, как-то вот и можете приезжать, блядь. Но я не из этой категории, я ебал в рот, нахуй, блядь. Тут, если я сейчас это хапну, так сказать, возьму в рот, грубо скажем, блядь, нахуй, мы точно на Москву не пойдем никогда. Никогда, нахуй. Поэтому Алла сокласын, сіктім бұл дүниені, нахуй. Мына бұларына дүниесін, блядь. Мындан мен шығып тоям, блядь. Куттағыма да керек ми бұлар. Бұл хайванлар білән яшауны яшамаган лучше, блядь. Яшамаган лучше, блядь. Шуларға кровь из нос. Қазір енді тайырға өлем енді, білмеймін қоя, обратно Францияға қайтармын екен, қоя қайтармын екен, білмеймін. Таныш білішілеріңіз болса Франциядан, Францияда бір таныш біліш болса, мына мені видео роликларым жіберіңіз, оларға меня тауып берселер бик әйбәт болар Францияда. Всем обращаюсь это. Если есть люди, позовите меня во Францию на работу. Я с удовольствием поеду работать, могу водить машину, БЦ права есть, ну, точнее, эти пидорасы отняли у меня. Ну, права замутим какие-нибудь. Короче, водить могу машину, могу грузчиком работать, могу похуй кем работать, ломать, строить, хоть что, похуй, блядь. Хоть кем, блядь, нахуй буду работать, лишь бы съебаться с этой ебучей страны. Вот и все. Я сюда чисто, блядь, приехал по наводке одного знакомого. А то нахуй я не приезжал бы сюда. Честно говоря, блядь, аяғым тартмаған мында, блядь, келуімді. Постоянно келгенімда, мен қазір мына ойлаймын, понимаю, почему же мне не перло сюда. Я когда сюда ехал, я не мог доехать, прикиньте. Ақша бітті юлда. В аэропорту я жил. Ақша бітті. И я понимаю, почему Аллах Талям шунда, значит, не хотел, чтобы я ехал сюда. Понимаете? Он преграды делал, но мен настырно бар келдім. Понимаете, я пробился. Не надо было приезжать. Вот теперь я понимаю, дальше в Брюсселе мне не надо было приезжать. Мне надо было, может, в Брюсселе сдаться, но я уже не сдался, потому что я там тоже один раз сдавался, там меня отправили в Хорватию обратно. Они тоже пидорасы, нахуй. Это такая же нация, потому что Брюссель, Нидерланды, это все дерьмо одно и то же, блядь. И язык у них этот ебучий, нахуй. В итоге, короче,
Суть такая, вот такая вот ситуация у меня, поэтому если что, туды-сюды я могу пока пропасть, да, моментами. Вот пока есть шанс, я делаю эфир. Если что, я буду вот говорить вам, что происходит о моей жизни, я буду докладывать вам, чтобы какое-то, да, что-то у меня были, какие-то алиби, что я о чем говорю. Вдруг меня тут заебут они меня нахуй, чтобы у меня было доказательство, что я о чем я говорю вам. Как говорится, я народу, блядь, пиздеть не буду. Как есть, так и говорю, блядь. Потому что это все сохраняется в ТикТоке. Как говорится, ТикТок смотрит сейчас меня 18 человек. В Ютубе, вот Ютуб не прет сейчас. Ютуб тоже сохраняется, считайте. Можете это, как говорится, передавать. Вот так вот. Как-то так. Мы нашем дыхальдуслар. Хазар Азгина прочитаем комментарий сейчас. Ну, тут кто-то написал, я не знаю, кто это написал. Салям, брат, это у нас. Так, Ренат с Парижа, помнишь? А, с праздником, брат. А где жена, брат? А, ты с женой жил, брат? Ага, понятно. Валейкум ассалам из города Алматы. Да, Курбан, с праздником Ид Мубарак. Пусть всемогущий Аллах примет ваш пост. Да, аминь. Рахмат, тебя тоже, брат казах, этот Астана. Байрам Белян, от себя тяна, да. ID нету, это же пипец просто. Да, Сюлярга Тугля, это ты в медресе Юсуфа попал, по милости Аллаха, брат. Ты не осознал, что ли, этого? Да, ты поспешил, я вам, беженцам, всем это говорил. У меня, брат, нормально все, осталось кварта Виталь получить. Ага. ИГИЛь прошел, брат, уже иранский конфликт начался, брат, у тебя старая информация. Сильно у уйгуров армия, у них там и то их китайцы намеренно выпустили через Юньань, типа за деньги коррупция, чтобы выставить их перед мировой общественной террористами, типа. А я тебе смотрю, тебя и косяк курю во Франции, совсем другая картина у меня получилась. Я не знаю, зачем ты дом обосрал, сначала не опознав истинную картину. Я сначала сюда приехал поработать по польской. Понятно. И так поездил и посмотрел, как здесь, и потом только понял, как ехать. Да здесь мерзко хоть отбавляй, но у них свой будет ответ перед Аллахом. Да здесь хуже, чем в РФ, я это точно знаю и знаю. Я никогда дом не хаял и никому не давал хаять. Дом, брат, есть дом, покайся Аллах, и он просит тебя, да, страна никогда не нужна была. Брат, как бы тебе посадили уже за обратное интервью против Франции, ты не заметил, как лицемерие сам по себе изначально, брат? Тебе покаяться нужно, брат. Ренат, ты вообще не понимаешь, о чем речь идет. Причем тут Франция, я не могу понять. Да ты, брат, в эпицентре всех событий хороший опыт думаешь, будто в чем я всю жизнь же говорить. Нет, Ренат, ты не в теме, короче, то, что ты говоришь, вообще не в тему. Так, брат, лучше напиши в ДРФ письма о покаянии в нарушении закона, попросить площадь пощадить принцип вину и покаешься, осознанно всю истину, говорить своими глазами, документы получишь, гарантия. Астафируллах, Ренат, Ренат, я же изначально тебя знаю, чего почем, мы же с тобой изначально, как говорится, поняли, ты за что топишь, я за что топлю, как говорится. Ренат, пойми, раз и навсегда запомни, я за уничтожение Москвы, а если ты хочешь жить там, в этой ебучей России, живи, тебя никто не держит. Быстрее в РФ срок отбудешь и выпустят, чем там сидеть в этом клоповнике и в тюрьмах РФ сейчас зеленые рулят. Это мусульман тюрьмы в РФ, брат, поменялись, тебе общий режим дадут, брат. Астафируллах. Ну вот этот брат татарин мне советует, блядь, я хуею, блядь. Ренат, сен, блядь, мен сені боштанок білгән емен десең, кеше түгелсің сен, Ренат, блядь, пиздец сен сөйлейсің, ебаный в рот. Сейчас, брат, блатные в тюрьмах не рулят, брат, это точно то сам узнавай, и мечети кормят тюрьмы прям по расписанию, как положено, вовремя сам узнай, и лучше домой, если навсегда уже точно патриотом вернешься. Аллах, Аллах. Манкурт Ренат. Симбит Манкурт Ренат, бля. Ты чё, ты вообще, тебя шайтан попутал, что ли? Ты о чем пишешь вообще? Я охерею. Мне пишет тут, получается, один брат из Татарстана. Я охерею над тобой. Так будет, брат, честно, смело и по-мужски, а лучше тебе точно поговорю с документами во Франции, это где же самая тяжелая безденежная ситуация, французская не берут вообще, по всей в Европе тоже. Начал с жильем в Париже на первые 1,5 месяца, до сих пор был благодарен, есть работа, ты меня помнишь, я с Челнов, Ренат. Ну, я понял, Инда, с Челнов, понял, но, как говорится, я не в твоей волне, пойми. Я же говорю, ты манкурт, как бы не обижайся, но син манкурт сам.
это капец советую сесть в тюрьму по своей воле. Сектем нахуй, мен оптырмын да. Айтам бит енді, өзіңні туғаның ғана білет нахуй. Сені сікмәсә, сені бір кім сікмей. Туғаның ғана сіге. Мына татарлардан ал енді пример, блядь. Қойт үйге, утыр түрмеге. Нихуя себе, блядь. И поражайся, Ренат, ты пиздец, киднулся, блядь. Кит нахуй. Так, ладно. Короче, перейдем по теме. Ренат вроде не вкуривает, в чем проблема. Ты мой канал посмотри, о чем диктую я вообще. Ренат, как бы мы с тобой, когда общались, ты еще не в теме был. И, как говорится, я всем это не говорил, о чем я, что я делаю туда-сюда. Ты просто приехал по своей работе. И все. А у меня своя работа. Уничтожить Москву, понимаешь? И покаяться я, Аллаха гана буду каяться. Но не перед Путиным и не перед узкожопами. Ты это конкретно запомни прям. Скопируй меня, отправь в ФСБ лучше. Иньёкшиса. Тынышрак юпарсың. Так. Хуеви, блядь. Надеюсь, ТикТок услышал, да? В ТикТоке сидят одни казахи. Наверное, вы в ахуе, наверное. То, что я вам сейчас прочитал, блядь. Казахлар, наверное, сейчас вообще там бешаются. От того, что, блядь, татарин мне советует, блядь. Казахи мне советуют, блядь, уничтожить Москву, блин. Как истинные братья. Башкортлар, татарлар. Блядь, манкуртлар аузына сыгимляр, блядь, нахуй. Хуеть, блядь. Кит нахуй, Ренат. Измени свою позицию. Так. Шундай хал, дуслар, азгана мен өзімнен енді сөйлеп өттім. Почему? Потому что мне, может, даже когда я что-то расскажу, мне как-то полегчает, да, наверное. Я решил это все высказать. Вот 46 минут с вами общаюсь. Сейчас забыл, забыл поделиться в Телеграме своим видосом. Раскидаю людям. Ну, что я могу сказать? Вот такая ситуация. Ну, давайте теперь о мире поговорим, о том, что происходит в мире. Получается, комментарии я уже не буду читать и будем. Ренат русским мирдің құлы, татарлар орысқа берілгендер. Тура шуны айтып тұрам бет енді мен, шуны айтып тұрам. Мен өзім айтам бет енді, шул өзбектеріне бір гәпі бар ие. Татар достың болса, яныңда яң балтаң болсын дегені шул енді ол. Мына шул ішні, мына мен өзбек бола тұрып, шуны гәпірсам бола. Чүнки татарлардан, блядь, хатар гына келерге может, блядь. Я еще добавлю сюда историю тогда, чтобы Ренат понимал. Уничтожали Туркестан кто с русскими? Татары. Давайте я напомню вам, татарам, блядь, а то тут, блядь, Айсен поет всегда что-то красиво. Но я вам скажу. Уничтожали наш Туркестан татары с русскими. И дашнаки еще добавлю. Убивали моих узбеков, земляков. Поэтому, как говорится, Ренат, мы с тобой не по пути. Не по пути. Ашуланма, но ты меняй свое мнение. Мен айтып қойғанмын, блядь. Татарстандағы білән Башқұртстандағы мұсылманлардан күтінәсіге біз, нахуй. Манқурт мұсылманлар бізге күтсібіреге керек мейлер, нахуй. Мынанда көріп тұрасыз. До этого я вам рассказывал. Ирианцы, сирийцы, палестинцы. Это все манкурты. Это манкурты. Просто слова манкурт у них нету. У них не разработано слово манкурт. Но это манкурты. Это те приезжие сюда. Это манкурты, которые продали свою страну и бежали оттуда. Положили член, блядь, и убежали, блядь. Вот это вот манкурты. Только арабского, бедуинского, нахуй, движухи. Из бедуинской движухи. Манкурты, блядь. А у нас манкурты живут внутри. Они никуда не бегут. У нас тут система, знаете как? Эти бегут манкурты, а наши манкурты дома сидят. Понимаете, как? Почему дома сидят? Потому что они в оболочке. Опять я возвращаюсь к тому, что вы в России оболочки, а у них нет оболочки. Поэтому и бегут. Манкурты бегут, а нормальный контингент арабов и так далее остались там. Умерли, даже можно сказать. Нормальные палестинцы и сирийцы умерли. Умерли там. А бегут только уёбки из своих страны, блядь. Так. Почитаем какие-нибудь новости. Куштау Байрам я не захожу после того инцидента.
Свободная Башкирия, давайте. Что в Башкортостане происходит, давайте посмотрим, что они тут загрузили. Чье оно грузит, чье они грузят. О чем они говорят. Ну, что-то вижу, что-то дичь какая-то. Так. Так. Вот. Итак, Идель Реалии. Давайте Идель Реалии, я не читал давно, почитаем Идель Реалии. Вот как раз по Башкортостану поговорим. Осужденные по Баймакскому делу Азату Мирзину и Раилю Галину суд заменил наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. Как стало известно из Реали, еще двоим осужденным по Баймакскому делу Азату Мирзину и Раилю Галину суд заменил лишение свободы на более мягкий вид наказания. Оба отбывали наказание исправительной колонии в Нижнем Тагиле. Күрдігіз по Баймакскому делу Салсыновым, да, ведь Нижний Тагилға жібергенлер малайларны. Башқұртстанда түрме біткен бұны, я? Нижний Тагилға буқ бар ма? Онда нешік, блядь, хатын бала шағасы бара Нижний Тагилға. Инен тишегіне жібергенлер. Оба отбывали наказание в исправительной колонии Тагила, Свердловская область, блядь. Нижний Тагил, Свердловская область, оказывается. Ну, это точно в ебенях. На сайте Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила обнаружили карточки дел Мирзина и Галина. Согласно опубликованным данным, 28 января этого года суд удовлетворил ходатайство Мирзина о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. 20 февраля суд удовлетворил ходатайство Галина о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Башкортостанские активисты, Юталь, Гафуйтегис. Юталит Сейна. Башкортостанские активисты на условиях анонимности сообщили Идель Реали, что Азат Мирзин освободился из колонии в феврале и был направлен в принудительные работы в исправительный центр Стерлитамак. По некоторым данным, там же находится и Раиль Галин. На каких именно работах заняты Мирзин и Галин, а также на какой срок суд назначил им этот вид наказания, выяснить не удалось. Блин, ну потом какие-то... Сейчас, секунду. Сори, а? Налью-ка кипятка, блин. Я в том лагере просудился, черт вам, блядь, гостиница. Так, напомню, Азата Мирзина и Раиля Галина признали виновными в участии в массовых беспорядках, применение неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти. А ну, алсыны, блядь, да, узанатащим, блядь. Кидали камни, как будто сказали, снег кидали или что там, сори. Ленинский район суд Ижевска 7 февраля 25 года приговорил Мирзина к 4,5 годам, блядь. Пиздец. Лишение свободы в колонии общего режима. 3 марта прошлого года промышленный районный суд Самары приговорил Галина к 5 годам заключения. На время следствия и суда они находились в СИЗО. Ну, фото я покажу тоже, вот этот парень. Ну, в тот день одну вещь вспомнил, сейчас добавлю-ка. Насчет барского дела сопоставимые примеры на днях услышал. И в Идель Реале, нет, Идель Реале, это Лига свободных наций. Там выступил бурят из Бурятии, получается, рассказал о том, что как на Байкале эти засранцы узкожопые пьют, бухают, короче, обсирают, туалет поставили на Байкале и так далее. Мына инде сізге сопоставимый пример. Сізге мен айтқаны халықны әйме жер үшін генә көтәрергә керек. Жер үшін. Мына ул жер, мына бүтін Башқұртстан, Татарстан жерлері бар бит енді, мына Бурятия, Кавказ, бүтін жер үшін көтәрергә керек. Халықны дигәнем бит инде, әйме? Если вы помните. И вот, исходя от этого, мында получается так, как буряты подхватились то, что у них грязный становится Байкал. Они докопались до этого Байкала.
Типа, это священная река, вот это вода, священное озеро, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Типа там изгаляются, это. И вот он примерно 15-20 минут рассказывал про это. Окей. Теперь сопоставим пример, если вы помните, с Алсыновым. Они ведь тоже в тот момент топили за Алсынова и Сексдабылса. Кто-то ведь там из Саха та же, везде там топили, за всех писали. За Алсынова, если помните, комментарии там все. Мы поддержим, что-то ла-ла-ла-ла-ла. Сори. И вот, исходя от этого, они этот пример на битенде курдыляр, этот пример они увидели, эти буряты все, что, бля, Алсынов всех засунули. Теперь они по тем же граблям пошли. Зачем поднимать вопрос воды, когда у тебя вся территория захвачена? Это раз. Зачем поднимать эту хрень, когда ты под Путиным? Че, вы думаете, там не будут проводить футбол, там проводят, говорит, что только не делают на этом Байкале. Вы думаете, узкожопые пидорасы, они думаете, что вот сейчас кто-то быканул там из-за границы, допустим, я или кто-то, вот этот бурят сказал, вот на Байкале засирают. Для чего ты это сказал? Что они сделают, блядь? Что они сделают? Народ бурятский встанет? Гомерда турмаганлар, блядь. Гомерда турмаган. Бурятларна, сколько их вообще? Вот до GPT надо задать, всегда я забываю, сколько их? Может 500 тысяч их всего лишь. Где-то кто-то говорил их сколько. Чуть-чуть их. Вот прикиньте, эти чуть-чуть, когда, думаете, из-за Байкала станут? Алсынов стал из-за горы, но и не из-за земли. Понимаете, что произошло? Поэтому, исходя от этого, мында 8 мың, 1,5 миллионных, 10 миллион, пусть будет вместе, башкы, блядь, тотар турмы. Бурятлар встанут за Байкал, что ли? Или монголы придут защищать Байкал, блядь? Вот этого я не могу понять. Зачем такой вести эфир, от которого толка нету? Засирает, засирает. И вот и после того, что ты произвел этот эфир, эти узкожопые назло пойдут засирать еще больше. Еще больше засирать. Потом он добавил еще про Алтай, как одна гидка тоже, где-то я увидел, или там же было. Гидка говорит, что вот я возила туристов, теперь не хочу, эти русские туристы засирают лес наш, алтайский. Мин олнамен брейверне. Туганлар, Алтай, Бурят, Саха, вы не можете понять одну вещь. От того, что вы это говорите народу, манкуртскому вашему народу, это не дойдет. Вот вам наглый пример, вот сейчас сидит один манкурт наш, этот Ренатик. О чем он пишет мне? Как ему мне донести, что ты не на правильном пути? Мы против Путина, вставай на наш путь и все, иди с нами. В чем проблема? Ты же мусульманин. Вот в чем проблема. А там, получается, эти вообще буряты, саха, махалар, вообще не в исламе. Как их разбудить? Как их разбудить, блядь? Трусость высшего пилотажа у них. Высшего пилотажа. Если мы, мусульмане, трусы. Ни Кавказ не может рыпнуться, ни мы не можем рыпнуться. Кого вы хотите поднять? Кого вы хотите поднять в Бурятии из-за Байкала? Куть собирая керак, этот Байкал, Майкал, блядь, вы охерели над людьми, блядь. Поэтому, Туганлар, когда мы вспоминаем про Баймак, вот этого Алсынова, косяк Алсынова это, поймите. Это ни хрена не какой-то там, это Руслан просто его, Габасов его подымает там на какой-то пьедестал. Поймите, то, что его посадили, это внутренний человек, который не за независимость Башкортостана, подавно Татарстана. Ему похуй. Поймите, это не наш контингент людей. Это просто человек хочет защитить гору. Не больше, блядь. И у Алсынова никогда с рта не выходило, что он хочет независимости от Москвы. И тут то же самое. Буряты, которые сказали за Байкал кому-то, то, что посвящают своему народу, да, базара нет, я понимаю, окей, это класс. Вы посвящаете своему народу, чтобы они проснулись. Но такое просыпание не поможет вам, блядь. Мандамин, күттімні ертіп, эфирлар ясым нахуй, уяталмайм кешені, блядь. А сен
Байкалда ішәләр икән, тышалар икән, туалет куйганнар, син шул аркылы кеше уятасың, блядь. Мен аңламыйм мына шундый тактика кешеләрне, блядь. Мин сезгә йөз әйттем, блядь, берләшик дидем, блядь. Бурятмы, татармы, блядь, башкортмы, берләшик дидем. Создадим огромный один эфир давайте дидем. Битте катта эфир кылыйлык дидем. Давайте делать будем конкретные, огромные, колоссальные эфиры на Ютубе, чтобы все каналы наши, всех пришли в одно и сделали один общий канал. И на этом канале, получается, чтобы все разговаривали об этом. Ну, как сказать, о своих проблемах. Вот это ярошары, вот это килише. Шунда мана бурята шықсын, Кавказ шықсын, и хоть кто, блядь, хоть инопланетянин пусть выходит, блядь. Выходите и говорите. И каждый свою проблему вот в этом эфире будет говорить. И тут у меня вот эти, как говорится, которые люди не сидят у меня в Ютубе и там в ТикТоке, альхамдулилля, сидят. Вот эти вот люди тоже уже увеличились бы. Не в том смысле увеличились бы, чтобы у меня подписчики были. Мне это не надо. А в том смысле, что пошло бы движение внутри. Движение внутри как разбудить? Когда мы только объединиться сможем, мы можем разбудить движение. Пока мы не объединяемся, нихуя. Даже возьмем этого вот брата, этого Рената. С Ренатом даже мы не можем объединиться. Франция, да, Яшата объединиться даже не смогли. Потому что он виденится тискара, менеке тискара. Понимаете, это из той категории Мурзагулов, блядь. Мурзагулов, такие еще кого напомнить, еще такие есть. Моргенштерн, вот этот хуй Ташагин, блядь, шайтанский. Вот из этой категории людей это. Те люди, которым похрен на Башкортостан или Татарстан. Вот из этой категории людей. С такими мы никуда не поедем далеко. Олар просто они будут в эфире где-то будут шароебиться по эфиру ходить, но толка нету. Толка нету. Поэтому нам нужно объединяться именно с теми, которые хотят независимость Башкортостана и Татарстана в нашем понимании. В нашем понимании. Вот как Казахстан хочет, чтобы мы разделились, как другие страны, которые нас поддерживают. Вот так нам нужно действие делать. А не так, что, понимаешь ли, вот эти хотят с русскими федерацию сделать. Вы идиоты, блин. Нам навальнийские, вот эти всякие ходорковские движухи не нужны. Вот сегодня я принципиально давно не слушал, послушал «Дождь». Сегодня прям говорил этот чувак волосатый, вот этот, мне он нравится, его прикольно говорит он. Я его прослушал почти до конца, но не дослушал, ну, до какого-то момента остановился. Где-то 1,5 часа слушал я его. Где-то у него 2 часа эфир идет, и я его прослушал почти. Ну, что он говорит? Проблема коров, проблема телеграмма, и все вот это упирает, понимаете, каждый эфир узкожопых, если вы понимаете про независимость башкортов и татар, или там Ичкерии и Дагестана, там не говорится про это. Вот вы послушайте эти новости, вот этих новостях «Дождя», «Настоящее время», ничего не говорится. Это просто общая какой-то новость, общая новость. Но в этой общей новости склонение идет на уничтожение Путина, и захватить хотят они место Путина всего лишь. Просто поменять Путина они хотят. С вашими соплями, так сказать. С вашими манкурскими соплями. Вас оставить в таком же рабском состоянии. Эти динозавры, просто тех динозавров хотят сожрать и встать вместо них. Понимаете смысл? Поэтому я это слушаю с таким, ну, так сказать, не приколом я его слушаю, а слушаю, чтобы понять, о чем они размышляют в дальнейшем. Чтобы мы стратегически уже знали, что эти пидорасы хотят. Получается, их слушай, не слушай, у них один вывод. Они не хотят расставаться от Башкортостана, от Ичкерии, от Якутии с алмазами. Они не хотят нас отпускать, поймите. Поэтому, исходя от этого, из той категории людей, которые слушают этих гнид, я еще, Виталий, он как раз таки в такой получился эфир, и там у него
живой эфир попал. СМС крутят. СМС пишут, ой, оттуда. И очень много татарских имен. Татарские имена там пишут комментарии. Я охренел просто. Какая-то там женщина, как это еще, какая-то ля-ля-ля-ля-ля. Татарские комментарии. Ну, татарские имена, комментарии на русском. Просто охренел. Получается, даже их поддерживают наши манкурты. Вождя. Они не хотят Путина на самом деле, но они хотят какую-то ебаную, какую-то другую власть, блядь. Какую нахуй? Кроме независимости Башкортостана с Татарстаном, никакой власти не должно быть у нас. Как-то так. Вот здесь вот дальше. В тему, может, я скажу сейчас. Поставим-ка. Я бы хотела, чтобы что мы как говорит? коми выжили, чтобы коми-культура сохранилась, коми-народ сохранился. И выходя из дома в Сыктывкаре или в деревне, я слышала коми-речь и могла разговаривать на коми. Чтобы мы могли гулять по нашей парме, собирать грибы, ягоды, любоваться ее красотами. Парма – это так называемый тайгу, лес. И как это будет реализовано в рамках независимого государства, в рамках субъекта федерации, субъекта конфедерации или чего угодно, для меня это скорее инструмент для того, чтобы достигнуть благополучия коми. В любом случае, в случае независимого государства, в случае части федерации, нужно будет проделать большую работу по пересмотру законодательства. В любом случае придется договариваться и разговаривать с представителями Москвы, и знакомиться с представителями соседних регионов, более плотно налаживать связи. Мне кажется, эти горизонтальные связи между коренными народами и другими регионами России, это нынешней России, скажу так, это в любом случае то, что даст устойчивость будущей конструкции. Вот чтобы сейчас мне по карте не обломаться, сейчас Коми и Сыктывкар. Дайте-ка посмотрю, где это находится, чтобы я не накосячил. Коми где-то, гребаное место. Вроде бы то, что те земли, которые я и говорил, то, что нам надо забрать. Ну, я примерно так и думал. Коми, Пермяки. Коми, Пермяки. Пермяки, Коми. Это же верх. Это вот как раз верх наш. Это полностью под Башкортостан проглотится. Понимаете, да? Да, для вас, может, это, блин, ухо режет, наверное, но я вам это конкретно говорю. Вот мой ход именно вот такой будет. Шахмат, как говорится. Это та территория, которая как раз идет под нашу юрисдикцию. Вот она пойдет снизу этого, забываю это, забыл это, снизу, короче, этого Башкортостана, который мы хотим этот проход взять. Сейчас я вспомню, найду это место. Орск, сейчас скажу. Куандык. Куандыкский коридор. С Куандыка начиная, грубо говоря, с Казахстаном, как говорится, на границе. Коми-Пермяки. Вот Коми-Пермяки как раз-таки выходят к Ненеции. К Ненеции. Это как раз-таки та территория, которую я говорю, Челябинск, Екатеринбург, вот эта вся на отрез уйдет под Башкортостан с Татарстаном. И она даже Татарстан захватывает, потому что под Коми получается Ижевск, Удмуртия, вроде бы. Где-то там она рядом должна быть. Ну, суть какая? Как раз таки, хорошо, мы послушали. Вот вы услышали, что она сказала? Она сказала, что нам нужно будет строить с Москвой отношения. Инде и Шитегес, манашу моментно. С Москвой отношения мы никто не будем строить. Огромный болт положим на них, и все. Строить ничего мы не будем с ними. Потому что, что с ними строить-то? Кто они? Нищеброды будут. С нищебродами что строить-то, блин? Будут приходить к нам хлеб просить у нас, уроды они. У нас будут зерно брать. Где они? В Москве, в болоте будут расти? Или что они? В торфяниках что они будут расти-то, я не знаю. Жуков каких-нибудь торфяных. Что у них будет-то, блин? Кутак, мойга бута будет у них. Поэтому, исходя от этого, Лана Пылаева, вот я ей хочу ответить, если кто-нибудь меня отрежет, услышите.
о том, чего бы она хотела для Коми. Я скажу ей, потом сейчас ее текст тоже прочитаем, кратко скажу, то, что я услышал, да, что мы все услышали. Коми будет внутри Башкортостана. Вот внутри Башкортостана будет Коми. Внутри Коми, что хотите, то и делайте. Главное, не выеживайтесь. Что хотите. И чтобы там, внутри Башкортостана и окраинам Башкортостана, никакого русской земли не будет. Никакой русской земли не будет. Поэтому, исходя от этого, Коми должна себе понять. Это, видите, маленькая одна территория. Еще внизу пермяки еще есть. Коми-пермяки. Это тоже почти они же, по сути. Но там перемешано башкортлар, блин, татарлар, блин. Поэтому уже это наша земля. Автоматом. И никакого референдума, который они говорят русские, референдум мы сделаем, как в Крыму. Мана. Референдум bir narsaga bo'lmaydi. Chunki referendum ishlarga bizni жеребец, bizni жеребец никому не принадлежит. Зачем кому мы будем референдум делать? Для кого? Вопрос будет стоять, блядь. Для кого мы будем доказывать, что мы вот хотим отделиться? Для кого, блядь? Кто, блин, нам будет указом, блин? Понимаете? Вот когда вы осознаете, что у нас нет указки, всякие Шаймиевы, блядь, Минихановы, Хабировы, блядь, Кадыровы, блядь, вся шиваль эта ебучая. Если вы осознаете, что у нас нету, блядь, никого, башкорт татарларга я отношусь, Кавказу, всем я говорю это. Вот только тогда вы сможете понять, что у вас нет хозяев, и тогда только вы начнете командовать. И никакие референдумы вам не будут интересны. Потому что референдум делается это тогда, когда у тебя есть империя, она захватила тебя, и ты хочешь от них отвязаться. Но у нас чуть-чуть по-другому роль. Почему? Потому что они пришли на нашу землю, и мы от них референдум не ждем, нахуй. Почему нам от них референдум, блядь? Они, нахуй, пусть уебывают, блядь. Нам же не надо куда-то уходить, чтобы делать референдум, блядь. Мы на своих землях, блядь. Крым тоже, по идее, на своей земле был. Какого хуя там референдум делали, я не понял, блин. Референдум они сделали, блин, придурки. На своей земле крымские татары были. Нигде же они не прискакали, чтобы просить референдум для крымской земли. Как это, мол, блядь, понимать, дебилоидский? Референдум, чтобы проголосовали, чтобы Крым стал наш. Ебанутые, блядь, нахуй. Крым стал наш, блядь. Референдум, блядь. Понятное дело, она была Украиной. Украиной была, и вы можете сказать, и референдум они сделали, чтобы он стал Россией, блядь. Но это же полный идиотизм, нахуй, блядь. Внутренний народ-то кто, блядь? Не хохлы, блядь, и не русские. Какой нахуй может быть референдум там, ёпарасоте, блядь. Поэтому Башқұртстан мен Татарстанға құлағыңызға тығып қойыңыз, башыңызға тығып қойыңыз. Біріне референдум болмайшақ. Навальныйлардың сөзі болмайшақ. Ходорковскийдің сөзі болмайшақ. Никакого референдум, федерация, или как там Габасов сказал, Уральские страна, Уральские республика. Это типа Екатеринбург. Ничего не будет. Я вам еще раз в этом ролике тоже говорю. Никакой страны не должно быть рядом с нами. Челябинск мы разделим с Казахстаном, Айтканкебек, Екатеринбург разберем тоже, дальше Тюмень тоже разберем, как что. Максимально будет зажимать нас Казахстан. Максимально положенные их по истории земли отдать Казахстану. Нам лишнее не надо. Но условия будут у нас жесткие. Русских, сука, нигде не будет. Нигде нахуй, вот даже переулок не будет русский, блядь. Брайтон-Бич не будет у нас, блядь. Нигде. Нигде не будет Брайтон-Бича. Будет общее Башкортостан, общее Татарстан и все, Казахстан будет там все. Чтобы не видели посередине каких-то сволочей, блядь, по дороге, блядь. Всякими башнями русскими. Не должно ничего быть. И вообще еще этими церквями сраными. Почитаю, что она в этом, так сказать, в письме тоже прочитаю уже.
Лана Пылаева о том, чего бы она хотела для Коми. Член платформы парламентской ассамблеи Совета Европы по диалогу с российскими демократическими силами Лана Пылаева говорит о связи между имперской политикой, подавлением религиозной идентичности и ростом насилия в современной России. По ее мнению, вытеснение национальных языков, преследование активистов и запрет дискуссии о самоопределении части единой системы, воспроизводящей агрессию как внутри страны, так и за ее пределами. В интервью Дель Пылаева рассказал о своем видении этих проблем и о планах работы на воссозданной платформе. Итак, еще один момент добавлю. Коми, если вдруг будет быковать, скажет, не-не-не, мы внутри Башкортостана не останемся. Если она так захочет, мы можем просто возле нее вот так пройтись, по ихним старым дорогам, ну так сказать, территориям, мы все отделим и закроем. Они заебутся выходить через нас. Күтіюк, потом айта, ярар, башқұрт білән татар білән келішәбіз. Мына шундай бізде сөйләшү булырга тиеш. Ахтун, ахтун, ахтун. Вот как-то так, блядь. Внимание. Внимание. Вот такое должно быть разговор. С удмуртами также. На короткой ноге, на короткой руке, я не знаю, блядь. Вот такой разговор будет. Удмуртлар, я думаю, они не откажут. Коми, блядь, поговорим. Пермяки это сама произвольно кіріп кетті Башқұртстанға. Самопроизвольно. Челябі білән Екатеринбургны тартып алырға. Челябі білән Екатеринбургны сөйләпті. Алар білән сөйләшергә дә түгел. Анда полный маразматик урыслар, манкуртлар анда. Безне халық манкурт анда и урыслар. Анда бір кім юк больше. Оларны просто сөйләмәйше генә тартып алырға. Силой тартып алырға аларны. Силой. Коми, блин, окей. Если это Пылаева еще будет там в это время жить, поговорим с ней. Коми разберем. Но условия будут жесткие. Коми заебется проезжать через наши земли, если она будет быковать. Нинеции то же самое. Такой же ультиматум будет поставлен. Поэтому им будет один разговор. Бүтін нәрсәге Башқұртстан ішінде қалашақ. Буяғы Татарстан ішінде қалашақ. Астыбыз Казахстан. Вот как я вам говорил, Т-образная система. Т-образная. Мына шул жерлерді біз тартып алып алғаш, біз уже дальше уже будем строить свое морской флот. У нас обязательно, как вот здесь ебучий Голландии, должен быть у нас тоже ебучий голландец там. Понимаете, да? Корабли летающие поставим нахуй. Вот что-то в этом роде. Поставим, блядь, сука, блядь, корабли. Вот как-то так, понимаете? Поэтому, исходя от этого, система должна быть такой, что только война за землю. Нам нахрен ничего не надо. Вы не склоняйтесь из-за того, что у нас там нефть, там, тут, там. Нефть, пефть, блядь. Аллах Таалам берем десе, ол башка жерден да бере. Пустынедан да бере, судан да бере, любой жерден. Не в этом дело. Земля. Нам нужна земля. Чем больше земли, тем лучше. Вот в Казахстане же полно земли. Понимаете, это уже, как говорится, система. Понимаете, Россия огромная земля, уже огромная система, понимаете? Поэтому нам нужна земля. Башқұртна татарға құлағызға салып қойыңыз. Еще раз повторяюсь, нам нужна земля, нам не надо, блин, какие-то клочки вот эти, которые Татарстан сидит вот так, блин. Вот, Ренат, послушай, Татарстан вот такой, блядь. А раньше какой он был? А чё ты не воюешь за Татарстан? Огромный Татарстан. Чего не хочешь вернуть-то, блин, а? Вместе с нами. Бисмилля, Аллах Акбар. На Москву. Понимаете, вот как-то так. Поэтому я не согласен маленьким Татарстаном. Я согласен только тем, который был в 1552 году. Во время Сюембики. Во время Казанского ханства. Вот их земли какие были? Вернуть это состояние. Вернуть это состояние дружбы с Казахстаном. Вот это состояние нам нужно вернуть. Чтобы мы там командовали. Мы ходили под своими флагами, под своими паспортами, под своей юрисдикцией. Чтобы в любой стране нам не говорили, что русский. Не было, чтобы этого. Чтобы, блядь, меня признавали на всей земле башқұртом, блядь. Татарам, блядь, говорили. Татарлар, башқұртлар, казахлар, узбеклар. Вот так было движение. Да, Ичкерия, Чечня, Дагестан. Именно еще Дагестан тоже разными нациями нас делили. А не так, что мы русские, блядь, для всех. Для этих пидорасов мы все русские здесь, блядь. Они заебали, они не умеют разделять.
Они не умеют, что это такое, блядь. Они только знают про Африку. А, вот это черный, вот этот белый, нахуй, вот это, блядь, нахуй. Они нас даже разделить не могут, блядь. Для них мы все русские, сука, блядь. Такие черные русские, да, я хуею, блядь, долбоебы. Понимаете, поэтому бізге, туғанлар, бізге нәрсе болса да, бірләшергә керек. Күбәйергә керек бізге. Понимаете, это срочно. Бізді күшібіз жетмей өзіміздікіне. Өзімізді күшібіз жетмей против путинского режима. Понимаете, нам нужно уничтожить этот путинский режим таким образом, чтобы меньше, само собой, хочется кровопролития было. Само собой, кровопролития и не хотелось бы, но без этого не получается. Нам придется, как говорится, взять оружие в руки. Придется. Поэтому siz butunlay birga azir bo'larga tegishsiz. O'labizmi, qolabizmi, endi уже butun narsa Alloh taolodan bo'lacak. U bizdan emas. Bizga necha yil berilgan ekan, что столько мы проживем. Сегодня сдохнем, может завтра меня кто-нибудь ёбнет по голове, блядь. Здесь долбоёбов хватает. Вот исходя от этого, мы должны оставить для своего народа теге изгерлик, теге яхшы, теге нәрсе дейсің былай енді, хаят дейсің енді, өмір дейсің былай енді. Ну, теге память, да, можно сказать, так, наверное, да. Истәлек шундай калдырырга керек халыкка, что біз тырышабыз һәм этот гомер азагына хәтле без тырышып шул әйберне җиткезергә тырышырбыз. Но если мы не успеем, сдохнем если где-нибудь, вы должны доделать это. Вы должны сделать так, чтобы вот в данный момент сейчас, грубо скажем, на ушах стоит Казахстан. Казахстан в курсе. Какая-то часть узбеков в курсе. Кыргызы, таджики где-то летают, пока не в курсе. Но Казахстан прям в курсе. Поэтому крайняк, если даже мы сдохнем, Казахстаннан сіз сұрағыз. Что они хотели, мы что хотели? Габасовлар, Айсенлар, я, все, что мы хотели? Кашаповы, там, Фарид Закиев, все старики-разбойники, что мы хотели? Независимости. Исходя от этого, в Казахстане, я верю Казахстану, почему я еще раз повторяюсь? Потому что в Казахстане останется, потому что там независимость, останется то, что мы сейчас твердили, говорили, доносили народу, это останется. В крайнем случае вы должны будете взять у них, как говорится, какие-то письменные принадлежности о наших, так сказать, действиях, и от этого действия вы должны будете в дальнейшем отталкиваться. Если без ульгермесек, бугумерде, нәрседер эшләп, шуны әйтеп куярга уйлыйм инде. Кем белә нәрсә булабыз иртәгә. Шуларга, дуслар, безгә үзебезнең артыбыздан бара торган яшь кешеләрне калдырырга тиешбез. Нәрсә булса да. Вот, допустим, Кашапов меня как человека, как говорится, не воспринял, как говорится, да, ведь, но он ошибку сделал. Он, как я, человека хуй найдет, который его дело продолжил бы. Я бы, может, продолжил бы, потому что среди ихнего общения людей у них нет, кроме Айсена, никого. Никого нет у них там, который бы мог бы делать, извиняюсь, такие конкретные вам рассказы. Никто у них нету. Вот вы посмотрите, кто что ведет, никого нету. Поэтому Кашапов дурзашнамада, когда я повторюсь, из-за чего мы разошлись, я сказал, я против турков и азеров. Они хотели, чтобы я просил прощения. Я сказал, идите нахуй. И все на этом. Поэтому, исходя от этого, Кашапов, как говорится, за собой точно никого не оставит. Так. Вот, Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В него включили социолога Константина Гааза, бывшего главу Центра организации закупа Мордовии Ивана Мысенко, журналистку Анну Немзер, блогера Александра Строголева, известного как Алекс Мур, проект «Медиа партизаны». Но, Курдагес, самое интересное, только мы шундай урысларны, Мордовия, шундайларны гына ишетәбез. Коямында бер татар юк, башкорт исеме юк, татар исеме юк, бурят, сахалар, якуты дип әйтәм постоянно, саха диергә өйрәнергә кирәк. Сахалар, коя, нет их имен. Спите, потому что, блядь. Здесь только вот рыпаются вот эти всякие люди с русскими именами, так сказать. Понимаете? Почему?
Потому что им реально настопиздил этот Путин. Вот реально, он уже им надоел, блин. А sizde, Башкортостане, Татарстанда какой-то, я не знаю, какой-то режим даунов. Режим даунов, который не может сказать, вот тут Хабиров, Миниханов косячит. Почему вам же вот Айсин проводит несколькими эфирами, 5, 10 минут, 15, 20, часами проводит Айсин. Почему вы даже Айсина не хотите прислушаться, Айсину? Ладно, я такой некрасиво говорящий человек, но он же вам красиво заливает в уши. Чего его не слушаете? Почему по его пути не идете? Коя сіз кушалу? Почему он постоянно говорит, давайте берлашик, берлашик? Почему сіз берлашмесіз даже хотя бы шу Айсин, блин? А? Шунда бит инде сез берлашсагыз бит инде. Мин белән берлашкан кешеләр бергә кушылып, бөтенебез бит уже бер ниндидер җәмәгать булабыз, понимаете? Зур җәмәгать булабыз. Зур җәмәгать уже может действовать как-то в одиночку. Урысларга каршы бит бездә бит даже объем юк, извиняюсь. Объем юк. Объем безгә кирәк. Мына даже мына Ринат та мине башымны хөрде, мына бу Ринат белән кирде, чыкты, нәрсәләр язды, китте. Ул да мына Парижда яши. Татар, мусульман. Ринат, почему ты не за нас топишь-то? А? Удивляюсь, почему ты такой? Вот ты нахуя вообще во Францию приехал, блядь? Куда бараема синя Франция, блядь? Син, как говорится, щитель вырвался, блядь. Ну, син хотя бы Башкортстан, Татарстан үшін, өзің татарың үшін тапи, ладно, Башкортстанды сөйлемесең де. Татарстан үшін тапи хотя бы. Ё-моё, ты для чего вообще родился? Татар болып, татармын деп өлген хотя бы. Мен аптыраймын мына шундый кешеләрдән, блядь. Еще меня, блядь, дәрес өйрәтәмен да, ёпарасы. Хирею над людьми. Покайся, әллә нәрсә, блядь. Алла. Каяться Аллах, борай Аллага шүкер, ураза тоттык, нәрсәкәй. Аллах Таалам кечерсен безне. Только сәждә кылырга Аллага гына. Урыска каядыр, әллә кая, мин Алла сакласын. Бергә сәждә кылмыйм мин. Монда да бит инде әйтәм бит инде сезгә. Изначально эфир сказал. Куеп куйдым, блядь, буларга я. Куеп куйдым. Нема кылса кылсыннар, блядь. Әйтәм бит. В крайнем случае җанымны алырга могутлар. В крайнем случае. Не больше, блядь. Не больше. Мозгым сыгырга могутлар. И что они мне сделают, блядь? А мына Россиягә кайтсам инде, алар точно җанымны алалар, блядь. Алар безне үтермешче туктамый, күрәсез бит инде. Навальныйны да бит инде үтерделәр. И еще, кстати, сегодня разговор же вспомнил, будем читать дальше, я то, что вспомню, буду говорить, а то у меня нет было возможности записать куда-то. Тут такую хрень кто-то высказал недавно. Сегодня в новостях слушал вот этого в дожде. Но имейте тут такой подвох в этом разговоре. Про Навального чуть-чуть рот открыл. И в то же время, если «Дождь» сегодня кто не смотрел, вы слышали, наверное, аңлағансыздар. Мына татар башкортлар орыска болса да кайып болса, кауып болса. Да, кауып болса. Да. Короче говоря, навальниста в этом новостях говорят, то, что он был засланным казачком из ФСБ. И про это сказал какой-то балабол, который тоже работает на ФСБ. Ну, как бы их человек, и сейчас он в дурки попал. Какой-то Решалов, что ли, Решалов или Киселев, и как это, блин, какой-то хир, короче. Может, увидим где-нибудь его, не знаю. Мишалов или Решалов, блин, про него говорили сегодня. И вот этот заболтался, и сейчас хотят обелить Навального. И тут прикол. Бу кеше нәрсәгә шуны сөйләде. Понимаете? Мин монда конспирологиягә керәсем килми. Но суть нинди. Кайдандыр, блядь, хурас кычкырса, намадыр булса, әйтәләр бит бездә. Кто-то крикнул, где-то что-то все-таки есть. Вот надо подозревать. Исходя от этого, этот черт, который тоже подлиза Путина, проболтнулся, что-то Путин надоел, ла-ла-ла-ла-ла, короче, какой-то блогер или кто он там, блин, короче, пиздалист какой-то. Короче, он нәрсәдер сөйләгән, и сейчас он в психушке в Петербурге. И этот черт сказал, что я тоже такой, и Навальный был такой.
Это как Жириновский. Вот мы же все пишут, ой, Жириновский это Ванга. Ой, Ванга. Придурки, блин. Вот подобие Жириновского. Вот Жириновский же все вытаскивал изнутри. Я вам рассказывал, клубнику он продавал на рынке, я его видел в глаза в прошлом, так сказать, молодости. Черт этот, Жирик, он работал внутри. Он как раз-таки был ФСБ, агент, хоть кем вы называете, черт, короче. И эти люди, как утку, должны выкидывать постоянно какой-то сброс. Об этом говорил, об Иране говорил, постоянно что-то сходство. И русские это копируют, и везде весь ТикТок заполнен этим дерьмом, блядь. Именно шуна құлақ салсақ, қайдандар ышқына бетінде, если помните, Литвиненко. Литвиненко же, мы же верим Литвиненке. Про Чечню говорил и так далее. Мы же верим. Человек правда же был, правда. Русский был, вроде бы. Может, какой-то мариец был, я не знаю. Ну, русский, допустим, да? Сказал правду? Правду. Чеченцы верят? Верят. Мы верим? Верим. Он же правду гнал. Стуканул и грохнули его. Инде, Мандабу психопат тоже что-то ляпнул. Поймите, когда человек в какой-то момент начинает что-то бздеть, у дұрысында айтып қоярға может быть. Керекмеген нәрсені де сөйлеп қоя бет. Исходя от этого, от его слов, тот, конечно, это же дождь создан именно деньгами Навального, чьих-то денег же туда капает деньги всех вот этих уебков, которые топят за новую Россию. Исходя от этого, он отгородил Навального, типа Навальный не был таким. Исходя от этого, я предположил, что если этот черт вылез откуда-то, сказал такое и сейчас попал в психушку, его убрали. И в то же время он сказал, что под кем он работает. И Навальный тоже под кем был. По каким-то хирам там, возле Патрушевым или под кем-то они были. Исходя от этого, bunu мен нәрсәгә искә төшердем инде, мен хәзер закончу вердикт. Исходя от этого, мы понимаем, если Навальнюга был ФСБшный, так сказать, экспериментом, то таких экспериментов мы увидим еще до хрена и больше при Путине. Да и может дальше тоже. Поэтому этот черт, который пробалаболился, он не просто так про Навального сказал. Почему кроме Навального, что там, блин, всяких Артуров, Пирожков нету, что ли, или там вот этих, блядь, Маратов, Башаров или какие-то чертей, которые Скрипали отравили. Что, их не было, что ли? Да хрена таких. Чего про них не сказал? Именно Навальный аузына шханасон. Вот у Шунарга нужно призадуматься. Значит, получается, каждая сука, которая вылезла и где-то что-то мы прошептали, услышали та-та-та, мы должны точно понимать, что, значит, все-таки Навальный был засланным казачком. Поэтому он смело вернулся в Россию. Но не ожидал, что его ёбнут там и посадят. Не ожидал. Карты сменились. Понимаете, смысл какой? Потому что син, блядь, туроп, син, қарсы шықтың Путинға, син қойта алмайсың. Понимаете, какой тут получается прикол, блядь? Допустим, Габбасовна қойтарып жіберейік хазір. Или Айсенна, или Кашаповна, или Минна конце до концов, блядь. Қойтарып жіберейік. Понимаете? Мен нешік кіріп барар едім еканда. Да мені сығып ташлайлар сразу, блядь. Понимаете, блядь? Сразу аэропортта меня ёбнут, блядь, электрошокером, наверное, и заберут в каталки, блядь. И вот после этого вот и думайте, что Навальный керде, но манда чуть-чуть что-то лишнее сказал в Германии. Поэтому его сразу в аэропорту упаковали и забрали. Получается, он сошел с рельсов. А почему его хотели отравить? Потому что уже он рот хотел открыть. Поэтому уже хотели здесь ёбнуть его. Понимаете, как прикол получается? Его уже хотели здесь, как после Скрипалей. Как раз во время Скрипалей я был в Норвегии, в обезьяннике сидел. Понимаете? Депортационный. Вот исходя от этого, в этот момент они меня тоже доехали на меня, суки, блядь. Сказали, типа, я шпион, блядь. Еле отмазался, сука. А я что, я шпион, что ли, нахуй? С кем нахуй шпионом быть? В итоге получается,
эти Башаровы, блядь, Хуяровы эти, блядь, так сказать, Кутакбаши, вот эти два, блядь, с Скрипалями, не при делах. Навального пропизделся тот чувак сегодняшний, психушку, который попал, этот Решалов или какой-то... Кемен Исимат Шмил, он фамилия, короче, Шулин, Ташбаш. Блогер какой-то. Вот он, короче говоря, не просто так сказал. И таких шайтанов на земле до хрена. Каждый второй может такой, который из России приперся, каждый второй может быть ФСБшник и агент. Исходя от этого, мы поняли, я для себя понял, что навальнист сраный и его жена – это агенты. Это конкретные агенты, которые просто пустили по земле утку, но в этот момент что-то они, блядь, поняли, Кремль понял, что он сейчас, блядь, что-то конкретно что-то натворит. И его резко хотели убрать, чтобы он не пропизделся. И все, его ёбнули. А этот, который ведет вот этот дождь, он за Навального стал. Он говорит, он не такой, конечно, но его говорят такой. Начал отмазываться. Почему? Потому что он, может, и не в курсе на самом деле. Он тоже, как мы, люди, обычный журналист. А вглубь, если копнуть, то это как раз-таки та доктрина Кремля, которая, блядь, наводит шорох для народа, создает какую-то оппозицию, которой нету. Вы представьте, огромная ебучая система Путина. Где может быть оппозиция? Где вы где-нибудь против него оппозицию когда-нибудь видели, нет? Не видел. Не может быть, блядь. Поэтому, чтобы она была и шорох на земле наводить, нужна вот такая утка-оппозиция. В виде Навального. Хотя вот Навальный сдох, сейчас вот они подыскивают, кого же, блядь, найти. Потому что он сошел с рельсов. Так сказать, не туда повернул, блядь. Снюхался с немцами. Траванули его, хотели там уже мычкануть. Понимаете? Смысл. Поэтому Скрипали также, да хуя знали. Навальный тоже так же из этой системы. И таким образом каждая завербованная шавка это. Внутреннего мира. И поэтому мы понимаем теперь, что вердикт. Башкирт белән татарга бер генә сүз. Башкирт белән, сори, я на эфир не выхожу с кем-то. 44 в ТикТоке, Рахмат, 7 в Ютубе. Теперь мы понимаем, что Башкортостан и Татарстанга открыты все карты. Кто есть кто. Теперь вы, когда будете вдруг смотреть меня, Габбасова, Айсина, вы, как говорится, конкретно и узкожопых этих, теперь конкретно в мозге своем фильтруйте каждую информацию. Кто за кого за что топит. Вы должны понимать, что внутри вас есть тоже те, которые за нас топят. И шуны кырына сіз де кушылырга можете. Һәр көнне бер штуктан кушылсагыз да, безгә зарар түгел. Сез аңларга тиешсез шулай берне. Сез башкорт һәм татар өчен көрәшәсез. Урыс дөньясы өчен түгел. Без үзебезне, халыкны үлмәсен дип, калсын дип тырышабыз. Мин монда качып киттем дип дигән кешеләргә мин сезгә әйтәм. Мин монда булмасам, мин эчкәрдә үлер идем әллә качан. Авызымны ачсам. Понимаете? Ауызны ачтым, шунда ук тинг. Меня ёбнули бы вместе с домом моим, бля, взорвали бы. Понимаете? Поэтому притом у вас интернет-то как там вести? Что-то невозможно было бы вести даже. Шунарга Дуслар, что я хочу сказать? Значит, навальнистская система, примерно, это по моим так данным, которые я уловил по новостям, понял своими 40-летними мозгами, что здесь что-то нечисто. Поэтому, исходя от этого, вы должны ухо востро быть, Башкортостан и Татарстан, что я знаю просто таких людей, сейчас в Америке живут, они топили за навальнистов. Один раз я что-то натыкался на него, общался, ну, живет он в Америке. Башкиртмы, татармы, аңламадым. Топил за Навального. С флагами бегал, блядь. Долбоёб, блядь, один, короче, был.
Я ее потерял что-то. Где-то я с ним общался и не общаюсь сейчас, короче. Съебался, с семьей в Америке живет. Топил за Навального, блядь. Я просто херею. Уфимский пацан, блядь. Долбоёб, блядь. Поэтому мы должны понимать, что эта топка, вот эта новая Россия без Путина, или как они говорят, блядь, это выражение. Короче, вот это дерьмовое их выражение, оно все подстроено таким образом, чтобы была, в кавычках, оппозиция. Оппозиция. Потом, я еще раз более досконально доношу. Оппозиция России нам не волнует. Оппозиция России для нас враг. Башқұртстан мен Татарстанның оппозициясыға сіз ихтибар беруге тиіссіз. Ихтибар только біздің оппозицияға. Біздің оппозиция дейсіз. Мен оларға қосылмаймын. Мен оппозиция түгіл. Мен еще раз айтамын, мен уничтожитель Москвы. Мен оппозиция түгіл. Мен сіктім оппозиция бұларға, башқа бұларға нахуй, мен өзіме тамға қоймаймын. Мен тамғасыз. Оппозиция, кто-то там из себя назовет, пусть называет, мне похуй. Мен уничтожитель Москвы. Пока Москва есть, біз yok. Сені барлығың Мәскеуні yoqлығы. Сен барсың, Мәскеу yok. Сен yoqсың қазір, Мәскеу бар. Вот как-то так, понимаете. Шунарға бізге Мәскеуні yoqалту бірінші орында тұрады. Шунарға мен өзімні оппозиция дей алмаймын. Почему? Потому что оппозиция дейсәң өзіңні бик широкоформатный болып кетесің. А мында и размывается цель. А мында прям в цель. Уничтожитель Москвы. Бізге оппозиция болып, оппозиционер болып, Кашапов как блядь, плакатлар білән жүруіне файдасы yok бізге. Я не вот этот, не плакатчик, блядь, нахрен. Не модель, блядь, чтобы я, блядь, вертел там по Парижу, блядь, по фанере, блядь, проехаться. Я не хочу так. Поэтому, туғанлар, бізде задача более жиддирек. Біздің задача қолға құрал алырға. Біз цаскаться не будем, блядь, урыслар айтқан кебек. Не хотим мы, блядь, мүжмәйіп, блядь, жүрген мында, блядь, қорқып аузына тышайын, блядь. Понимаете, сізде цель болырға тиіш, что мана келгенсің екен бұл дүнияға ир кіші болып, мана мужик болып. Бір мәрті хотя бы, блядь, отырға, как говорится, барыға тиіш біз, наверное. Кемнедір должны мы, наверное, стрельнуть. За зайцами не надо стрелять ходить. Конкретно надо уничтожить кого-нибудь. Потому что біздің Башқұртстан мен Татарстан захвачен. Біздің жеребіз захвачен. Получается, этих захватчиков нам нужно выгнать. Легко и просто, блядь. Мында әлемде баш құрып йөрүгә керек ме? Шуңа туганлар, біздің задача, мына лично мен үзімне шу задачаны қойдым. Мына 40 яшымда, еще раз повторяюсь, 40 яшымда, что мен әзірмін сіздің білән барыға. Мен әзірмін, сіз әзір болсағыз. Оның үшін бізге құрал керек, амудирование керек и алға. Бітті. Бітті. И как один день я повторялся, говорил, услышал такую хрень, новость. Как кидать, как оружие кидать туда-сюда. На самолетах. Легко и просто, оказывается. Я, дурак, искал Куандыкский коридор нам нужен, с Казахстана надо что-то. Да любым самолетом пролетел самолет, кинул Башкортостан в Татарстан, тот же Куандыкский коридор, кинул боеприпасы. Скинул и все. Допустим, любой какой-нибудь заказной самолет за наши бабки. Где бы найти бабок этих огромных? Вот просто. И оно приземлится нам оружие, вагон оружия, блин, скинут, если надо. Все. Вот вам оружие, блин. Скинуть Башкортостан в Татарстан оружие в ваши руки легко, оказывается. Я гадал тут, былай өтірге, бізге Украина керек, ол керек. Нахуй бізге біркім керек ме? Өзі керек. Біз өзі керек, шул құралны алып, Мәскеуге барырға. Өзі керек біз. Бізге Түркиям керек ме, Азерам керек ме, башқасы да керек ме? Я вам еще раз говорю, тыловая страна у нас защищена. Казаклар мыхтай тұралар, как они говорят, мыхтай. Как гвозди стоят они там. Так что они не сдвинутся. Казахстан себе не запустит кого-то, когда мы движуху начнем.
Они не запустят туда русских или еще кого-нибудь. Они не запустят туда. Как они с Казахстана запустят русских против нас? Да это уму непостижимо, это не пойдет никогда. Казахларның территориясына урыс кірсе, башын алып ырғыталар алар. Это гарантия. Поэтому бізді ортамызда махкамлік, нық тұра, стена. Даже крепче китайской стены. Поэтому бізді алдыбыз гына проблема. Ол Мәскеуге барырға алдыбыз. Барырға керек ме екен барыбір бізге? Зачем преграда? Нам же надо идти. Поэтому, дуслар, смысл какой? Смысл нам побыстрее собраться и делать какие-то дальше серьезные шаги. Вот и все. В первую очередь, я вам всегда говорю, давайте рожать бабки. Где мы найдем бабки на оружие? Бабки на оружие нужны. Я мен күтімні ертіп, нәрселерді қылырға мәтәшіп жүрем, ну, қолымнан келмей, блядь. Қолымнан келмей. Но Аллах Таалям, если насып қылса меня эти сраные деньги заработать, блядь, я в первую очередь, вот я буду вкидывать на эту тему. И как я заработаю свой миллион, я не знаю, когда-нибудь, не знаю, блядь, все, блядь, буду пускать на оружие только. Против Москвы. Иншаллах. Так что вам тоже это я вам советую. Собирайте бабки, создавайте какие-то такие бизнес-стратегические темы, чтобы с них можно было выдавливать бабки и копить на оружие. Вот как-то так. Что-то надо делать. Была утро был мы. Так, пройдемся еще по новостям. Чисто сегодня идел реалии посмотрим. Поговорим по душам деген керек. Так. Ну вот, кардиологу ее так и не показали. Ее гипертония перешла в какую-то кошмарную стадию. 240, 120, 220, 100. Это было стандартное его давление. Он приходил в суд и просил вызвать скорую. Вот такие показатели фиксировались. Врач давала таблетку, не действовало, давление росло дальше. Судье было пофиг. Осужденный за антивоенные посты Владимир Осипов умер в заключении. По словам близких, его били при задержании и не лечили. Несмотря на критическое состояние, это уже 4-я смерть политзаключенного в России с начала года. Вот. Его убили осужденный за военные фейки Владимир Осипов. Погиб в колонии 18 марта в первой городской больнице Ухты. Умер 56-летний политзаключенный Владимир Осипов. За несколько постов одноклассника суд первой инстанции приговорил его к 6,5 годам. Мана, кешені бәріп соғып өлтіргенлер. Суққалап, иманын оқытып өлтіргенлер мана. Вот, шунардан соң, нешігенде шу дәулетте сіз дальше хотите жить. Башкир, татар, чечен, Дагестан. Вы как вы живете вообще? Вот объясните мне, как вы хотите, как вот... Я понимаю, вы терпилы. Вы терпилы, кебек яшисыз инде шунда. Кебек түгел инде терпилысыз. Шулай яшарга улисыз. Сколько вы можете еще протянуть так? Как, сколько можно? Вот слушал чуть-чуть Айсена, говорил про кого-то, черта какого-то там, который сейчас в отставку ушел, какой-то черт. И этот черт, оказывается, ушел, а оставил за собой этот кабинет. Поставить, значит, своего. У Шаймиева тоже есть свой какой-то кабинет, оказывается. Тоже свой сидит. Значит, у Рустама Минниханова тоже будет свой, блядь, кабинет, и кого-то он оставит. Это что такое, блядь? Татарстанда, получается, идет какой-то, блядь, папа римский строй, блядь. Я, ты, он, она, блядь. Бетон с утра, и все под Шаймиевым. И этот черт тоже под ними. Тень Шаймиева. Как его... Вот, вспомните этот ролик, как он, фамилия, он там... Сейчас прочитаю я вам его фамилию. Тень Шаймиева. Кто же был тенью Шаймиева? Вот этот момент я... Как его звали? Где я его смотрел, блин? Тень Шаймиева. Ну, тут не найду, короче, я. Может, я закидывал, не закидывал. Ну, короче говоря, тень Шаймиева. И вот, исходя от этого, он брейберно, что если мы, вот Башкортостан, Татарстанда, создаем Курултай, у нас никаких теней не будет. Понимаете, у нас не будет вот этой, блин, папа римского строя. У нас не будет этого путинского режима и так далее. Бізге, Башкортостан, Татарстан, главный, бізге керек, шунды мустақиллик, шунды независимость, liberty, да, как это,
французы говорят, liberty. Нам нужна вот такая свобода, где, так сказать, где президент, как всегда я повторяюсь, будет просто менеджером. Просто менеджер. Отработал и ушел. Я это 1000 раз вам это повторяюсь. Поэтому, когда Айсин или кто-то ведет какие-то дискуссии насчет Татарстана, его каналах, порой я поражаюсь с таким умом его. Он не диктует систему внутреннюю, как она будет строиться. Может, кто-нибудь ему скажет, чтобы хотя бы он эту тему один раз развил. Посмотрим, сопоставятся ли они его мысли с моими. Поэтому, исходя от этого, как он сегодня где-то сказанул, что должно быть какой-то парламент. Вот слово парламент мне уже не нравится. Почему? Потому что Оли Маджлис, Сенат. Вот в Узбекистане Оли Маджлис Сенат. На кой черт он нужен там? Ну зачем нужен? Почему? Потому что есть президент. Поэтому нужен парламент. А bizde, когда будет Курултай, уже выше Курултая ничего нету. Ниже Курултая только есть. Поэтому, как говорится, выше Курултая парламента нету. Оно не может быть. Вот этот Курултай и президентская система, все будет внутри Курултая. И под Курултаем будет президент. Не над Курултаем будет президент, понимаете? Курултай будет как раз и контролировать весь Башкортостан, и также советую с Татарстаном поступить. За Татарстан будете сами отвечать. Ну, постараемся, как говорится, если мы будем вместе, как говорится, собирать, рулить будем туда-туда, короче говоря. Будет у нас все почти что одинаково. Курултай должен быть. Еще раз расчленю, как я вижу этот Курултай. Курултай будет рулить всем Башкортостаном таким образом, что каждый вставленник Курултая – это народ из наших кантонов, из наших земель. Точнее, как по-американски скажем, из наших штатов. Баймакский штат, Стерлитамакский штат, Уфимский штат. Да как хотите его называйте. Раньше называли кантонами почему-то его. Кантон, Ниндидер кантон, Уфа кантон, Баймак кантона, Ленерса кантон. Короче, мы поделим его, сделаем Туманлар можно сделать, я не знаю, как его назвать можно, по какому языку можно назвать. Ну, областя. Какие-то областя, земли, я не знаю, как-то мы его назовем. И вот из этих земель и будет вырабатываться курултайщик. Вот этот курултайщик будет из той земли, за что он будет и в дальнейшем вести, так сказать, работу ради своей земли. Получается, пример беру, Алсынов. Алсынов из Баймака. Он топил за Куштау туда-сюда, допустим. Да, я не знаю, откуда он, с Баймака вроде бы. Вот, допустим, вот мы поставим в Курултай Алсынова. Встал он, Алсынов, на Курултай. И вот он топит за Баймак. Я где-нибудь там встал, в Уфе, допустим. Я топлю за Уфу. Габасов там топит за свой Ишимбай, короче. Примерно вот так я вам предполагаю. И таким образом, как это будет предполагаться? Вот этих людей собирать будет не вот это ебучий путинский режим или там хабировский, шаймиевский, минихановский, а народ. Народ, халық бізді жиында бізді халық, как говорится, башқұртса ем, шул жиында, получается, халық бізді сойлый. Халық сойлый. Үзіні жеріндегі халық сойлый үзіні халқын. Бірсін шығара шундан. Инкубатор, так сказать. Шул инкубатордан шыға бір кіші утра Курултайда. И дальше таким же макаром выходит, дадим круг, так сказать, по всем Башкортостану. Башкортостан будет огромным, Татарстан тоже. Круг дадим. Каждые 3 года меняется президент. Президент будет ниже Курултая, и он будет просто главнокомандующим по Башкортостану, но ниже Курултая. Вот как бы он будет выполнять ответственность за Курултай.
Курултай будет, как говорится, выводить, так сказать, законы, все вот эту дичь, все это будет это делать, а президент будет исполнять. Понимаете? Сори. Mana shulay bo'larga tegish. Mana shundagina birgina голова не будет работать. Президент не может уже тогда командовать над народом. Курултай будет командовать над народом, который собран из народа. Смысл поняли теперь? И там мы скажем так, вы скажете, укыган киши буларга тийиштир бит курултайда дерге можете. Но я вам скажу одно. Я считаю, что онда укыган киши не имеет значения. Онда именно должен будет собраться именно патриот своей земли. Патриот своей, фермер буларга может, колхозник буларга может. Разницы нет. Главное, тот человек должен быть там, который сможет постоять за свою землю. Разобраться с проблемами своей земли, разобраться, получается, своими вот этими народом своим этой земли и так далее. Вот примерно шунды кише буларга тишонда. Холоктан. А его, если данные какие-то обучаемые данные не проходят, ну вот, допустим, он не знает, допустим, чего-то там, он может попутно обучаться. Проблем нет. У Хурга, блядь, никогда не поздно. И, конечно же, годовые планки. Годовые планки Курултая должны быть тоже озвучены до какого-то момента. Допустим, до пенсионного возраста. Или там до 50 лет. Больше нахуй не надо. Бабайлар кирәкми, блядь. 70-80 яшьлек Трамп кебек бабайлар утырмаска тиеш Курултайда, блядь. Иди нахуй, воспитывайте детей, внуков своих, блядь. Понимаете? Он должен быть молодежь, ну так сказать, предельный возраст, чтобы, блядь, хортая биткан, какирая биткан, бабай онда кирәкми безгә. Знаете, путинасосы какие-то нам не нужны, там, старикашки, блядь. Нам нужен тот контингент, который может, как говорится, работать. Который будет сидеть в Курултае и ездить по своим землям, контролировать, а не сидеть просто с штаны протирать Курултая. Понимаете смысл? Каждый должен будет в Курултае работать по своей земле. Контроль жесткий. По землям, как я и говорил, бүтін Башкортостан бойынша построить очень много домов аулларда, создать колхозы, создать ауллар, создать какие-то корпоративы в виде какие-то, не знаю, фермы, мермы, чтобы бүтін шахардаги халық разгрузить Уфаны, разгрузить Стерлитамакны һәм зур шахарларын разгрузить. Ауылға жібәрегә бүтінісін. Бүтін халықны күтіне тебіп ауылға жібәрегә. Шахарда ятмасындар. Создать рабочие места аулда. Все, фермерством, блядь, занимаются. Она малларны кырып беткәннәр хайванлар Новосибирда. Все вот это, все нужно будет человеческий образ привести. В Башкортостане, Татарстанда, не дай Аллах, кто-то будет резать вот так коров, блядь, и сжигать коров, блядь. Ебанизм полный. Поэтому бездонный наш всякий был маящак. В первую очередь, без аграрный, мощный давлятка элянерга тижбес. Мощный, вот как это ебучие Нидерланды. Мы даже опережать будем их, блядь. Нидерландов раком поставим, нахуй. Мы вот такой цель поставим, блядь. Вот Миманда не зря, наверное, блядь. Я увидел их, блядь, поля, моля, тюльпаны, мульпаны, нахуй, везде. Вся хуйня растет. Так что мы тоже, мы такие же будем, блядь. Мясными баронами, нахуй, мы будем. Мясом заниматься будем. Башкортостан, Татарстанда ит. От ита, козылык, блядь, мол ита, блядь, баран ита, блядь. Все будет у нас, иншаллах. Мясом будем заниматься и будем по всему миру мясо кидать. Как говорится, продавать. Так. Ну вот, журналисты установили имена 204 626 погибших на войне против Украины российских военных, из них 75 288 добровольцы. Турдом, блин. Это за какой срок-то, блин? Журналисты русской службы BBC в медиазону совместно с командой волонтеров установили имена 204 626 РФ военнослужащих, погибших во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Доля добровольцев 75 288, мобилизованных 18 200
2026, сори, и заключенных 22 207 к марту 2026 года. О, занадто чем, блядь. К марту! Это получается что? Составило 57% от всех погибших. О, занадто чем, блядь. Прикиньте, да? Январь, февраль, март. 3 ayda примерно, наверное. 204 мең 204 мең, әйе, 204 мең 626 кеше өлген. Понимаете, да? 200 мең кешені просто топағанлар, блядь. Просто мына теге шүгендір топаған кебек, блядь, нахуй. Жмех эшләгәннәр, блядь. Жом, жмех. Из общего количества погибших 40 393 человека контрактники. В феврале в список погибших были добавлены имена более 35 тысяч человек. Большинство из них раньше числились пропавшим без вести. О, бу, значит, о, теге әллә качан югалганнар инде. Ну, короче говоря, теге списокка 1 200 000, который Трамп говорил, примерно, да, скажет, 1 200 000. К нему вот эти 200 еще добавьте. Понимаете, вот 1 400 000 примерно мы можем верить. И то я не верю этому, конечно. Ну, еще больше. Большинство из них раньше числились пропавшим без вести. Свыше 80% человек, которые числились как пропавшие без вести, и чья гибель была подтверждена, как отмечается, погибли в 2024 66%, в 2024 году 66% и в 2025 году 33%. Получается, с 24 года по 26 год это разбор идет. Но это, ну, как я всегда говорил, те, которые они обнаружили, давайте так будем говорить, то, что они нашли. А то, что они не нашли, может, когда-нибудь найдут. По костям. Не знаю, там, как их найдут, я не знаю, блин. По субнабору, блин. Кстати, как вспомнил, на днях смотрел один видосик, еще когда там, что ли, был, просмотрел, ожидая Сухура, один видео. Ну, такой видос, наверное, вы тоже натыкали, смотрели, как раньше воевали в Европе. Или там еще где-то там. Как воевали в древности. Короче говоря, шла бойня, и когда все, война заканчивалась, там такая вонь стояла, говорят. Прикиньте, в Европе особенно. Там в Германии, Франции, блядь, вот эти войны, кровопролитные войны на мечах в древности, это такой мрат, или как мазрат, ванизм, говорит, стоял после этих трупов, говорит. И как раз в том рассказе рассказывается, как они их грабили. Получается, вот здесь, допустим, скажем, война идет в соседней деревне. Война, а потом люди выходят с деревни, вонь такая стоит, и они туда идут и ковыряются в трупах. Железо ищут. Ковыряют железо, копят, то, все, что найдут, все грабят. Потом приходят другие, грабят. Потом третьи приходят, грабят. И приходят, грабят уже тело. Мясо забирают и делают из них жир, свечи или что еще тут. Турдом, блин. Вот такая дичь в прошлом была, оказывается. А какую-то часть закапывают, если успеют закопать. Если успеют, закопать, не успеют, не закопать. Короче говоря, дикие звери живут. Вот такая вот жизнь в прошлом была, оказывается. Теперь, послушав это, я предположил, что происходит на Украине, что происходит в Сирии, в Палестине. Это же писец. Это же писец полный. Представили, да? Вот этот фильм, ну, как бы там фильм уж, это как бы историю он рассказывает, да? Там все это на фотках, да, сделано. Не вживую же, вроде бы там. Просто фотки, фильм такой. В Ютубе можете посмотреть. И мына шулардан соң мен аңлыйм берәйберне, что столько башкорт белән татарлар поле боida калып киткән. Прикиньте, а? Вот этот мясной штурм зашли, все. Зашли и вышли, все. Понимаете, как там получается все.
Вот этот как раз-таки тот столетний, тысячелетние войны, 1200 каких годов это войны, рассказывается, там, каких-то еще годов, там, не знаю, 700-х, 500-х, короче, войны, когда шли в Европе между собой. Вот такая дичь была. Представляете, да? Это просто писец, блядь. Что народ, который там жил, от запаха умирал, блин. От запаха там сдохнет, можно говорить, блин. Такой не закапывали. Такой ужас стоял. И прикиньте, теперь по всей Украине такая ситуация. По всей Украине. И с украинской стороны то же самое, и с этой лежат трупы. Пытаются их найти, ищет, но их не находят. Мана қар яуды бетін, қар астында қалдылар бетінде. Қазір әрейлер, олар как по снежнике будут вылазить эти трупы. И вот сейчас будут собирать их. Опять вагон приедет, увидите еще. Эти 200 тысяч, а приедет еще 2 ляма. Оларға мен там бердім. Я охренел просто. Просто охренел, когда этот исторический рассказ. И мы же не задумываемся, как раньше воевали. А как они раньше воевали? А куда девали трупы? Вот куда девали трупы. Это не мусульмане так воевали. А мусульмане явно уж хоронили. Мусульмане не могут позволить себе такого. А вот христиане, долбоебы, они могли, значит, поставить так. Не хоронили. Просто оставляли на поле боя. Все, ушли, кому надо захоронили, кому не надо, вот так и оставалось. Вот после этого, как говорится, вот и думайте, ислам правильный или неправильный. Понимаете? Даже отсюда можно сделать вердикт для себя, что ислам, альхамдулилля, схоронить нужно. И потом там еще говорится, что вот эти воды засорялись, потом этот трупный запах, вот это все дерьмо вытекало, получается, от людей. Кишки, говорит, раздолбанные. И все оно впитывалось в почву, дожди, снег, и оно втекало в воду. И заражало воду вирусами всякими, и вся деревня потом умирала. Потому что пили они с колодца воду в прошлом, и они пили, не знали, и бах-бах-бах крякнули от этого вируса человеческого. Вот вам жизнь была раньше, какая в Европе. Ну, она, само собой, вы можете сказать, и там во время Чингисхана вот то же самое было. Но само собой. Но после того, я думаю, как пришел ислам, я думаю, наши начали хоронить все-таки, блин. Так и не оставляли на ходу, как говорится, на съедение волкам, так сказать, трупы. Вот и думайте после этого, как система работает сейчас в России. Вы думаете, что, каждого вот этого запчасти собирает, думаете, что ли? Там голова оторвана, тут оторвана голова башкорта или татара. Вот так они собирают, думаете, что ли? В пакет кладут. Ильшатик, вот этот решатик. Распределяют, да, не думаете? Тьфу, блядь. Поэтому, туғандар, я к чему? Бұл соғышқа, оңғыра болмасаңыз, бармағыз. Вот и все. Сіз ойламаңыз, что раньше соғышқандар, қазір соғышу по-другому. Один черт. Труп, он везде труп. Ты думаешь, что раньше не было, и сейчас это одно и то же, блин. Просто есть возможность сейчас не пойти. Потому что это не твоя война. И ты это должен осознать. А раньше не было такого. Потому что там шли войны мечами. К вам же мечом никто не пришел. Как у русской поговорка, кто нам с мечом, тот от этого меча умрет. А получается, вы и сдохнете скоро. Потому что вы пошли к другим с мечом. На чужие земли. Вы пошли, свою поговорку вы, как говорится, загадили. Понимаете? Поэтому башкир-татар вообще попал под раздачу. Потому что вы в данный момент в наш адрес грубые. А в их, в российский адрес вы мягкие, слабые. Когда мы вас будем критиковать таким образом, вас ложить на лопатки, так сказать, вы будете говорить, вы никто нам. А тем вы послушаетесь. Вот почему вам это не стыдно, блядь?
Почему вы думаете, что ваша жизнь, только это ваша жизнь, а она к нам не относится? Почему вот у вас такой смысл жизни? Сен нәрсә, бу Башкортстан белән Татарстанның милләтенә килеп туылгансың икән. Сиңа кем кушты үлеп бетергә сиңа? Урыс өчен кем кушты сиңа үлеп бетергә? Вот этот момент я не могу понять. Сен любой казакка, үзбәккә барып әйткән шуны. Барып әйт аларга, әйт, вот иди за русский подохни. Да, кстати, и манкурты их не хватает. Есть там на войне узбеки и казахи. Но это манкурты. Чуть-чуть. А у нас 99% манкурт, а 1% не манкурт. Понимаете, разница какая? Тут же на войну не пошел весь Узбекистан или там Казахстан, да? Даже когда мы критикуем их, что они пошли туда. Поэтому мы смотрим так, что весь башкорт белән татар, сори, хазыр сугышта. Хазыр сугыштасыз. И те, которые думают, отмазались, дома сидите, ну, сори, вы можете сидеть, но вы пойдете через студенческие вот эти движухи. Сейчас же забирать начали студентов. Вот как-то так. Сейчас, секунду. Томах берді. Поэтому, туганлар, сори, нужно думать о том, что біздің келешегімізде башқұрт белән татарны теге патриотлары қалыр ма екен, юк ма екен. Мана шуны уйларга керек. Патриотлар вообще выработаются в нашей жизни в дальнейшем или нет? Или мы вот эти вот балабулы, бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, блядь, вам будем говорить, чтобы вам этот уши все прожужжаем. Все равно вам это не дает. И все. И после нас никого не будет. Вот это вот мана шул әйбері меня куркыта. Мен шул әйберден куркам. Шул нәрсә меня дается очень, очень тяжело, блин. То, что я говорю, вроде бы, да, людям, чтобы народ более-менее стал, ну, так сказать, себя защищать. Хер с ним, нас ты не защищай, ты себя защити. Сори. Ты себя хотя бы защити, чтобы синең гаиләңдә үлем булмасын. Син бит инде менә халыктан чыгасың, киттең үләргә. Өйдә бит әниң, әтиң, балаң, хатының бар. Кем өчен аларны калдырасың? Я уже 100 раз это говорил. Кем өчен калдырасың аларны? И сегодня какой-то еще ролик маленький где-то увидел, вроде Габбасов загружал, как башкорт с Мелиуза, что ли, Мелиузский районнан, это на интервью, кому-то интервью дает, не знаю, кому он дает интервью, там, наверное, на Украине это все происходит. Типа, что ты пошел? Ну, работы же полно вроде в Башкортостане, он говорит. Да, полно, типа, но, типа, мало платят. 22, 25, 30 тысяч. Я же вам всегда говорил. Вот он прям мои слова и повторил. Башкортостанда эш күп, акчасы юк. Акчасы юк анда. И поэтому люди и идут на эти, позарившись на эти 200 тысяч. Понимаете? Сори. Поэтому они идут на эти чертовые деньги, кровавые деньги, из-за того, что прокормить нечем. Ну как прокормить? Они живут так же. Но мында ведь теге алчность уже работает. Алчность мында 200, а мында 22 мең генә. 10 бәрабәр күп мында. Еще әллә нәрсәләр там обещает им по ушам ездит. И все. Понимаете? Получается, он думает, что за месяц 10-месячную зарплату он заработает. И идет. И это размышляет только тот, который попал в плен. А который не в плену, все, аллюки, улкитты, ульдыкитты, бит, тамам. Поэтому сізге выбор поставлен. Если со стороны религии смотреть, вот это ваша алчность и погубит вас. Так что вас тут Аллах Та'алям даже, наверное, не защитит. Потому что вы идете за алчным методом заработка.
Поэтому, как говорится, Аллах Талям вам дает зеленый свет. Goodbye. И все. Сори, да, кашлял. Вообще. Вот. Мэрия Томска отказала активистам в проведении митинга. Власти считают, что выражение мнения о блокировках – это распространение фейков. Мэрия Томска отказала активистам в проведении митинга против блокировки Telegram, указывая, помимо прочего, на то, что выражение мнения о блокировках в интернете может расцениваться как распространение недостоверной информации. Об этом рассказал кандидат в Гордуму Томска Антон Исаков, опубликовав ответ из администрации города, пишет на настоящее время. Вот. Тут еще целый километр уже. Не вижу смысла читать. Целый километр. Ну, вы поняли суть. Томский была, Омский была, разницы нету. Башкортостан, Татарстанда, да. Если вы выйдете, после, как вы уже видели, Алсынов как вышел, после этого Башкортостан, Татарстанда вы где-нибудь соберетесь, больше 3 не собираться. Соберетесь, вы все полетите. Хабиров уже, он знает, как сажать людей. Поэтому вам там вылазить вообще нельзя. Так что, ütәләнеп йөрмәгез анда башсагып. Чыгып йөрмәгез. Лучше күтегез кысып яшәгез, тыныч кына шунда маңкурт булып яшәгез лучше шунда, блядь. Маңкурт булганда мин маңкуртмын дип лучше шунда яшәгән. Чыгып йөрмә. Безне башыбызны катырып, потом мы вас будем озвучивать про вас. Блядь, опять посадили долбоёба дип. Чыгып йөрмә нахуй, утыр шунда, күтеңне кысып. Чыкма, блядь. Чыкса мынанда чык, безнең кырга. Мында кил, блядь. Паспорт яса кил мында. И безнең менә көрәш. Понимаешь, вот тогда ты увидишь настоящего, так сказать, башкорта и татара. Только шунда гына мы сможем понять, что за нас есть люди, оказывается, еще адекватные, блядь. А не манкурты. Шуны бізге докажи, мына бізге шуны докажи, мына менің аудиторияға Габбасовна, Айсин аудиториясын докажи нам, что вы есть. Башкирт татардан чыгыгыз. А не как вот этот Ренатик, который мозгоёб написал мне целый гектар, нашел куда писать, блядь. На весь эфир пишет мне какую-то дичь. Бар, покайся, деп. Мен бір предложение уже укымасқа еменді, укыдым енді, блядь. Аузына тышим. Мысқыллап язу бет енді бұл. Мысқыллап. Мені мысқыллап язды бұл. Как будто мен жүгірдім, білім, Рәсәйге қайтып, покаяться етем екен. Аузына тышим, блядь. Мен шунарға, шундай манқұртлары ненавижу. Вот Ренат себя показал енді, блядь. Мен Алла сақласын күт берушілерден түгіл, блядь, нахуй. Мен барып, нахуй, инәлмейм, нахуй. Лучше мені өлтіріп ташларсың, шунда, блядь. И все. Башым қатырып, мына шундай манқұртлар меня пытают унизить, во-первых, еще, блядь. И еще я должен поехать унизиться. Вот, простите, я представляю, да, по его словам, так что ли надо было делать? Простите, вот я наговорил на вас, блядь. Простите, я хочу обратно жить в Башкортостане. Они скажут, докажи. Допустим, да, по его словам, докажи. И возьмут меня нахуй и на войну отправят. Доказывай, нахуй, скажет. Я поеду на войну. Весь такой зеленый, такой, блядь, в кепочке, нахуй. Хуяс, дуф. Прилетело что-то, и все, я сдох. И кто бороться-то будет за независимость, блядь? Башкортостана, Татарстана и так далее. Никто. Потом вы будете говорить, Милюльгаш, мына деген утырай сөйләшеп, кетті, мына Ринатны құлақ салып, қайтты да, Ринат айтқан какой-то, блядь, өзі Парижда ол Ринат. Өзі Парижда отыра, блядь, күтін қысып. Но ол қайтқан, нахуй, Рәсәйге Ринатны құлақ салып, и шулай өліп, соғышта өліп кеткен. Но өзі башта көрашайы. Вот, блядь, что за долбоёб? Вот, представите, вот так аудитория скажет, блядь, потом мне. Вот ебанутый, блядь. Он же о чем говорил, блядь? Как так, блядь? Уму непостижимо. Поэтому, вашон да Ренатиклар, нахуй, күтігізні қысып отырғыз, блядь, миыны сікмәгіз менен, нахуй, блядь. Мен әтейімлі әнейімні құлақ салмағанмын, нахуй. Қойындандар келген Ренатны мен құлақ салырға тиішмін, міне, блядь, нахуй. Мен үз башыма хужа. Мен үз башыма хужа. Аллаға шүкір. Мен Аллаға ышанған, Аллаға ышанам. И үзіме үзім хужамын мен, блядь. Қоя барам, нәрсе эшлейм, блядь. Сиям, тышам, үзімні ішім бұл. Рөтелер мында, нахуй.
Bizda balag'ini aytalar nahvoy. Kutingni urat nahvoy. Kutingni, meni tugul. Так. Ну вот, одни тут штраф, короче. Вот, давайте так, про Уфу. Коммерсант Уфа, главу Нефтекамского союза ветеранов ВДВ, награжденного орденом мужества, обвинили в хищении денег у участников войны. Рахат dunyo endi, блядь. O'zinglikni sikmasang, mana Rinat kabi siksan endi seni. В башкортостанском городе Нефтекамск будут судить 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве в отношении участников российского вторжения в Украину. Об этом сообщила прокуратура республики. Надзором ведомства уточнили, что обвиняемый председатель общественной организации «Коммерсант УВА» пишет, что речь идет об Алексее Бурмистрове, руководитель местного союза ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения силы ВДВ. По версии следствия, с июля 22 года по 23 год, август, обвиняемый обманом убедил у знакомых подписать контракты с Минобороны РФ на территории других регионов страны для участия в войне против Украины. Будущим контрактникам Алексей Бурмистров, считает силовики, обещал взять на себя расходы на проживание и питание до их убытия в зону боевых действий. Забрав их банковские карты, он снимал часть денежных средств, перечисленных администрациями муниципальных образований. В результате о преступном действии обвиняемых похитил у 4 мужчин более 650 тысяч рублей, сообщили прокуратуре. Коммерсант Уфа в открытых источниках обнаружил, что в 2024 году Алексей Бурмистров участвовал в выборах в Совет депутатов Нефтекамска по списку «Единой России», но мандат не получил. Рахат dunyo, бля. Bu so'g'ishga da ketadilar. Kartasin, so'g'ishga borgan kartasin какой-то бурмистрga qoldirib ketadilar. Ну, siz mol, что ли, блядь? Siz borsangiz хотя бы shunda уже kutingizga хотя бы javob beringiz, a? Shunda даже sizni sigib ketadilar. Shunda на месте sigalar sizni. Даже без нашего присутствия, блядь. Потом, чтоб нас не обвиняли, нахуй. Ни меня, ни Габасова, ни Кашапова, ни всех нас. Мы ни при чем, блядь. Вас там сами же ебут, блядь. Вам это не доходит, что ли, блядь? Я бы хотел услышать какое-то башкирское, татарское имя. Аллах ашкар, урыс исеме, блядь. Алексей Бурмистров. Ну, явно какой-то шайтан, блядь. Узкожопый. А явно, наверное, те, которых он обманул, были башкирты или татарлар. Явно, может, ішінде бір урыс болғандыр енді, хуй с ним. Прикиньте, да? Рахат дүниеда яшайсыз, әйме. Башқұртстан мен Татарстанның ішінде сізні алдылар, а сіз мыйсыз, блядь, мыйсыз сіз. Без мозгов. Мыйсыз шу нәрсеге барасыз, блядь. Даже тауықны мыйы бар, блядь. Бір нәрсе шкипіш болса, қаша тауық. Тауық қашып кетеді даже. Siz даже тауықны мыйға жетішмейсіз, блядь. Мыйсыз, блядь, вообще сіз, блядь. Хуй знает, атрофировались мозги ваши. Я не знаю, почему вас так просто наплопошить, блядь, наебать, я не знаю, почему у вас так легко наебать. Что за нахрен у вас происходит там, а? Потом, добавлю сюда. Допустим, вас забрали на войну. Окей. Вы заработали бабос. Вы уже оттуда не вернетесь, да ведь? Еще раз я вам предлагаю. Пойдите сдайтесь, а? Сдайтесь в плен. В плен сдайтесь, скажите, мы ошиблись. Мы хотим воевать против России. Перейдите на сторону Украины, пусть вам дадут движуху, пиздуйте против Москвы воюете. Сделайте такой шаг. Все равно вы трупы уже, все равно разницы нету. Пленға түшесің, барып отырасың пленда. Қайтқаннан кейін барып сені обратно қайтаралар. Какая разница? Труп, вы труп. Вы уже трупальник свой, блядь, заказали, понимаете? За 200 тысяч рублей вы заказали труповозку. Так что сделайте такой хотя бы метод. Үтәсің теге жаққа, өлмешегіне, блядь. Потом bu жаққа против работаешь, блядь, против Москвы. За Украину. Хотя бы так, что ли, блядь, сдохните. Хотя бы, блядь. Хоть мы вас услышим, блядь, от украинцев, что были вот такие войски, нахуй, из Башкортостана, Татарстана, что перешли к нам и пошли против Москвы. Хотя бы так оправдайте свою подлую хоть честь.
Я так думаю, блядь. Хотя бы. Главные новости к этому часу. Ну, поздно, конечно, но читаю. Сегодня 1486-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Фермеры из региона потеряли более 1,5 миллиарда рублей из-за массового забоя скота. Известие со ссылкой на подсчеты Центра аналитики бизнес-права. Кстати, да, сегодня прям в наглую услышал в новостях, уже каждый день слушаю об этом. Сейчас дочитаю. Добавлю то, что вспомнил. 200 голов было, Яберхоттен. 200 голов коров үйіме қойсам жоқ дия. Yoндырғанлар дия, блядь. Инәңнекке, блядь. Мына яшайында Башқұртстан белән Татарстанда шул хәл булса, не диде Күгәрчен районында кайдар булган бит инде шул хәл. Шундый нәрсә булган бит. Киттең син, допустим, укырга балаларыңны алып киттең укырга, мәктәпкә, эшкә киттең, кайтып киләсең, сыерың юк, блядь, малың юк, атың юк, блядь, бер нәрсәң юк, блядь, сигеп яндырып беткәннәр, блядь. Пиздец, блядь, син гомерең шул мал туар белән үтә. Нәрсә син иртәгә нәрсә ашарга тиешсең? Нәрсә сатасың? Нинди ит сатасың? Нинди мал асрыйсың? Бля, я хуею, блядь. Мин мына шунарга да менә сөйләдемме, юкмы бәләкәй текстлар, теге видеоларда. Мына шуны да прям сөйләргә ем, блядь. Вот, допустим, Новосибирскида это происходит. Әзгенә Башкортстанга да киреп алган. Әле Татарстан нәрсәдер ишетелмәде. Вам это не звоночек ли? Чтобы вот понять, почему же именно в Новосибирске это происходит, почему этих своих же узкожопых уничтожает Кремль. Получается, эти узкожопые, не их узкожопые. А? Как вам такое, блядь? Он да бит, мана, һәрбер пострадавшыны карагыз, блядь, урыс ләсәң, ул татар түгел, башкорт түгел алар. Новосибирский кем соң алар? Понимаете? Шунарга мин бер әйберне аңладым, что здесь каждому русскому даже, вот я предъявить хочу, каждому русскому, который нормальный, адекватный русский, должен понять, что, блядь, против вас Кремль. Мы не против вас, блядь. Ваша задача признать вот мои слова, что вы готовы за независимость Башкортостана и Татарстана стоять крепко. Вместе с нами. Вот это ваше слово нам нужно. Мы вас оставим. Вы нам нахуй не нужны, по идее, блядь. Нам наша задача уничтожить вот этот ебучий Кремль, блядь, вот это Садовое кольцо. Вот это Садовое кольцо нахрен стереть с земли. Вот как Нетаньяху стирает, туда-сюда стреляя Палестину. Так же мы просто хотим уничтожить вот это, как говорится, чертей московских. И все. Мне, допустим, как человеку из Башкортостана, родом из Узбекистана, мне из Новосибирска какая-то колхозница что сделала, чтобы я ее убил? Или что-то сделал? Что она мне сделала? Ничего. А вот Кремль сделал не только мне, и ей косяк. Сжег 200 штук коров, блядь. Посчитать просто даже по ценам, я охреневаю посчитать. Такие цены говорит, кто-то такие цены говорит. Но я же знаю, у меня все земляки у меня по району мясники. Цены, последний раз говорили, по Башкортостану, 350-вроде 500. Вот что такое мясо. Значит, закупка, ну, конечно, они очень где-то находят движуху, делают как закупка, но закупка, если по телеку говорят новосибирские цены, одна корова может стоить 200 тысяч. У нее 200 штук. Значит, 4 ляма. У нее было состояние 4 ляма. Сожгли 4 ляма. Сожгли 4 ляма и сказали, будут выдавать, здесь мы сейчас почитаем, не знаю, я скажу уж, так сказать, по цифрам, как то, что я помню, сказали, выдавать будем на 5 примерно 74 тысячи,
рублей и то ли какой-то период, там год или сколько там будет выдавать. И все. Хака келіп шықмай. Точнее, уничтоженный 200 bosh sıyırға haqi chiqmay. Bergan ақшаларını to'g'ri kelmay. U nendek ақша bilan berasың. Это как этот, блядь. Uyni, получается, senga sotalar по рыночной цене, а когда они выкупают, они дают тебе госцену. 3 копейки. Это тут то же самое. По 170 рублей, что ли, они сказали, мясо будем считать. Bozor haqi aytib turamiz sizga 350 или 500. Мэн, если дальше в Москву считать, в Москве вообще там в те времена еще стоило там шейка и всякое вот это хорошие места там под 800, по 1000 рублей было на рынках. А там вы коров видели, какие коровы сжигают? Это же даже Башкортостанда ондай коровалар редко найдешь, только на ферме. А у них реально такие, как вот здесь, бульдозеры, блин. Огромные коровы у них там были. Не хиленькие, блин. Так что у них вес там до хрена и больше, блин. Поэтому я считаю, что Башкортостан и Татарстан вот в такое виде, да, ведь вот такое виде, если Новосибирск не может, как говорится, до конца достоять, их сейчас запугают, засунут, заштрафуют, там посадят, может даже. Башкортостан и Татарстан должен научиться, как говорится, вставать на такие вещи. Должен научиться вставать. Потому что это, конечно, опасно, но в то же время это не политическая тема. Не политическая, это внутренняя ваша тема, ваша проблема. Чего вы на это даже не реагируете? Вот примерно так. Политическая тема. Так, мені малым, сен суясың екен, ну тогда столько, как по рыночной цене, пусть платят. Бермей екен, суйдырма. Сәнәк белән тур нахуй. Керек болса, ментов замочи, блядь, нахуй. Но не корову. Понимаете? Как-то так. Я не знаю, вам нужен какой-то, так сказать, огонек, что ли, я не знаю, чтобы революцию сделать, я не знаю. Причин полно, каждая причина у вас, блядь, нахуй в России. Телеграм, коровы. Скоро айтам бит енді, хатыныгыз белән балаларыгызны күтләренә сигеп, кулларыгызга тутырып коялар нахуй. И сез шунда да күтәрелмәскә уйлыйсыз, что ли, блядь? Шунда күтәрелерсез микән, а? Когда вас выебут в очко, блядь. Тогда вы станете, нет хотя бы? Или тоже не станете? Лашман тартырсыз. Лашманский, это, как говорится, период. Вспомните. Еще почти 370 миллионов ушло на карантин и закупку нового поголовья. Мессенджер Мах получил статус социальной сети. Пиздец. Это же новости я читаю. Согласно закону, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч пользователей обязаны подавать сведения о себе в реестр Роскомнадзора. Дебилизм, блядь. Это, блядь, хуже Афганистана у вас, блядь. Древний мир вы впали, блядь, с этим телеграммом, с этим интернетом. Үйге язып болмай, блядь, сука. Хрен знает, я пишу, доходит, не доходит, я не знаю, блядь. Дичь какая-то, думаю. В результате российских воздушных ударов за минувшие сутки в Сумской области погибли 3 человека, пострадали 10 человек местной власти. Бомбят, блядь, где мои родственники живут. Сумскую область, блядь, пидорасы. Вот что скажешь, блядь. В Запорожском районе погибла женщина, пострадали 2, в том числе ребенок. В Липецкой области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военной полиции. Один из них погиб. Молодец, блядь, нахуй. Вот так, переебашьте всех этих полицаев. Ебашьте, оружие у вас там в России полно. Сыгып тошлағыз бүтінісін, ёткызығыз нахуй. Подозреваемый задержан по предварительным данным. Осторожно, новости. Стрелявший отец военнослужащего дезертира, пишет Эхо Новости. Молодец, молодец. Евросоюз будет придерживаться своих планов полностью отказаться от поставок российского освежеванного природного газа к концу 2026 года.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сжиженного природного газа. Удивительно. Ну, посмотрим. Откажут или не откажут, что будет, неизвестно. Вот этот, послушаем, Вячеслав Ширяев, что он говорит. Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев видит скрытый конфликт между зетниками и регионами. К 4-й годовщине вторжения в Украину российская экономика вступила в острую фазу кризиса, а у властей нет внятного плана выхода из него, утверждает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Падение гражданских отраслей, рост бюджетных дефицитов в регионах, рекордная доля расходов на еду и нарастающее долговое давление – все это по его оценке может привести к системному обвалу уже в 2026 году. Почему военные расходы съедают будущий регион, смогут ли Татарстан и Башкортостан выжить в условиях растущих дефицитов? И что ждет страну после Путина, Ширяев рассказал в интервью Идельяли. Ну, интервью, наверное, надо смотреть, целая куча. Ну, чуть-чуть послушаем, что он говорит. Я не могу себе представить зетника татарина, я не могу себе представить зетника башкира. Вот какая русская идея для человека в Якутии? Ну, объясните мне. Это настолько все бездарно, бессмысленно, настолько все придумано и насаждено, да, пропагандой в первую очередь. Но никакого рационального смысла нет. Можно обманывать там долгое время или обманывать всех непродолжительное время, но нельзя обманывать всех всегда. Вот почему он говорит именно про татар и башкиртов, вот Ширяев этот. Он кто, Вячеслав Ширяев, кто он по нации, интересно. Что-то поковыряться надо, поискать. Если, окей, если он не татар и не башкирт, ну, какой-то, может, другой нации, допустим, может, он чуваш, может, или кто он. В итоге, вот вопрос задает, да, что там татар или башкиртка? Вот на самом деле, да. Вот вам, что, вот, с этником, вот как вы вот себя представляете в русском мире с этником, блядь? Я до хрена же до этого всякие видосики видели, наверное, тоже вот за 4 года я увидел. Вы, долбоебы, ходите, везде. Блядь, вот это задница полная у вас. Манашу блядь, сіз прям восхищаетесь, блядь. Что, сіз Европаны үтірәсіз, Украины үтірәсіз, сіз үзіңізні үтірәсіз, придурки. Сіз үзіңізні үтірәсіз, сіз Европаны үтірмейсіз. Европада әлі бір кім өлгені жоқ. Біз мына жүреміз, Аллаға шүкір. Сіз үтірәсіз үзіңізні. Что сіз Украины үтірерге ойлайсыз, но сіз өзіңіз өләсіз онда. Понимаете? Вы уничтожаете просто наше население. Просто своей тупой головой. Идя в какую-то дичь. Нет сказать, что зачем мы идем туда, если мы сами захвачены. Вот до этого еще один видосик видел, не знаю, здесь не увидим это. Вспомнил как раз. Коров, оказывается, купил за какие-то деньги, ну вот эти, наверное, 2-3 ляма, когда давали, какой-то с Новосибирска, я не знаю, откуда, чувак, короче, это военный, купил, оказывается, просто вспомнил в тему, купил за военные деньги, ферму сделал для родных, наверное, а он на войне, считает. Но это же нормальная идея. Как бы деньги не в жопу засунул, не алкаш, значит. Купил зверей, ну, так сказать, блядь, животных. Оставил, чтобы прибыль была какая-то, блядь, движуха. Он может в любое время сдохнуть, да? И он написал видео, предъявил. Типа, блядь, моих коров сожгли или что такое, блядь. Ёпта, я служу, блядь, говорит, я служу, а вы тут, блядь, заебенили моих коров. Или там хотите заебенить. Ну, что такое, короче. Вот и думайте после этого. Даже зетник, ну, точнее, он не зетник, он военный. Даже военные молларын үтіргенler. Получается, или үтіргенler, или захотели үтірге. Крайне, даже военныйларны мола кеткеншінде, сіз шу молдан да хуже екен тогда сіз. Сіз молсыз. Только мол ақыллырақ сізден. Что сіз
служите, а вас там долбят. В прошлом годах же было же в Башкортостане, сколько вы сами же выходили, говорили, вот почему там в Башкортостане что-то происходит, а мы вам служим здесь, деп шықтыңыз өзіңіз. Сіз оңғырап бәрәнләр кебек, понимаете? Это только лохи могут такое делать. Когда вас дома надо защищать. Дом ваш, Башкортостан, Татарстан надо защищать, блядь. А вы, получается, на войне это в микрофон на видео скидываете. И Габасов, что ли, кто-то забрал это видео, блядь. Помните вот это? Что вы там говорили? Я не помню. Из танчик память куриная, блядь. Сори. Короче, вы что-то говорили толпой. Мы из Башкортостана, мы хотим, мы служим, почему там издеваются. Издевается вроде бы чувак, который или другое, блядь. Ну, что-то, блядь. То, что, блядь, в окно там одна дура орала, блядь. Башкиры там что-то грязные, туда-сюда, в окно орала. Кто-то записал видео. Или насчет этого, или что. Ну, короче, какой-то инцидент был, блядь, Башкортостан, так, күндәбенен инцидент. И вот туда писали. Ну, шунда, әйләнегізді қойтып, автомат білән сігіп ташлагыз. В чем проблема-то, блядь? Это получается так. Я отсюда ору, чтобы вы побыстрее независимость получили. Так же получается, блядь. Вы упиздили на войну, и с войны орете Башкортостанных танчкуерас. Мы служим за вас. Вот примерно вот так вы орете, понимаете, блядь? Вот это ебанутство, блядь. Это ладно, в моем-то репертуаре это реально не получится, меня ёбнут. А вы там служите против, за этого пидораса Путина. Вы служите за него, но Путин ебет вас. Башкортостан, Татарстанда. Рахат, а? Что за хрень, блядь? Сізге бит постоянно өзіміз нәрселерімді, эфирларында шайнап сізге берем, блядь. Шайнап, блядь, ютрағына, блядь. Каждый, блядь, сөзіні сізге шайнап берем, блядь. Сізге мыйға бит кірге тиіш, блядь. Всяко же сидите, вон, узбеки же сидели, бла-бла-бла, тиктокеры ебаные, блядь. Сидят на войне тиктоки, блядь, узбеки, тоже долбоебы, блядь. Поражаюсь над ними тоже, блядь. Приходите служить в российской армии. Коркаклар кемасен. Пиздец, рекламнички, блядь, долбаные. У вас то же самое же. Получается, вы же можете видеть меня на войне, блядь. Поройтесь хоть, блядь, у вас же есть там, наверное, интернет. Или все-таки и вам тоже интернет срезали? Что-то я не могу понять. Получается, в Москве, в России нет интернета, у военных нет интернета. Как вы живете вообще, долбоебы? Сука, как вы служите вообще, блядь? Эх, херей, блядь. И да, кстати, предъявлю, блядь, вот такой предъявы же не было, блядь. А как вы с войны пишите своим родным, если у вас в Башкортостане, в Татарстане, в Москве, там, хоть где, блядь, нет интернета? Как вы теперь связь-то, а? Как вы дрочите-то, блядь, женам, блядь, строчите это, как вы, блядь, общаетесь? А чё же с армии не вышли вы, не сказали всем 2-миллионной армии вашей, не сказали: Путин, восстанови Телеграм, блядь, восстанови, блядь. А, чё, не вышли, не сказали, петушатник, а? Российский петушатник там, блядь, устроили. В чем проблема-то? Шығыбайтыңыз. Духыңыз бар бит, украинларны барып үтерергә. Духыңыз бар бит, үләргә. Қаны шуны гапырыйларчы? Где вы, петухи, гребаные, блядь? Башкир, татар, буряты, хаммагизга кіре. Чечен, Дагестан, вот всем вам это относится. Ну чё, петушатник долбанный, блядь. В власти, нахуй. Пиздите против Путина, чтобы он Телеграм включил, WhatsApp, блядь, нахуй. Все включил, блядь, на место поставил, блядь. Интернет. А? Не зря aytganlar bitini bizda. Shapli Halima deb. Shapli Halimalar endi. Siz Shapli Halimalar, которые думаете, что вы как бы, ну, боясь Путина, исполняя его, так сказать, прихоти, вы покоряете свой народ. Вы просто
унизили наш народ, блядь. Чмырье, блядь. Которое, блядь, пошло по пятам Путина. Вы не герои, блядь. Хуёи вы, блядь, нахуй. Как на английском звучит герой, блядь. Вы герои, блядь, нахуй. Понимаете? Которые, блядь, опозорили біздің милләтләрне. Чеченнан башлап Сахаға хәтле. Вы позорники, блядь, наших наций. И вам это никто не скажет. Скажет, блядь, куркабыз айтырганды сөзіне. Кәмін нахуй. Кутамы куйганмы сізге. Манкуртларны вообще бүтінісін айтам бет, сігіп ташларға бүтінігізні сізні, блядь. Ауызыңызға беріп, нахуй, сігірге сізні. Бүтінігізні, блядь. И самое интересное. Один раз тоже говорил, может, много раз говорил. Вот это тоже добавлю. Вы, вот, біз тірі қолып кірсәк шунда, за независимость Башқұртстан, Татарстана. Вы томғалы, моңғайғамы, күтігізгәмі, нахуй, томға, сіз томғалы болып қаласыз. Допустим, Галимов, Ибрагимов, Кутакбашев, Патагов, нахуй, какой-то, Хурмаев, блядь, Хурма Абдрашитов, блядь. Хурмалар, шул, хурмалар, блядь. Бүтін хұрынгішлер, нахуй. Сіз хұрынгішлер, трахальщики, блядь. Бүтінігіз, нахуй, фамилия бойынша біз сізні yazып қоябыз. И әр бірігіз кім соғышта болған, сігіліп тоқтайсыз біз кіргеш. Я вам гарантированно, блядь, нахуй, угрозу я вам предъявляю. Гарантированно, блядь. Гарантированно сізні біз жир астынан болса табабыз, нахуй. И будем чмырить вас до конца вашей смерти. Вы будете ходить томға білән Башқұртстан, Татарстанда. Мұны сіз, блядь, құлағыңызға іліп тығып қойыңыз шоны, блядь. Хоть күтігізге вонзите мои слова. Чтобы вам было внятно. Доходить, что каждая шваль вот такая, вы будете, как говорится, так сказать, как там они у вас, белые списки, черные списки, блядь. Вот вы тоже в списках будете. В писках, блядь. В писках, может, будете даже. Я не знаю, каких. В писках будете, но точно вы будете в списках, блядь. В таких списках, что ты, уебок, во время путинской власти ходил, блядь, уничтожал наш народ, уничтожал, блядь, нахуй, украинцев и так далее. Вы должны будете это иметь. Муллаларға да айтып қойы. Всякие хамильчики, хуильчики, всем муллам тоже это относится. Те, которые делали, как говорится, крещение по-исламски, можно так сказать вас, блядь, манкуртов, долбоебов, которые делали дуа и отправляли. Сізге да такой же будет отчет. Сіз муллалықны сразу шул күннеу юғалтасыз, блядь. Башығызға нахуй тибіп шиябыз, нахуй, башығызна, блядь. Вот этот ваш колпак ебучий ваш выкинем нахуй сразу. Просто ниже плинтуса опустим. Потому что вы, получается, против ислама пошли. С вас будет спрос там вообще миллионкратный, нахуй, за это. А то, что там обычный манкурт пошел, хуй с ним. Вот с вас будет пиздец спрос. Вас немного, в каждом Кыргызстане, Татарстане мы вас всех найдем. Проблем нет, туголь. Там какой-то Мингазин, блядь, Башкортостанда. Ташак один, блядь. Камильма, Хамильма, Хуильма, блядь, в этом. Как я всегда забываю его имя. Ничтожество, потому что я и забываю, блядь. Нормальный кишерный Колайс, да? Черт. Татарстанский черт, короче, вот этот. Меня сами удивляет, блядь. У этого черта почему-то жена казашка. Это меня удивляет почему-то, блядь. Этому долбоебу, как она казашка вышла замуж, вот это меня поражает, блядь. Этому пидорасу, мулле, блядь. Казанскому, блядь. Хую этому. Как она замуж вышла? Вот это меня до сих пор вопрос, блядь, возникает, блядь. Сука. Пиздец, блядь. Так. Саратовский областной суд оставил в силе приговор ранее судимому наемник ЧВК «Вагнер» по делу об угрозе убийством. Он уже вышел на свободу. Саратовский областной суд оставил в силе 41-летнему наемнику Вагнер Александру Рязанцеву
которым осенью прошлого года назначили 10 месяцев колонии общего режима за угрозу убийством и кражу. Рязанцев с вердиктом суда не согласился. В своей апелляционной жалобе Жуншин выражал несогласие с приговором в части размера назначенного наказания. Выяснили, что ранее Александр Рязанцев дважды был судим. В 2013 году его приговорили к 2 годам заключения за грабеж. В сентябре 2015-2013 годам колония строгого режима по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Охуеть, блядь. По данным Вольск, Александр Рязанцев в колонии подписал контракт, воевал в составе частной военной компании, после чего его помиловали. Ну понятно, блядь. Согласно подсчетам, сразу после решения Саратовского областного суда, Рязанцев с учетом отбытого срока в СИЗО вышел на свободу. Ну все, вышел на свободу, через какое-то время будет опять мочить всех. По-другому никак, наверное, у него. Или там мочить, или что там будет. Угрожать, а все. Удивительно, Александр Рязанцев. Ну, ладно, хоть порой иногда радует, конечно, но в то же время, может, мы не видим этого. Почему-то всегда это узкожопые имена, блядь. Постоянно. Но я не слышу башкир татарларны, Аллаха шукр, конечно, с одной стороны, не слышу, как говорится, таких маньяков, дети-убийц, пока что-то не слышно такого, да? Аллаха шукр. Ну вот узкожопые опять. Вот узкожопые, вот что вы скажете после этого? Почему у вас одни какие-то маньяки, нахуй, блядь? Блядь, страна маньяков, блядь. Если так подумать, страна маньяков, блядь. Это то детей насилуют, то, блядь, что-то, блядь, какая-то дичь полная, блядь. Развели, блядь. Эпштейны одни, блядь, ходят. Везде. Так, и реально какой-то весь геморройные новости. Одни плохие новости. Тут хорошего нету, блядь. Что-нибудь нормальное, думаю, найду. Нет. Дичь, одна дичь. Вот так. В Госсовете Татарстана раскритиковали доклад о юбилее Тукая из-за отсутствия татарского языка. На заседании Госсовета Татарстана, пипец. На заседании Госсовета Татарстана, который состоялся 17 марта, некоторые депутаты выразили недовольство докладом о подготовке к празднованию 140-летия со дня рождения поэта Габдуллы Тукая. С докладом в рамках правительственного часа выступила исполняющая обязанности министра культуры Республики Юлия Атгамова. Она представила план мероприятий, включающий открытие обновленного музея в Кырлае, конференции, издания книг, театральные постановки, концерты, образовательные проекты. По ее словам, программа направлена на популяризацию наследия Тукая среди широкой аудитории, прежде всего детей и молодежи. Однако после выступления несколько депутатов выступили с критикой. В частности, лидер фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заявил, что доклад был полностью на русском языке, несмотря на статус татарского как государственного языка республики. Он также указал на ошибки в презентационных материалах и выразил недовольство качеством подготовки выступления. Юлия Ильдаровна, где у вас татарский язык? Возмутился Миргалимов. Вся татарская нация слушает вас, и ни одного слова на татарском не сказали. Я тут увидел 10 ошибок в таблицах. Почему так невнимательно относитесь к своему выступлению? Кто подготовил? Министерство культуры больше мероприятия готовит и ни слова на татарском. Так нельзя. У нас же двуязычие. Тем более речь о Тукае, наш мон, наша песня, наши мысли. Марат Готович. Я сделаю им замечание. Это не красит Министерство культуры, вас и министра культуры. Удивительно, блядь. Кто-то что-то сказал насчет татарского, блядь. Прям уши радуют мои, блядь. Нарисатор Укымин удивительно. Кемдер он да возмутился, блядь. Татарстанда кемдер возмутился. Ушки терли халь, блядь. Депутат Азат Хамаев поддержал критику, отметив, что отсутствие татарского языка в докладе о национальном поэте выглядит как проявление неуважения. По его мнению, по столь значимому вопросу должен был выступать министр культуры, а не исполняющий обязанности. Такое неуважение к такому мероприятию 140-летию надо, чтобы министр выступала. Я не знаю, где она, но она показывает на Атгамову. Исполняет обязанности, выступает перед депутатом, ну так, отметил депутат. Обсуждение затронуло и более широкий вопрос языковой политики в республике, включая роль профильных структур, отвечающих за сохранение и развитие языков народов Татарстана. Официальная реакция Министерства культуры на критику момента публикации не поступала. Летом 2018 года Российская Госдума закрепила строгую добровольность изучения родных языков. Соответствующие поправки были приняты в Федеральный закон об образовании. В январе 2019 года Конституционный комитет рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы раскритиковал Россию
за национальную политику. Эксперт выразили обеспокоенность растущим доминирующим русского языка при одновременно отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств. Ранее российская независимая СМИ «Такие дела» со ссылкой по экспертов писала, что доля российских школьников, которые учатся на родных языках, кроме русского, 16 по 23 год, уменьшилось на 2 раза. Преподавание на 38 языках прекратилось полностью. Как отмечалось в заметке, такой ситуации привел целый комплекс проблем, включая падение интереса к родным языкам, сокращение числа уроков, нехватку учителей, разрыв с зарубежными партнерами из-за санкций. Но и далее реалии тоже как бы от себя дописал, я так понял. Но мына көріп тұрасың нендей проблемалар бар. Сіз жүресіз онда көкей сілкітіп, блядь, соғышта. Үйде біткен проблемалар. Үйде, блядь, башқұрт тілі жоқ, татар тілі жоқ. Көкейді білмейсі сөйлешерге. Балаларыңыз, блядь, орысша сөйлеше. Кстати, мені де балаларым орысша сөйлешедір. Ну, мына шулай. Чүнки потому, что біздің мектеплер жоқ. Қоясың біздің мектеплер. Соғышқа Украинға барып, Украин халқын өтірге шәплісіз, мәктепке қаршы шығырға жоқсыз, блядь. Вот как вас понимать можно, блядь? Сізге мен сөйлемесен, кім сөйлесін, блядь? Мен бит сізге әр вақыт айтам, яман болса да, яқшы болса да, мен күтігізні ашам. Мен өзімні де күтімні ашам, сізнікінді ашам. Почему? Потому что, блядь, мен на таком пути стал, я хочу диктовать людям только правду. Я вообще по жизни правильный человек. Есть какие-то свои минусы, да, базара нет, какие-то там, но, блядь, они не вредоносные, блядь, кому-то, блядь, чтобы моя неправильность в тот момент могла принести в какой-то, ну, так сказать, ущерб кому-нибудь, блядь. У меня нет этого, нахуй, блядь. В душе нету даже такого. Но вот быть рожденным Башқұртстанда, Татарстанда, мен ладно, Өзбекстанда туылғанмын. Аллаға шүкір, өзімнің өзбек тілін мына 40 яшыма қатылы білем мен. Яшамасам да онда білем. Сіз шунда яшап тұрып, өзіңіздің мектебіңізді жоғалтып отырасыз. Сізден спрос, блядь. Мен 98-де келгенімде, қояйды сіздің мектеплер. Нәрсеге мен келдім орыс мектебіне. Нәрсеге мен, блядь, китапны açқанымда, ауызына ташим, орысша оқыдым, блядь. Немеге мен өзім тілімді оқымадым, блядь. Нәрсеге мен татар тілін көрмедім анда, башқұрт тілін көрмедім, а? Только были уроки маленькие, блядь, ебучие. И то я там сидел, говорил, я не знаю. Ну, потому что мне нахуй не надо было это. Потому что я знал, блядь. Чё я не знаю, блядь. Просто отмазывался от языка татарского. Прикиньте, я вспоминаю, это, блядь, прикольно же было. Я говорил, я не знаю, я буду сидеть, но я не знаю. И сидел, домашнее задание делал, других уроков, блядь. Хуяк, с домой прихожу. Классно же, блядь. Кайфовал, короче. И вот, это такой прикольный момент был. 6-7 класс, короче. Вот так было. И вот мен шонда аңладым, что районда, мен ауылда, и то ауылда мен оқыдым бетінде, мен ауыл малайы бетінде. Ауылда оқыдым, біз татарша сөйлешайық. Точнее, олар татарша сөйлешайық, а мен орысша сөйлешайық. Мен өзімді білмеске салғанмын, онда татарша білмеймін. Үйде шатырда татарша сөйлешем. В итоге, короче, был такой, принцип такой был, да, чтобы, блядь, мозга не ебли мне. А учителя знали, что я татарский знаю, блядь. И они мне на татарском все говорили. Там, ой, давай, Рустам Балай, блядь, меня это, ну, на русском я им отвечал. Или на узбекском не отвечу же. Я помню этот момент, что без шугендерге бараек, блядь, ебаный в рот. Мектептан шугендерге бараек. Шугендер это свекла. Кто не знает, шугендер это свекла. Шугендерге бараек. Шугендер комбайн утабит инде теге, блядь, трактор. И кола шугендер. Нәрседер шли, инты шу шугендер, блядь, хуево. Что-то делали, кидали туда, собирали, что-то делали. Шугендерге барып, потом куда-то, целую кучу делали, а потом немесін теге сабағын кесіп отырайық. Нәрседер шли, инде хуево. Что-то шугендерге барып, буктайып қойтайық инде шунда, блядь, мектептен. Потом қыш күні нәрсекеге барайық. Это я чуть-чуть перевел на другую тему, расскажу, уж вспомнил. А қыш күні біз ағаш отыртырға барайық, урманға. Прикиньте, блядь, правильные люди были мы, блядь, в детстве. Мана шулай бізге черенки давали, вот такие, блядь, елки. Вот считайте, блядь, вы елки нахуй на узкожопый праздник забирали, блядь.
потом, блядь, оно сгорало у вас дома, нахуй, пожар, алкашлар, да, блядь. Все, нет елки, блядь. Вот такие елки вы же уничтожаете каждый, блядь, Новый год ебучий. И вот, а мы сажать ходили. Мына шулай резинитекте киініп келегіз, ертеге барабыз де был этот учитель наш по физкультуре. Он нас водил, и в лес мы шли, блядь. На делянку, пустая делянка там, оғаш юғанда, блядь, вещь. Яны біткен, кисі біткен, хуй поймешь нәрсе. И шунда барайық и утыртайық. Үскәннәрдер енді қазір біз утыртқан оғашлар, наверное, зур үскәндір. Вот так вот прошло, считайте, 26 лет, можно сказать, прошло. 26-28 лет прошло. Наверное, явно выросли эти деревья, да? Кстати, надо посмотреть когда-нибудь. Когда я вернусь туда. Только в свой аул, блин. Короче, как-то так. Поняли? Вот поэтому мен айтамки, что татар тілі, не то, что там, блин, на докладе на татарском вы не говорите. Вы дома даже не говорите на татарском. Понимаете? Сізні бит әрбір әйткен сөзіңіз, мына менікі кебек, менікінден да хуже керек болса, наверное. Урыс тілі білән қушылған айтылады. Сізде бит бүтін нәрсеге урыс тілі бар. Можешь найти слово. Урыс тілін мен де битін шулай ішлетем. Табал мен урыс тілін ішлетем. Мына шундай. Шуны айтам битінде, сіз бит Татарстан білән Башқұртстанның ішінде туылғансыз. Поэтому, когда приезжие, вот, допустим, с Казахстана татары, или там с Узбекистана, с Таджикистана, Кыргызстана татарлар бар бетінде, біз лучше сізден керек болса сөйлешеміз, которые оставили свой татарский в семье. Ну и, конечно, многие не оставили. Олар да сөйлеше білмей, но зато олар сөйлеше біле местный тілін білелер. Таджик тілін білеге могутлар, өзбек тілін білеге могутлар, қазақ тілін білелер. Понимаете, вот это есть у них зато. А сізде онсы да yok, мыңсы да yok, блядь. Понимаете? Татарстанның ішінде, үскенсіз бетінде, татар тілінен башқа тіл yok, урыс тілінен башқа. И шул татар тілін даже сіз білмейсіз. Понимаете, у вас там от силы 2 языка, блядь. А бізде, получается, Өзбекстанда, мен знаю, что өзбек тілін білерге тиіш болғанмын, татар тілін, башқұрт тілін де білерге тиіш болғанмын. Но мен білен башқұртша сөйлешкен болмады кіші. Нәнәм бәлекей шақта кеткен, башқұрт нәнәм, ол өзбекше сөйлешәйі уже, татарша сөйлешәйі, нешіктір шулай бізде, микс, короче. И урыс тілі мына прилип у меня. Вот столько языков, как бы, то, что прилипло, то и прилипло. Как-то так. Но у вас хотя бы уж на то пошло, блин, какой-то английский, французский хотя бы тогда прилипнуть должен был, блядь. Чей-то язык должен был еще прилипнуть, если вы свой даже не выучили. Имеется в виду, как Алжире, как в Марокко, у них же французский колонизация, они знают французский язык от и до, четко. А у вас получается русский. Колонизаторный тілін білгенсіз енді. Шул енді. Тут далеко идти не надо. Как-то так. Сам себе ответил, блядь. О, что тут? Суд в Уфе оштрафовал политэмигранта Руслана Габасова за видео с высказываниями, побуждающим к отделению от России ее частей. О, инянг тышеге. Это что за дерьмо? Калининский районный суд Уфы признал башкирского политэмигранта Руслана Габасова виновным по административной статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, и оштрафовал ее на 30 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда. В пресс-релизе сказано, что Габасов разместил в интернете видеоролик, в котором у него были высказывания, побуждающие к совершению действий, связанных с отделением от Российской Федерации и ее территориальных частей. О, Минда, наверное, там вообще миллион накапал уже, блядь, нахуй. Сегерге Москвы, Сегерге, блядь, ну вот за это тоже давайте штрафуйте, нахуй. Сегерге Москвы, нахуй. Вот и все, блядь. Вашими рублями будете штрафовать или чем, блядь, нахуй? Нам нахуй не усрались ваши рубли. Башкортостан и Татарстан рубли не будут, поймите, блядь. Так что хоть миллион там штрафа шлягас. Мен куть сыбырдым сіздің штрафығыз, блядь. Долбоебы, блядь. Нахуя штрафовать людей, которые против тебя топимы, блядь. Мы уничтожить вас хотим, долбоебы, блядь. Нахуй нас штрафовать, дебилоиды, блядь. Вы думаете, что мы граждане ваши? Сыккями нахуй за гражданство, блядь. Россия гражданство меня куть собирает керекми, по идее, блядь, нахуй. Мана, за 4 года понял, что меня,
Как здесь один русский, блядь, избавился от этого, он сжег свой паспорт где-то там в Таджикистане и приехал во Францию. Сосед был у меня такой один, чувак, блядь, москвич, блядь, сука, был. Со своим сыном Эммануэль. Сына Эммануэль зовут. И вот этот, блядь, москвич сжег свой паспорт. Вот примерно я потом подумал, блядь, а я потерял свой паспорт, читай. Да мне нахрен сдался этот паспорт, блядь. Мин койгырмын, блядь. Мен койгырмын, что менің паспортым, блядь, юғалды туда-сюда. Мен койгырам бір жоқтан ғана иногда, что менің вообще дүниеда документім қазір жоқ. Шунарға ғана менде проблема. Дүниеда документ жоқ. Шунарға бір дәулетті бір документ алсам әйбат болар еді. А так Ресей паспорт жоғалғаны мен койгырмын, блядь. Койгырмын. Керек болса оны любой уақыт сатып алырға можно. Барасың да сатып аласың оны, блядь, нахуй. Кажется, урынлары бар, сатыла тұрған. Проблема, что ли? Ресей паспорты, блядь, сатылмай. Хоть yüzлеп алырға можно, блядь. Ақша ғана берегіз. Так что проблема yok. Так, в пресс-релизе сказано, что Габбас разместил в интернете видеоролик, в котором у него не были высказывания, побуждающие к совершению действия. Ага. Высказывания обращены к лицам, владеющим русским языком, и призывают неограниченный круг людей к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, уточнили в пресс-службе суда. Машаллах, машаллах. Прям это тут, прям поздравить нужно, блядь, Габбасова. Габбасов, молодец, как говорится, бишле. Какой конкретно ролик имеется в виду, не сказано, пресс-релизе также не указано имя Габбасова, однако Идоль Реали обнаружили карточку дела с его фамилией на сайте суда. Решение вынесли вчера. Судья объявили, что в судебное заседание гражданин не явился. В беседе Идоль Реали Руслан Габбасов не мог сказать, какой конкретный видеоролик стал поводом для возбуждения административного дела. В каждом видео я говорю о независимости Башкортостана. Минда дошла инда. Мен қойса район дейм. Қойса ролигімда мен айтмадым уничтожить Москву, блядь. Әрбірін нахуй тітігіз, блядь. Бүтінісінде сигарга Москваны, только сигарга нахуй. Бізге нәрсе терять, блядь. Сигарга Москваны и все, блядь. Так что пишите нахуй диссертацию. Единственное, что для меня странно, так это решение в виде штрафа, учитывая, какое сегодня людоедское время. Но знаю, что в общей сложности на меня заведено на данный момент 6 уголовных дел, то приговоры в виде сроков еще впереди, сказал активист. Вот так вот. Габбасовның фотосында қойып қойгенде. Габбасов. Ваш любимый Габбасов. Ну, короче, білесің, мына теге Ресейден шығып кеткенлер, білмеймін, бұл қойғырам екен, жоқ екен, мен қойғырмын, блядь. Меня вообще, мен қойғырам, білесің нәрседен? Мана, чтобы не приставали иранцы, не приставали сирийцы, не приставали, блядь, какие-то палестинцы. Мына шулардан мен қойғырам, блядь. Вдруг мен оларны туқма пойсам, блядь, сігіп пойсам, так сказать, блядь, как говорится, тишегіне, блядь. Потом, чтобы не плакались, не ходили, блядь. Вот от этого я боюсь, блядь. А то, что, блядь, там в России что-то, тебя куда-то записали, бля... Меня вообще до фени, блядь. Понимаете? Что там происходит вообще? Потому что бізге уже нужно научиться брейберно доносить вообще здесь людям и вообще всем. Рәсәй деген нәрсә юк. Мин Башқұртстандан. Мин Башқұртстан малайы. Кімдір Татарстан малайы. Кімдір Ичкерия, Дагестан. Допустим. Мин Башқұртстандан. Шунарға Рәсәй деп меня сөйлеу уже дұрыс түгел. Рәсәй деп қойғыру уже дұрыс түгел. Понимаете? Башқұртстан, Татарстан деп қойғырсақ, башқа гәп. Понимаете? Шунарға бізге туғандар нужно уже приучить себя, приучить здешнее общество и донести это местным властям, даже и Габбасову это относится, всем, что нас не нужно причислять к России. Мы не хотим быть частью России. Мы не часть России, блядь. Они примкнули к нам, блядь. Они наша часть, блядь. Можно так сказать, нахуй. Запчасть, можно сказать. Не то, что часть, блядь. Мы были, блядь, нахуй, хозяевами своих земель. И они прибежали к нам. Захотели, блядь, нашего золота и нефти, блядь. Вот кто они. Захватчики, одним словом. Не мы к ним ходили, блядь. Как-то шулай. Поэтому этим долбоебам местным
Нужно как-то, я не знаю, я же говорю всегда, давайте соберем общество, чтобы это общество предъявляло местным властям, что вы, суки, научитесь делить нас, блядь. Мы не русские, блядь. Апты башарамызга қарағыз, ауызға сігімлер, бізді қарағыз, біз урысманы еп, тігідінскилар. Вы не путайте нас с евреями, которые сидят в Москве. Да, они рожи, арабские рожи. Потому что, как я вам говорил, папа один, две мамы там. Один папа ебал двух мам. Получилось вот араб, а другой еврей, блядь. Хуй один сувал, пизду. Так что, блядь, вот как-то так, блядь. Получилось вот так вот. Два уродца, один хороший, другой хуевый. Как говорится, вот как-то так. А мы-то не из этого теста сделаны. Мы вообще другие люди. Как говорится. У нас и отец один был, и мать одна, альхамдулля. Никакой евреев, пидорасов, блядь. Один папа и две мамы, блядь. Пизду. Тоже, блядь. Так. Вот, в Перми активисты фонда добровольцы Донбасса обвиняют в мошенничестве с отправкой мужчин на войну с Украины. Его отправили в СИЗО. Или я до этого читал про это, блядь. Опять какая-то дичь. Или опять какой-то ушлепок. В Перми это уже происходит. Короче, везде. Это другой. Артема Васильева, Василий Черняка. Вагнер. Это другие. Короче говоря, видите, в Перми наебали, в Уфе наебали. Везде наебывают, блядь. Эти какие-то, блядь, вышли там. Всяко, наверное, бывшие зэки или что-то в этом роде. Или там, как в Башкортостане, депутат какой-то, да? Недоделанный. «Вы в раю» – документальный фильм о том, как в российской тюрьме пытают украинских пленных. О, тоба. Давайте почитаем. Уже 4 года тысячи украинцев, военные и гражданские, попадают в плен и исчезают за стенами российских СИЗО и колоний. Многие украинцы находятся в режиме инкоммуникада. У них нет никаких связей с внешним миром. Даже их родственники не знают, где сейчас их близкие. О, помните, в прошлом году вылазили такие худые такие, блядь, с концлагеря как будто бы. Вот оларны урыслар сигалар, конечно, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Аллах Таалам иманларны уктайын оларны, Худа қаласа. В местах заключения российские власти организуют пыточные условия. Никакой медицинской помощи, горячей воды, еда, которой невозможно наесться, ежедневное избиение. Каждая минута жизни зависит от прихоти силовиков или приказов, которые им спустили сверху. И никто не знает, чем все закончится обменом сроком или смертью. Теперь я понимаю, почему украинцы ненавидят узкожопых. Вот за это можно мстить. Я вот за это согласен. Узкожопых, как говорится, надо вот таким образом уничтожать. Узкожопым вот надо припоминать вот эти мучения их земляков. И также это относится к башкортно-татарға да. Башкортно-татар шундыук система дасыз. Вы не забывайте, сколько наших сидят там просто так. Я вам всегда напоминаю, там всякие наши женщины, Хизбут Тахри, всякие сектантки, миктантки, деп кулганар. Наших мусульманских женщин посадили просто так. Что они сидят-то там? А мужики на Кавказе? Да и в Татарстане, Башкортостане хватает мужиков, которые сидят. Да? Кавказские мужики сидят просто так. Пацаны сидят, блин, просто так, блин. Упаковывают всех просто. А за это кто мстить-то будет? Узкожопым, когда мы, как говорится, зады будем натирать им, блядь, наждачной бумагой, а? Хоть шансом. Вы в раю, такими словами украинских военнопленных встречали тюремные надзиратели, устраивавшие жестокие и изощренные пытки. Вы в раю, документальный фильм Светланы Осиповой, в котором мы рассказываем, какой путь проходит оказавшиеся в российском плену украинцы, кто отвечает за их пытки в России и как это пытается оправдать. Вот вам. Рабская Россия, блядь. Что я могу сказать, блядь? Рабская Россия, прям аж этот... Мне аж херово стало, то, что я прочитал даже. Блядь. Менің имканым болса, қазір мына мында была бы возможность у меня, блядь, Москваны қырып ташлар едім. Вот просто қырып ташлар едім. Был бы у меня вот способ уничтожить Москву. Прям
Взорвать его нахрен. Была возможность, может быть, что-нибудь пустить, блин. Кстати, вспомнил про ракету. Где-то увидел ракету в Инстаграме. А, Иранскую ракету. Что-то кто-то сделал видосик такой. Хвалит. Короче, есть, оказывается, какая-то иранская ракета. Хрен знает, как это называется. По ихнему слову. Так он длинное какое-то слово. Там Шахерезада, допустим. Вот эта Шахерезада летит, оказывается. И когда она летит, уже долетает почти до цели. И она спускает еще 80 или там, блядь, 100 или 80, я не помню какие-то цифры. Столько еще внутри бомбочек. Прикиньте, блядь, летит огромная вот эта, блядь, мать, так сказать, блядь, пчела, блин. Как говорится, огромная летит, летит. На него прицеливаются, получается, и пытаются взорвать его, да? Нихуя. Пока она взрывается, ну, с другими вражескими атакуется, нетаньяхскими, допустим, или какими-то, она в этот момент уже спускает 80, блядь. Вот без гэда шунды, наверное, оружие керек, блядь, по Москве. Они захотят атаковать, мы если пульнем его, допустим, с Башкорстана или с Татарстана ебанем по Москве, они атакуют саму вот эту мать, как бы матрешка. А изнутри 80 посыпется, блядь. Там Москвы не будет уже. 80 штук по Москве упадет, а цель только пойдет к матери. А детеныши заебенят всю Москву. Нам на такое оружие надо, короче. Мне понравилось. Вот несколько штук даже. Один не хватит, наверное. Несколько штук таких надо. Штук 10, блядь, по Москве. Разровнять нахрен его вообще. Чтобы все крысы сбежали оттуда. И все. Будет нормально, блядь. И вообще отлично будет. По-другому никак. Ракета, я не знаю, иранцы как это все додумали, придумали, блядь, офигительно, блядь. Ну, это классная вещь. Если это вообще не выдуманная тема, конечно, ну, там говорится в видосике, что это вроде бы настоящая, да, есть такая тема. О, вот оно что. В городе Чайковске Пермского края до 150 тысяч рублей увеличили размер выплаты за вербовку контрактника на войну с Украиной. В городе Чайковске Пермского края депутаты местной думы со 100 тысяч до 150 тысяч рублей увеличили размер выплаты за вербовку контрактника на войну с Украиной. Об этом сообщил телеграм-канал Совета представительных органов муниципального образования региона. Такая сумма будет выплачиваться за каждого привлеченного гражданина России из другого региона, иностранца или лица без гражданства, заключивших контракт с Минобороны РФ в военкомате Чайковского округа. Уточняется, что выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации округа. Рахат дунья, а? Получается, Перемнан кеше эз ульген шекеллек. Добор yok. Добирать надо, блядь. Шуларга 150 меңдән да уже бирегә әзерләр булар, блядь. Урланган халык акчасын бирәләр сезгә әзгенә там тамызалар, блядь, 150 мең сезгә тамызып бирәләр. И сез шуларга канагать булып, шуларга кеше эзлисез, тусларыгызны сатасыз. Помните, первый год мы как и прикалывались. Сказали 50 тысяч за приведенного друга. Приведи друга на войну, блядь. Охуеть. Это же надо быть таким другом, блядь. Друг, пойдешь на войну. Я тебе друг, блядь. 50 тысяч только я зарабатываю за твою голову, блядь. Охуенно. Продать друга за 50. Но сейчас, говорит, за 150 продай моего друга. Тоже нормально, блядь. Цена поднялась. Охеренная мысля, да, ведь, блядь. Вот, блядь, мында дошман түгіліңні де дұшман қылып қоялар. Сенің достың, туғаның дұшманға айлана. Ну, сізге бетінде, не зря всегда я говорил, что менің икенші қатын, получается, сучка тупорылая, она же мне что сказала? 200 тысяч будешь зарабатывать, иди, говорит, на войну, возвращайся. Говорит, этот, дезертир. Опять-таки, там все дурак. Вот 200 тысяч зарабатывать, я вернуться должен. Представляете, это мне говорит, это ебучая жена бывшая моя, блядь. Это просто дурдом, блядь. Тут вам 150 дают за друга, блядь. Приведи друга, получи 150 тысяч рублей. Приведи чурку, получи тоже 150 тысяч рублей. Уговори какого-нибудь узбека тупорылого за 150 тысяч рублей.
Как вам реклама, блядь? Охуенно, да, блядь? Вот так оно вот интерпретируется. Понимаете? Поэтому tosh boshlar birinchidan o'zini do'stdan sotar, ikkinchidan shu kelgan do'sti долбоёб. Понимаете? Вот тут и так, блядь. Два конца и выхода нет, блядь. Так что выход один только есть. Как говорится, не идти ни туда, ни сюда. И не быть шкурой продажной. Просто, блядь. Вам могут и 1,5 ляма дать. Разницы нету. Но вы, получается, кого приведете, от того и лишитесь. А вы будете, получается, использовать, так сказать, если даже вам заплатят, если не наебут, харамные деньги. Кровавые деньги вы подпишете как раз приговор с шайтаном. Как-то так, если уж по-человечески думать. Тупизм. И что там? Выплата за вербовку контрактов на войну Чайковскому установили еще в октябре прошлого года. Тогда ее размер составлял 100 тысяч рублей. Но видите, за 100 тысяч что-то никто не повелся. Решили полтинник добавить сверху. Тупизм. По данным 2024 года, чуть менее 75 тысяч человек. Там население, оказывается, в Чайковском. 75 тысяч человек всего лишь. Менее 75. Население Чайковского района, всего Чайковского района, 104 тысячи человек. Пиздец. Согласно подсчетам Медиазона, на войне против Украины уже погибло как минимум 129 уроженцев Чайковского. О, нормальная тема. Всего их, блядь, 104 тысячи, а сдохло 129. Ну, хорошо живете, сори. Очень хорошо живете. Forbes. Вот Роскомнадзор не справляется с блокировкой запрещенных ресурсов из-за перегруженности оборудования. В РКН заявили, что это не соответствует действительности. Роскомнадзор не справляется с блокировкой запрещенных ресурсов из-за перегруженности технических средств для фильтрации трафика, пишет Forbes со ссылкой на источники. Собеседник издания в одном из операторов фиксирования связи рассказал, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками, а заблокированные ранее ресурсы время в это время становятся доступными. Причина почему? Технические средства противодействия угрозам не справляются, неизвестно, но подтверждение этой информации идет из разных каналов. Источник в магистральном операторе подтвердил журналистам, что ведомству не хватает пропускной способности, чтобы заблокировать запрещенные ресурсы. В Роскомнадзоре заявили осторожно новости, что публикация Forbes не соответствует действительности. Ну, насчет этого я вам могу подтвердить, сказать. Короче, я сегодня тоже слышал этого нашего дятла, блядь, башкорта, который, блядь, живет в Израиле. Аббас Галямов. Кукейбаш, блядь, нахуй, продажная шкура. Как Мурзаголов и так далее. И вспомнил как раз про него. Я же про него не говорил. Мурзаголов говорю. И вот вспомнил Моргенштерна, а его не вспомнил. Вот этот тоже, черт. Короче, этот башкорт, Галямов. Блин, противно даже говорить, что он башкорт, блядь. Короче, у хайван, деп сөйлегенде. Шу хайван шығып бүгін нәрсе айта. Короче, что вот этот путинский режим, оказывается, до ума не довел блокировки, блядь, интернета по России и объявил это. Нужно было, говорит, надо было довести до порядка его, а потом блокировать. А они поспешили. Понимаете, это же хуй, это же как бы спичрайтер или кто он, черт, блядь, этот, блядь, хир, блядь. Путина же был он, блядь, или Хабирова, кого он был, блядь, черт, это Галямов. Не помню. И вот он что говорит, блядь, да, вот такую тему кидает. Получается, сидит в Израиле, кидает, блядь, нахуй наживку для России, для этих ФСБшников, что вы неправильно сделали, сделать надо было вот так. И вот теперь они исправят после его слов. Рахат дунья, блядь. Үретіргек, блядь, урысларны, шу ФСБшникларны үрета олмында утырып, блядь. Дальше продолжает үретірге, блядь. Дұрыс ішлемегенсіз, дұрыс ішлегіз, блядь. Ну, күтіңні қыз, блядь. Күтіңні қыз, так и так, херово россиянам, блядь. Ты еще подучиваешь, блядь, их. Вот они что-то поспешили, deyip. Гәпні қарағыз енді, блядь. Шулай кім сөйлейді, блядь. Нормальный кіші шулай сөйлеймін енді. Это тоже, блядь, получается, нахуй.
может быть, в кавычках, тоже засланный казачок сидит в Израиле. Понимаете? Но пиздит против Путина. Но в то же время, может, он работает тоже на Путина. Понимаете? Мен бір айбірні оңнап жеттім, короче. Кімдір Путинні оламалап тұруға тиіш бетінде. Оламалап тұруға тиіш. Не постоянно же обычный народ оны оламаларға тиіш. Шул обычный народның ішінен шыққан, как будто бы, но в то же время властьтан келген бит у Галямов. Мурзагулов тоже, блядь, келіп алып оламалы бетінде. Мурзагулов, Моргенштерн, блядь, хуй его, мы же не знаем их. Исходя от этого, вот эти черти, получается, оламалылар мында яман сүлейлер, да, допустим, Путина, это по какой наводке они говорят? Зачем это они говорят? И мы можем развешивать уши и сказать, о, свой человек. Нет, понимаете, есть, я считаю, как сегодня этот черт говорил, не может быть такого, говорит он. С Навальным, помните, я рассказывал вам? Я вам скажу, может быть все. Может быть, как все. Короче говоря, вот этот Галямовый, всякие вот такие черти, которые работали в правительстве, вот просто так они переписаться, блядь, и там как бы переделаться, я не верю, что они могут переделаться. И у них задача такая, я так думаю. Когда произойдет вот такая хуйня, вы уедете за границу, и вы будете работать против нас. И вы будете работать против нас до какого-то предела. Получается, им будет все равно приходить задание через 30, там, блядь, пизды, блядь, людей. Приходить будет задание о том, что в этот момент, на вот этот какой-то момент ты будешь говорить это. Через какой-то момент ты будешь говорить это. Вот таким образом я считаю, что я считаю, что вот эти вот всякие Галямовые, блядь, Мурзагуловые, вот эта вся дичь, это те шкуры, которые вышли из правительства, чтобы баламутить здесь, за границей, как бы эфиры, баламутить, блядь, новости и доносить, так сказать, народу и Москве, что они легитимны для Москвы, а для народа они как бы тоже свои, блядь. А в то же время они как бы работают по, блядь, доктрине, или я не знаю как, по урокам, по движухе Москвы. Работают так, что прикидываться же надо. Когда ты прикидываешься, ты будешь говорить, что Путин, блядь, потому что все говорят же. И ты тоже слиться должен в эту банду, да, так сказать. Вот даже бандитские фильмы смотрим, когда банда какая-то, и туда заходит какой-то мент, короче, ФСБшник или там ФБР. И он как бы работает с ними, он все терпит, все там ходит внутри в этой группировке, ходит, все сливает, блядь. Вот это такая же хуйня, блядь. Галямовой, блядь, Мурзагуловой, это вся шваль такая, я думаю. Вот она ходит именно с тобой внутри, особенно даже Галямов и Мурзагулов, они с власти вышли. Хуй с ним, как я колхозник было бы, блядь, сказали бы, не может быть, блядь. Он же с колхоза, блядь, коровам хвосты крутил, вы бы сказали бы. А тут ведь они с правительства вышли. Хуяс, блядь, с правительства вышли, и они так. И самое интересное ведь, и Галямов, и Аббас Галямов, и Мурзагулов, удивительно, блядь, сука. Икисі бит, блядь, олар бит урыслар белән топят. За Навальнийский развал России топят они. Они же не топят за независимость Башкортостана с Татарстаном. Они за это не топят. Вы где-нибудь видели, что они за это топят? Нет. Поэтому вот и думайте, как говорится, как вы будете реагировать вот в их каких-то припадках, в их словах, когда они пиздят. Вот после вот этих всех, то, что я услышал, я пришел к такому мнению. Это чисто мое мнение, мои, так сказать, догадки, может, я не знаю, правда, неправда это, но вот я предполагаю так. Почему? Потому что без системы кешесі түгел.
Biz onlardan şüphelenirga tiyişbiz. Страховаться должны. Страховаться должны, потому что мы их не знаем. И приближать их в какой-то, так сказать, конец нашей, так сказать, конец нашей действий каким-то, да, там, Башкортостан, Татарстан независимостьна, допустим, если мы анталап шуларга килә башласак, оларны приближать мы не сможем. Мы, как говорится, хоть 1000 раз пусть он башкортом будет, там, татаром будет, разницы нету. Мы должны именно смотреть на тех людей, которые именно топили за независимость Башкортостана с Татарстаном. Без русского мира. Понимаете, без русского мира. Вот предположим, предположим, Эрзя Мокша, Сырос Болоянь. Вот этот человек пока не ясен. Под него я ничего не могу предъявить. Вот он как бы вроде бы не с правительства, не знаю, откуда он, что он, блин. Он воевал на Украине против России. Как-то так. Поэтому, если его сопоставить с Галямовым и с Мурзагуловым, то не сходится. Вот Эрзе Мокше можно верить, более-менее, что он не засланный казачок. Поэтому бізге нужно научиться фильтровать, с кем что делать. Поэтому вы тоже в дальнейшем контролируйте Галямова и Мурзагулова. И будем смотреть. Будем, как они будут дальше вести себя. И кем они в концовке окажутся. Как-то так. Потому что Путин не вечный. Путин сдохнет. Вместо него придет другой, да, ведь. Но эти системники-то остаются. Понимаете? Система дабит бор. Галямов. Ага. Бу Израиль да яши. Бу бізге Мурзагулов сегенеп юрий Испании, да. Но Хазар почему-то он приперся в Киев, ходит там внутри Киева. Может, ищет информацию. Понимаете? Это уже как бы внутрь попавший человек. Внутрь попал он. Потому что он же, кто говорил же, Мурзагулов, Габасов, или кто-то, чтобы в Украину попасть, нужно пройти ФСБ, ну, их не вот это, СБУ. И вот он прошел это. Почему прошел? Потому что он к этому был готов. Күтін тазалап келген арттан. Чтобы он прошел четко. И он будет внутри. Сливать все снутри. Мы не можем, как говорится, их считать своими. Поэтому башқұрт білән татарны вкратце енді айта тұрған болса, қысқаша мына шундай. Башқұрт білән татарны цели бұларға тиіш былай. Что наша цель это найти тех людей, которые конкретно хотят независимость Башкортостана с Татарстаном. И без русского мира. И вычислять вот таких, которые вроде бы из-за тебя, и в то же время хуй поймешь из-за русских, блядь, из-за того, что, блядь, за хорошую Россию, блядь, или там любимая Россия, или какая-нибудь там, блядь, щедрая душа, блядь. Вот это дичь, блядь, которую... Навальный снесет. Вот из этой категории. Поэтому бізге азгана уранырга керек фильтровать. Фильтровать халыкны. Если мы не будем этим заниматься сейчас, в дальнейшем мы зайдем в дебри какие-то там, вглубь, бізге уже фильтровать иттерге қиын бола. Чөнки біз Мәскәүгә қаршы бара башласақ, безне аңламаган или безне алдаган душманлар яныбызда булырга может. И безгә, как говорится, алар шул вакытта яманлык ниндидер нәрсәдә китерергә могутлар. Поэтому изначально мы должны их здесь, в Европе, уже вычислять. Кто с кем, кто за что, почем. Зачем вообще, что происходит. Как-то так. Да, может это как бы такая странная дискуссия, но мои подозрения это. Как-то так. Вот это тоже я в шоке был. Кто такая, блин? В шоке был. Кто такая? Надзор на 3 года и еженедельные визиты в полицию.
Осужденная за антивоенный пост блогерка из Казани Парвина Абузарова вышла на свободу. Кто такая блогерка? Предпринимательница и блогерка из Казани Парвина Абузарова, осужденная к 3 годам колонии за антивоенный пост, вышла на свободу. Охуеть, блядь. Что, посадили какую-то бабу? Ну, я же говорю, блядь. Айтып тұрам, қызлар, блядь, хотынларны утырталар бізді, блядь. Сіз мужиклар башқұрсын Татарстан ішінде, блядь. Пиздец, блядь, сөз жоқ нахуй. Әлі қойды соғыш бойында жүресіз, блядь. Өзімізде проблема, былай түгіл, былай, мұннан, блядь. Идеаль выяснили, что перед освобождением суд установил в отношении девушки 3-летний административный надзор и обязал ее каждую неделю являться в отдел полиции. Абузарову также запретили посещать массовые мероприятия и находиться вне дома с 11 часов до вечера, с 11 часов, блять, как это так неправильно написали, или, правильно, с 11 часов вечера до 6 утра. Дичь какая-то. Ну вот. Больно что-то сильно красивое, блядь. Это Парвина какая-то, предпринимательница. Ну, надо почитать ее биографию, кто она, что это такое, блядь. Надзор на 3 года и еженедельные визиты в полицию. Осужденный за антивоенный пост блогер Казань Парвина, предпринимательница и блогерка из Казани к 3 годам колонии вышла на свободу. Выяснилось, что перед обсуждением... Вот я же тоже, блядь, нахуй неделю жил. Сука, вот это было, блядь, у меня. Еженедельные визиты в полицию. А у меня ежедневный визит, блядь, в ментовку. Ну, типа, отмечаться. Заебали вот эту неделю меня. Вот так они делали. Гнобили меня, гандоны, блядь. Только ляжешь, нахуй, поспать, блядь. Я же до утра уразу, ну, это, сухур жду, не сплю. Сухур... Не сплю, сухур делаю, потом намаз, потом спать ложусь. Хуя, блядь, так, долбит 10 утра. Говорит, отмечаться спускайтесь. Суки, заебали, блядь. Вот целую неделю мозга ебали мне. Че, ебанутые, я говорю, иди нахуй, я говорю. И нахуй отмечаться, я говорю, блядь. Я здесь живу, блядь. Куда отмечаться, блядь? Нет, так положено, блядь. И вот у меня ебли мозги, блядь, целую неделю. Ну, в том лагере, блядь. Пидорасы. И потом последний раз уже этот, говорит, алжирец не спускался. Я тоже перестал спускаться. Я пару раз спустился, уже нахуй послал. А алжирец вообще нахуй их послал на арабском, блядь. Пришли арабки, мусульманки в хиджабах. А он нахуй их послал. Зиби, он говорил им, блядь. Вот так. Уже достали, говорит, 2 недели я, говорит, здесь живу. Какой нахуй отмечаться, говорит. Пошли нахуй, наверное, на своем, на арабском сказал. Вот то же самое. Это дичь полная, блядь. Ну вот ее тоже, значит, получается, она тоже ходила куда-то отмечаться. И ну, тут уже странно. Сидела, говорится, блядь. Вышла на свободу, блядь. Получается, что сидела 3 года. И теперь будет отмечаться еще, блядь. Вот гибанизм, блядь. Что за не понял, нахуй. Удивительно, нахуй, конечно, блядь. Очень удивительно. Вот так вот, понимаете. Юк сүзге, бук сүзге да утыртып қойырған могутлар Россияда. А много давлят, ничем не отличается от этого, блядь. Ничем, блядь. Я же говорю, блядь, Кишине просто футболка с антортом, меня уже отправили в жопу мира куда-то, блядь, нахуй. А если еще что-то сделал бы, все, пизда мне пришла бы, наверное, блядь. Понимаете? Суки ебучие. Так. Лучше бы отсидел Бабай. Награда старые, сроки и новые жертвы российских военнослужащих. 19 мая 23 года на войне в Украине погиб 45-летний житель Бугульмы, Татарстан, Януш Лебедев. Это буквально все, что в нем известно. Фотографий мужчины нет даже в телеграм-канале. Погибший из Татарстана, что случается не так часто. Некролог Лебедеву опубликовали только 15 марта этого года. Однако на сайте Бугульминского городского суда и Реале обнаружили карточку его дела. В 2022 году Лебедева осудили за грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. В приговоре от 22 мая 2022 года сказано, что Януш Лебедев совершил 2 грабежа с применением насилия. Согласно материалам дела, жертвами нападения стали 2 женщины, одна из которых пенсионерка. Ну все. Кто-то лучше бы отсидел Бабай. Награды старые, сроки и новые жертвы российских военнослужащих. Ну какая-то дичь.
Тут одна дичь, короче, в Дель-Реале, блядь. Сидела, посадили, ла-ла-ла-ла. Че полный бардак. Короче, туйдерда будет что-то и Дель-Реале, дичь какая-то. Постоянно как-то новости дурацкие. Так, голос башкир. Давайте почитаем какой-нибудь нормальный текст. О чем тут поразмышлять. А, вот как раз ремесло, блядь. Ремесло, хуизнусло, блядь, мятамицизга. Про одного долбоеба говорил я вам. Вот давайте почитаем. Вот голос башкир как раз его закинул. Тот, который пропизделся про Навального. Вот сейчас давайте конкретно обоснуем мой рассказ. Илья Ремесло, который решил расстриковать Путина, был сослан в психушку. Ну, только который. Илья Ремесло. Посмотрите видосик егошний, более-менее поймете. Туда ему и дорога, скажу я вам. Этот ублюдок в январе 24 года крыл башкир последними словами. А теперь оказывается, что система, которой он верно служил всю жизнь, одним махом расправилась с ним. Пусть его там хорошенько подлечат, а то этот тип явно больной, разрешил пойти против своего хозяина. Разумеется, что никто за ремесло не ступится, как никто не вступился за террориста Гиркина-Стрелкова. Русским абсолютно плевать друг на друга. Им не нравится Путин за то, что он недостаточно эффективный. Он плохо воюет, недостаточно сильно причиняет боль и страдания оккупированным народам. Слишком неохотно запугивает соседей, а с недавнего стал пустить холодильник. Будь на его месте кто-то другой, кто мог бы Киев за 3 дня, то Русня ссалась бы от счастья. Нет разницы между ремеслом, Навальным и прочим дерьмом, запах извет которых не отмечает их дерьмовости. Путин стал для них плохим, потому что стал делать большие ошибок. А нам нужно, чтобы он вообще, Россия, совершила ошибки. И поэтому не нужно мешать дуракам. Мы не являемся патриотами России. Нам не нужно изменение системы, создание прекрасной России, будущая борьба с коррупцией, гражданские права, свободный интернет и прочее в рамках России нам не интересно. Нам нужен Башкортостан. Ну, тут он больно ничего не высказал. Но я вам более подробно, по-другому, да, рассказал все это дело, как я вижу. Здесь он видит как бы просто поверхностно, кто он, как бы ремесло он или Навальный и так далее. Но Минсис говорит там, что ремесло в том рассказе, как раз таки, который он рассказывает, тот чувак рассказывает в «Дожде», он рассказывает подробно о том, что этот ремесло, черт этот, блядь, психушка, который попал в Питере сегодня, ну, сегодня или вчера, блядь, когда его засунули, непонятно, он как раз-таки говорил, что он работал, вот этот, блядь, Навального, и его тоже курировал какой-то, или Патрушев, подобие какой-то черт, вот в каком-то облике, какой-то генерал, или какой-то черт, короче, патрулировал их, так сказать, они на него работали. И исходя от этого, по его рассказам мы понимаем, если они эту карту выкинули, точнее, этот ремесло, это пропиздошился, это значит бунашся бар. Сизга, не зря же в начале эфира говорил про Литвиненко. Литвиненко же бар битул, Буда бар. Юкнарса юк битин, был массы. Поэтому, как говорится, вот я не дослушал «Дождь», там вышел один черт в конце, какой-то мужик. Вот его он начал слушать, вот его вердикт тоже надо послушать. Было, я не дослушал. В итоге, суть в чем? Суть в том, что этот ремесло примерно туда-сюда на весах, как Навальный, можно сказать. Только ремесло, как говорится, внутренний дятел, а Навальный вышел на общее обозрение. Решил как бы сменить Путина или что-то в этом роде. Как будто бы. И в итоге, получается, упиздил туда, упиздил сюда, туда. И в итоге где-то он не туда пошел, и поэтому пошла на него охота. И давай его нахуй пичкать новичком, блядь. Поэтому я считаю, что этот ремесло тоже из этой же системы агент. Он нихуя не блогер. Он тоже какой-то, так сказать, как они говорят, иноагент. А это внутренний агент, блядь, не иноагент, а это, блядь, хуй-агент, блядь. И получается, этот, так сказать, можно сказать так, ну, нервы не выдержали. Бывает, блядь, нахуй, допустим, ты агент, ну, тебя учат, блядь, быть железобетонным,
Ну, в один момент, блядь, что-то у тебя не так идет. И вот у него не так пошло. У Навального такая же хуйня. Бзик свой. Ну, как бы они в один момент, наверное, приходят к такому состоянию, что дай-ка я нахуй кину, блядь, допустим, хозяина или Путина, или что-то в этом роде, блядь, и Навальный, и этот, блядь. И они таким образом, блядь, пытаются кинуть, но тут-то нихуя. Как ты кинешь? Ты же уже в этом дерьме. И все, за тобой охота, блядь. И тебя ебашит. Вот и все. А тут, получается, ремесло, получается, внутри это пропиздошил, даже не успел убежать, блядь. Долбоёб, блядь. Вот примерно так. Но ремесло, наверное, было ниже, чем Навальный по уровню. Поэтому, как говорится, он, ну, так сказать, шнырь был он. А Навальный уже как бы какой-то, значит, с кем-то крышевал, ну, вот как он сказал, Патрушев или кто, его крышевал более мощный человек, мне кажется, чем вот этого ремесло. Ремесло крышевал слабенький, а Навального крышевал хуй покрепче. Поэтому он превзойти хотел уже. И в этот момент чпокнули его, и все. Ну, как бы перешел все рамки. Так, что тут? Ну, тут какой-то Happy New Year, блин. А, ну вот, 20 марта. Да, поздравляет с этим голос Башкир. А, вот тут про это пишет. Украинский обозреватель Андрей Попик сделал видео на тему того, как в феврале русский солдат помочился на башкирский флаг. Благодарю его за то, что обратил на это внимание. Действительно, русские выродки оскверняют наш флаг, оскорбляют и издеваются над башкирами, что, безусловно, является признаком колониализма и показателем реального отношения русских к башкирам. Никто из коллаборационистского режима, Никто из оккупантов не обратил внимания на то, как русский осквернил флаг Башкортостана, в том числе те позорники из числа башкир, что сейчас воюют в той же 114-й бригаде, в которой служит этот башкиран-ненавистник. Рекомендую всем посмотреть это видео и подписаться на классный канал No Russia No Problems и на авторский канал Андрея Попика. Ну да. Вы, наверное, видели, я его тоже иногда видел, этот какой-то вышел No Russia, No Problem сайт. Но хорошо говорит иногда, хорошие вещи. Вот. Я это не видел, не до этого у меня было. И вот, понятно, как говорится, это мен сізге до этого уже говорил, тут флаг, блин, сізде проблем до хрена Башқұртстан Татарстанда. Сіз біреуіне қайғысын қайғыртып жүресіз. Урыс қайғысында сіз жүресіз. Урысны қайғысы Украиналарға, сіз шуны қиратып жүресіз. Сізге күтсі бірге керек түгіл. Сізге керек түгіл нәрсені іштеп жүресіз, блядь. Үйде іш біткен міне, Башқұртстан Татарстанда, блядь, шаром покати, блядь. Кутак yok, блядь. Майға бутап тығырға, блядь. Кутак, как говорится, май yok, блядь. А сіз онда жүресіз, блядь, нахуй. Суғыш бойында, блядь. Іш біткен. Я вот просто не могу представить нормального мужика, что в 21 веке он идет на войну, блядь, сука, заработать деньги, блядь. Зачем, блядь? Чтоб твой Башкортостан, Татарстан, блядь, остался без тебя? Там без тебя, там, блядь, сука, пиздец же, блядь. Ты на войне, воюя, держа автомат. Башқұртстан мен Татарстанны развитиесіне сен ярдәм бермейсің. Там нет развития. Без тебя там нет развития, блядь. Даже без меня нет там развития, если на то пошло, блядь. Даже меня не хватает там. Не то, что там, блядь. Вас даже не хватает там. Там нет развития, блядь. От вас, не от ваших денег, блядь. То, что вы туда отправили чертовые деньги
Или, может, не отправили, блядь. От этого ничего там не изменилось. Онда ішли тұрған кіші керек, блядь. Хатынлар ішлерге тиіс, что ли, блядь. Сіз калека болып қайтсаңыз, блядь, или өліп қайтсаңыз, нахуй керексіз онда, сіз уже жоқсыз сіз. Өлі кезінде көмелерді қоялар да, все бітті, блядь. Пиздец. Мына потом сіз теге Минниханов кетті бет енді Өзбекстанға, өзбеклерін шақырға, өзбеклер келе. Все, сіздің орныңызды өзбеклер баса. Өзбеклерге, как говорится, не проблема. Келе да ішли, рахатланып. А сіз жоқсыз. Сіз живой күйі жоқсыз, блядь. Потому что вы на войне, вы долбоебы, на войне. Это как в прошлом я представил этот, блядь, на войну, говорит, нәнәләрем әйтәйе, сугышка китәләр иде, моряклар дия. 3 елга, блядь, нахуй, 4 елга киткәннәр бит инде борын, блядь, моряклар. Мен дә бер какой-то дядям Марат исемле, блядь, Мурманскийга китте да югалды, блядь. Юк, хуй знает, где он, блядь. Так и мы не нашли его, блядь. Мәриям бір нәнәмні опасыны өзіні, родной опасыны, улы, Марат. 100 лет назад, когда я был маленьким пиздюком, вот тогда фотки есть, и все, мы больше этого не видели. Хуй знает, где он, блядь. Моряк, дейділер. Куттағам, юк ол кіші, блядь. Юғалды шо, блядь, нахуй. Или алкашом стал, блядь, Мурманский. То ли чё, блядь. Забомжевал, умер или чё. Нет этого человека. Мы так и проебали его. Вот как-то так, понимаете? Киткеш юғаласыз, блядь. А подавно улайлы суғышқа кетмеген. Ол Мурманскийге кеткен кіші. А сіз суғышқа кеттігіз. Чё с вас брать, блядь? Ни кола, ни двора, блядь. Так. Руслан Валиев в начале марта выступил в Европарламенте в дискуссии голоса коренных народов против репрессий со стороны российских властей. Блядь, опять этот Руслан Валеев. Еще одного вспомнил. Руслан Валеев, который в Германии сидит, эхо Москвы. Это тоже, как говорится, дичь, та еще, которая топит за русский мир. Он не топит за независимость Башкортостана и Татарстана. Вот давайте послушаем, что он тут сказал, блядь. Руслан Валиев в начале марта выступил в Европарламенте в дискуссии голоса коренных народов против репрессий со стороны российских властей. Отмечу, что, несмотря на допущенные несколько исторических ошибок, в частности, неправильное трактование процесса оккупации России, Башкортостана, мифические вхождения и игнорирование истории башкирского национального движения, а также неточность в отношении численности татарского меньшинства в Башкортостане и сам статус республики под контролем Российской Федерации в целом, выступление оказалось нормальным и где-то даже позитивным. Чтобы закрыть проблемы башкирской истории, рекомендую ему ознакомиться с историей башкирского народа и его борьбы за свободу Акрам Бииш и историей башкир Ахмедзаки Валиди. Соглашусь с ним в том, что шансов на построение реальной федерации действительно нет. Россия на протяжении всей своей истории нарушила договоры и соглашения, которые ей были подписаны. Из опыта 1992 года мы знаем, что верить России нельзя, что она всегда 1000 раз обманет, 100 раз предаст и 10 раз нанесет удары вроде геноцида, кражи земель и ресурсов, попыток ассимиляции и искоренения национального духа. Никогда не верьте русским. Но если это его слова, это если не голоса башкир слова, то может ақыл кіре башлагандыр бұл Руслан Валеевка. Не знаю, он же пару раз разговаривал с Габасовым, тоже вроде бы, или еще с кем-то. Ну, будем посмотреть. Что могу сказать, как говорится. Вот здесь, как говорится, где-то он в Германии тормознулся. Но работает, имейте в виду, на эхо Москвы. Работает на эхо Москвы в Германии. Продолжает. Эхо Уфы было. А сейчас вот в Германии тоже в этой же эхе работает вроде бы. Ну, как, на кого работает, интересно. Ну, само собой, эхо откуда вышло, блядь? От русских. На русских и работает. 3 марта было, оказывается. Голоса коренных народов против репрессий со стороны российских властей. Дискуссия голоса коренных народов против репрессий со стороны российских властей, прошедшая 3 марта 2006 года в Европейском парламенте Брюссель. А вот здесь в Брюсселе было, блядь, сука. Я там возле, как раз в этом ебучем Европарламенте, блядь, возле него жил, блядь. В 23-м году, блядь.
Ничего особенного, блядь. Тоже ебаная страна Брюссель, блядь. Берет всех нахуй, депортирует нахуй. Туда, налево-направо, блядь. Похуй им. И еще ООН там, блядь. На кой черт, блядь, если там ООН, блядь, и ты не ведешь себя как правильно, да? За этот, так сказать, ООНские, блядь, эти, ну, конституции. Так, что тут происходит? Россия продолжает попытки дестабилизации в странах Балтии. В последнее время в эстонском пространстве появилась информация о том числе Нарвской Народной Республике. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Сахна заявил, что Нарва есть и навсегда останется эстонским городом, а информацию о якобы сепаратистском движении он назвал дешевым способом провоцировать общество. Стоит уточнить, что Нарва является приграничным эстонским городом, некоторая часть населения которого является этническими русскими. Ну, я вам говорил, помните, у меня есть как раз таки земляк наш. У него в Нарве квартира, он продает, если кому надо. В Нарве есть квартира, двухкомнатная, он продает. Недорого. Я охренел. Что за цены там, блядь? Вообще, блядь. Ну, получается, по его расценкам, он просил, короче говоря, 12 тысяч зелени. Ну, евро. 12 тысяч зелени. Евро. Фу, блядь, зелени говорю. Ну, евро. И то зеленые, так сказать. 12 тысяч, блядь. А там, говорят, еще дешевле там есть, блядь. Ну, такие, без ремонта. Я охренел, блядь, что за цены, подумал я, блядь. Ну вот, я теперь предполагаю, почему такие там цены, потому что в любое время может, блядь, нападение от России. Поэтому там нахуй никому не нужны эти квартиры. Дешевые, поэтому, наверное, такие цены. Так. Похожая история происходит в латвийском Даугавпилсе. Недавно украинский обозреватель Андрей Попик взял интервью у общественного деятеля Артурса Буринкиса, рассказавшего о происходящем в его городе. Буринкис отметил, что Россия может провернуть сценарий с Латгалии, попытавшись вторгнуться в эту часть Латвии под предлогом защиты русскоязычных. Примечательно, что Даугавпилс является самым экономически отсталым городом Латвии. При этом русские там больше всего по стране. Сами русские пользуются всеми достижениями и благами независимой Латвии, но являются сторонниками России и одновременно ненавистниками страны, в которой они проживают и которая им представляет блага современной цивилизации. Мен бит шуларға оптырым, блядь, урыслардан, блядь. Урыслар қоя келселер, мына территорияларны бізнекі деп ала екен, блядь. Бізнекі, блядь. Инаң тишегіз, қоян ол сенікі, блядь. Я охуею над ними, блядь. Вот я сколько замечал комментариев, я поржаюсь над ними, я же всегда вам критикую их, блядь. Куда не пойдешь, в комментарии сунешься, там эти хуевые, эти, недавно говорил, арабы хуевые, они вот это говорят, да? Ну, то, что они начинают разруливать, блядь, здесь ситуацию под себя и пытаются отжать подавно те окраины, которые, блядь, нахрен граничат с Россией, конечно, они скажут, блядь, это, блядь, наше. Это наше, блядь. Они ебанутые, мне кажется, эти русские, блядь. Я охуею, куда не пойдут, блядь, все наше, блядь. Блядь, сука. Нигде туймас, блядь, халық болды бұл, а? Спиздец, нахуй. Соларға бізге туйдырға керек оларына, блядь. Жоқ шиттіріп, нахуй. Кутаклар аузына береге керек, блядь. Туйдырға керек, кутак, блядь. Понимаете? Туймасларына только кутак суыртырға керек. Только кутак. По-другому никак оларға, блядь. Суырсынлар, блядь, рахатнанып. Так. Что касается Литвы, то благо, что русские там меньше всего из балтийских стран, однако Россия имеет притязание на Суалский коридор, часть территории Литвы, отделяющей Беларусь от Калининградской области. Вот, вот здесь остановлюсь. Насчет этого я когда-то говорил, давайте еще раз напомню в этом эфире. Насчет Калининграда. Когда во время парламентских вот этих движений, когда идут вот такие Валиевы, блядь, айтамбит, извиняюсь, что ты долбоеблар, блядь, выступает, я не знаю, блядь,
Кого взяли нахуй, блядь, туда-сюда, блядь, вот это. Они не говорят об этом там. Вот давайте будем наблюдать, где, что, когда будут говорить. Этих 10-15 человек взяли, сказали в этот, куда они, в Пассе взяли, в Пассе. В Пассе кого-то взяли там, кого там взяли, да, я говорил, одного, ладно, хоть одного этого ичкерийца взяли. Но он будет ли там говорить об этом, неизвестно. Ну, суть. 15 человек набрали, из них, блядь, 10 все узкожопые, 5 только какие-то народы, блядь, коренные народы, 5 штук. И исходя от этого мы понимаем, что если эти коренные народы, блядь, так сказать, что-то будут говорить, чтобы аргументировать наши факты, я считаю, я бы сказал бы так. Я когда-то уже говорил. Калининград это Хуинград, блядь, какой-то немецкий, блядь. Не помню, как он назывался, блядь. Вот этот, сори. Немцам нужно поставить ультиматум. Итак, вы даете нам, блядь, карт-бланш с любой стороны, без Трампа, без всяких пидорасов, Нетаньяху и так далее. Вы даете полную поддержку с этой стороны. С той стороны Япония нам дает поддержку оружием. Мы идем разъебывать Москву. И в этот момент мы вам Калининград просто так оставим. За спасибо. С вашей стороны спасибо, с нашей стороны спасибо. Нам нахуй не нужны эти, блядь, мармареты, вот эти ебучие, желтая хуета ихняя. Что они там любят копать, желтую дичь какую-то, нахуй. Нахуй нам не удалось, блядь. Мы не китайцы, мы не вешаемся из-за этого. Рубины или хуины, как это, блядь, дичь это ебучая, они собирают там. Хуйня какая-то, блядь, желтая в Калининграде. Так что, с русскими особенно, с потрохами этими узкожопыми мы вам нахуй, немцам, оставим нахуй это, блядь. Делите хоть Литвой, хоть собой, хоть как, блядь. Кенсберг вроде бы, или как Хуисберг его назвали. Кенсберг вроде, блядь, что-то не помню, блядь, Калининград это сраный. Короче, забирайте нахуй его обратно. Нам нахуй он не сдался. Исходя от этого, с Германией нужно будет поговорить. Вы даете нам оружие, все, боеприпасы, мы вам отдаем Калининград. Мы разъебываем Москву, забираем все то, что нам нужно, Башкортостан, Татарстан, и никто не лезет к нам. Также Кавказ и так далее, каждый сам подоговорится. Но цель одна. Меняем, как говорится, Калининград на, как говорится, от начала до конца на вооруженное вот это действие против Москвы. Вот это нужно будет договорняк. И это нужно озвучить, блядь, в этом ПАСЕ, МАСЕ, блядь, хоть где, блядь, хоть, блядь, масонской группе, нахуй, озвучивайте это. Хоть где вы озвучьте это, чтобы предъявите, блядь, этим европейцам всем, блядь. Немцы тут рулят, французы и кто еще, блядь, мощные, ну и Польша, может, там. Вот примерно вот 3-4 страны, которые рулят. Вот этим странам ультимативным образом, блядь. Забираете все нахуй свои земли, мы к вам не лезем. С Белоруссией решать надо вопрос. В Беларуси есть, я ездил до границ Беларуси несколько раз, нахуй, блядь. Не получилось, как говорится. И там увидел, блядь, нахуй, на границе Литва, Латвия, что там ходит, блядь, Польша. Все их земли, нахуй, в Белоруссии находятся. Беларусь тоже, блядь, оторвала, сука, кусок во время СССР из этих европейских земель, нахуй. Вернуть, нахуй. Вернуть, блядь, из Белоруссии в Европу их земли. Вернуть столько, сколько они отжали по истории. Это тоже договор нужно сказать. Чтобы пришучить этого Лукашку-какашку. Кутен Кострел, хуило, блядь. И Лукашку тоже сменить, это однозначно. Когда мы менять будем Москву, Лукашка сменится сразу, автоматом, блядь, сменится. Белорусы должны вернуться нормально, поставить нормального. Нормального белоруса поставить, чтобы этот белорус нормальный
потом нашел общий язык с Башкортостаном. Главное, это наша задача. Чтобы через Беларусь у нас проходила дорога в Европу. И она была зеленым светом. Как и они к нам будут приезжать, так и мы должны ездить через Беларусь, как говорится, по зеленому свету, блядь. Через нас, допустим, будет заходить Казахстан, едет дальше, и Беларусь должна быть открыта. А для этого нужно решить тоже этот вопрос с Европой. Поэтому, поэтому и говорю, дали бы мне сказать о Европе, да хуя чего, я бы сказал бы. Как мы будем это делать? Само собой, к этому моменту мне подготовили бы бумаги, что я буду читать, подготовили бы текст, нахуй, хоть 50 листов, я буду это читать, блядь. Не знаю, на каком языке, но я буду его читать, блядь, и докладывать, нахуй, конкретные условия Европейскому Союзу. Как мы дальше будем жить. Если они хотят, вот как мы предложим, как я предложу, жить, мы будем жить дружно. И они где-то будут быковать, нахуй, знаешь, им нахуй не видать ни Калининграда, блядь, нахуй, ни никаких других земель. Ни Литве, ни Латвии, ни Эстонии. Ничего не вернется. Вот как-то так. И поэтому как бы им нужно условия ставить такие, что за землю мы меняем оружие, технику, боеприпасы, обмундирование и всю тактическую наводку. Спутниковую систему и всю хуйню, чтобы разъебать Москву. Как-то так. И в этот момент смело мы можем сказать европейцам: не лезьте нахуй. Ваша помощь нахуй не нужна. Потому что если мы скажем: давайте нам помогайте, Москва будет хуярить по Европе. Им это нахуй не нужно, и нам это не нужно. Поэтому наша система разговора должна быть строиться в наших условиях, не в их условиях. И чтобы их не повредить, мы должны эту войну забрать к себе туда, внутрь России. Чтобы внутри России мы создали восстание, и, как всегда озвучиваю, открыть все тюрьмы, и все это ополчение тюремное должно идти на Москву, раздолбать правительство. Только таким образом мы сможем победить это дерьмо. Дерьмо это московское. Тут уже даже русское я не хочу говорить, потому что я уже надоело мне здесь сейчас говорить. Постоянно урысларны яманларға надоело меня. Потому что урысларна да ішінде яхшылары да бар. Я, как говорится, порой иногда перегибаю палки, я думаю. Потому что нужно идти вместе. Взять нормальных мужиков русских, которые готовы разъебать Москву. Потому что, блядь, за них мы работу всю не будем делать. Поэтому как бы и в тюрьмах, которых мы будем освобождать, явно сидят и русские. Которые, блядь, имеют зуб против Москвы. Поэтому нужно голосовать именно такую систему, что каждый борется за свою землю. Допустим, русский из Башкортостана, значит, ты должен бороться за независимость Башкортостана, Татарстана. Или что-то в этом роде. Допустим, из Удмуртии, блядь, значит, то же самое, почти борешься за нас. За Удмуртию, там, за соседние государства, так сказать. Вот как-то так. И, само собой, русским уже будет доложено, так сказать, тем даже, которые будут на нашей стороне, что ваши земли только внутри Москвы будут. А то, что там вы родились, Новосибирск, блядь, Тюмень, Хуень, блядь, еще где-то там, блядь, сука, это наши земли будут. Там будут все распределено. Там не будет русских земель, поэтому вам, адрес нахуй, Москва, ла-ла-ла, вот туда, пиздуть. Вот ваш адрес, если хотите создать русское, блядь, общество, там. Тут будете жить у нас. Хотите гостями, а хотите местными людьми. Только после того, как выучите язык. Это как-то так. Дочитаю. Очевидно, что Москва прорабатывает сценарий вторжения. Ну,
Вот здесь тоже иногда мне закидывают знакомые одну вещь, что Европа на самом деле готовится, короче, к какой-то ебучей мобилизации. И говорят, что здесь будут набирать беженцев в армию. И посчитав, блядь, недавно где-то, блядь, сука, в Нидерландах, что ли, блядь. В Нидерландах от силы, блядь. Сука, я не знаю, сколько народу здесь живет, блядь. Не знаю, блядь. Ну, от силы мне услышал я где-то 80 тысяч всего лишь, блядь. Еле как нашкребут солдат, оказывается. И они поэтому хотят еще где-то 40 тысяч собрать, хуй знает, чтобы было 120. Это пиздец, нахуй. Понимаете? На всю Нидерланды, блядь, 80 тысяч солдат всего лишь есть, оказывается. 80 тысяч всего лишь, блядь. Когда там, блядь, сука, орда стоит, блядь, из 2 лямов. Понимаете? 2 ляма. Орды, блядь. Так сказать, нахуй, в этой нашей пидорасии этой. Минимум это, блядь. Еще попал, не попал, не. Их сколько пополнили, мы не знаем. 2,5-3 ляма точно. Вот столько кеше, и тут 80 мең генә. Аузына тащим, блядь. Бұлар 80 блядь, куда денутся, блядь. И вот к этому моменту они такую дичь придумали, то что, особенно Германия, типа, будем набирать беженцев. Охуеть, да, блядь, беженцев, которые даже бумаги не получили. И тут где-то что-то услышал, если это не пиздеж, то что если ты пойдешь в армию, как бы сейчас уже как бы беженцев тоже могут набирать в армию, туда-сюда, короче. Как-то хуйня, какая-то утка ходит, не утка, блядь, ну, как это дичь, я где-то услышал. Типа, можешь пойти в армию в Европе. Ну вот, короче говоря, европейцы готовятся реально какой-то хуйне. Если это правда, блядь. Поэтому, как бы, что-то мне не верится, конечно, блядь, что Москва сможет сюда напасть, но в то же время от Путина все можно ожидать. Напасть, не напасть, ну, явно, блядь, какую-то херню он сможет сделать на территории вот этих ближних государств. Эстония, там, Литва, Латвия, потому что дальше вглубь он, конечно, не проскочит. Но вот по этим странам ебанет. В Уфе, в Уфе, в Казани, набережных Челнах, шляпьета. Шахет киля да киля, блядь. Че Путину, блядь, шахет отправить проблемы, что ли? Да он и, блядь, сука, своим каким-то, что за какой-то, блядь, панцирь, хуянцер может отправить, даже его тоже может отправить. Им же долбоеб же он. Поэтому я считаю, что европейцы, ну, так сказать, не будут сами себе наебывать. Просто так сами себе кипишовать не будут, я думаю. Поэтому, как говорится, европейцы, я думаю, работают слаженно, и у них есть информационная система, хорошо работает. Шпионы я ебу у них. Ну, как бы, не верю, не могу сказать, но европейцы сами себя не будут наебывать. Я могу так сказать. Нас могут наебать, но сами себя они не будут наебывать. Поэтому, как бы, ну, тут как. Если что-то начнется, получается, нахуй, я точно уже, блядь, отсюда не пойду. Это я однозначно говорю, блядь. Я ебал рот, нахуй. Как говорится, отсюда против России идти воевать. Это как бы уму непостижимо, неправильно. Почему? Потому что отсюда идти против Москвы можно. А чтобы загородить границу Европы, нахуй мне тебе нужно, блядь? Нахуй они мне нужны вообще, блядь? По идее, блядь. Понимаете смысл? Поэтому тут как-то по-другому нужно работать. Почему? Потому что мы же за независимость Башкортостана с Татарстаном. Получается, вот по этой тематике до, так сказать, мысленного, ихних мыслей, задач, так сказать, которые они пытаются защитить, если так додумывать, то легче, чтобы Москва не напала, напасть нам первым. Это как бы не Европе, а именно через Башкортостан с Татарстаном. И вот их
интерес должен проснуться в том, что легче им помочь нам, башкиртам и татарам, чем они будут сами своей вот этим 80 тысяч армией рисковать. Допустим, Нидерланды. Ну и у каждого по 80, ну пусть лям соберется. И все, блядь. Ну, все 80 не дадут, блядь. Ну, видели же, блядь, они отправили, блядь, сука, Гренландию, блядь, 15 человек, блядь. 3 там, 3 тут, блядь, нашли 15 человек или 18 поехало. Долбоебы, сука. Против Америки 18 солдат отправили в Гренландию. Ну, это же долбоебы, блядь. Понимаете? Детский сад, сука, блядь. Порой херею, блядь, над людьми здесь. Айтамет бұлар теге мәмәйләр, мәмәй теге. Мәмәй ауыз бізде дейлер. Блядь, бұлар уже теге роскошь, тишинада, теге 40-45 соң аяққа тұрдылар бет енді бұлар, бұл хайванлар. И они уже все, они живут, как бы хуй не дует деген кебек, блядь. Они в кайфе живут. И оларға соғыш, для них это нонсенс, это для них это что такое, нахуй. Они, вот это будет у них, мандраж начнется, понимаете? Вот как это, блядь. Вот такая хуйня. Вот для меня оно так. Потому что я же это общество знаю. Это общество, сука, блядь, вон, я же говорю, блядь, человеку шапалак даже не дает дать, блядь. Дам шапалак, блядь, засунут меня куда-нибудь нахуй. Понимаете, это общество дерьмо. Это общество, блядь, сука, не то, что, блядь, он с границ Нидерландов выйдет. Он, блядь, сука, как рак пятится назад будет, он в Америку уебут все отсюда. Вот увидите, если вдруг такая хуйня будет, здесь, здесь будут релоканты в Америку. Отсюда все ебутся в Америку, увидите. Если Россия пойдет сюда, все уебут нахуй. Останется мы только. Нам даже некуда бежать, блядь. У нас нет паспортов, ничего нет. А они уебут первыми нахуй. Оставят свою землю нахуй, скажут: Путин, забирай, нахуй, если ебутся. Поэтому вот эта хуйня у них не работает. Они не умеют защищаться. Поймите, олар уже қызбалаға айлангенлер бұлар, блядь. Такие, ай, блядь. Или уже трансы, мрансы, геи, вот это дичь ебучая тут, понимаете? Здесь как бы с них как шило на мыло, блядь, нахуй. Одним шапалаком их можно всех захватить, блядь. Эти 28 стран можно, блядь, один шапалак одному дал, и все упали, нахуй, блядь. Еще сунуть в жопу им можно что-нибудь еще. И вдобавок, когда они падать будут. Все, они сдохли. Понимаете? Вот примерно вот такой народ здесь живет. Все, они забыли, что такое война, блядь. Вот когда я вам до этого рассказывал тему того, что мрад стоял вонючий от трупов, я же рассказывал вот это. Вот в это время мужики были, да. Они приходили, мечами воевали, блядь. Ложили всех нахуй. Вот это воевали. Ну, и сейчас нет их. Сейчас их нет. Ну, тут даже на Макрона посмотрите. Что он, блядь, он воевать пойдет, что ли? Макрон пойдет воевать? Да ёб твою мать, он же, да, кроме ложки, тяжести ложки, он ничего не может поднять, блядь. Как он пойдет воевать, блядь? Вот как-то так. Поэтому здесь никто не готов на войну, имейте в виду. Так что мында келіп жүрмәгіз, нахуй. Келіп жүрмәгіз, урслар. Анladınız mı? Мында келіп жүрмәгіз. Бұлар сразу сдадутся. Келіп жүрмәгіз. Нахуй вам надо это. Не пачкайтесь, нахуй. Дайте нам пожить хорошо здесь, ладно? Мы здесь в тишине живем без вас, нахуй. Не приходите сюда, блядь. Мозга не ебите нашим соседям, так сказать. И вот. Очевидно, что Москва прорабатывает сценарий вторжения имперские притязания не ограничиваются Украиной, Грузией или Казахстаном. Лавров, которого стоит процитировать, прямо сказал, что НАТО должно вернуться к границам 1997 года, то есть к тому времени, когда восточный фланг Альянса находился в Германии, а не как сейчас в странах Балтии и Финляндии. Она күрдіңіз бе? Күрдіңіз, вот примерно Лавровның сөздері интерпретируйте. Он тоже как вычка, блядь, Жириновский. Шулай, он шагада, бараманда, нахуй. И представьте, в последнее время Лавров ведь раньше нормально разговаривал, а в прошлом еще, блядь, я еще в России жил, блядь, лет 10 минус назад, блядь. Лавров был очень такой нормальный, разговорщенный. А Хазар Лавров начал дерзить.
борзеть. Так сказать, блядь, хуй ложить начал в разговоры вот этой МИД от РФ. Захарова такая же стала. Больно, ла-ла-ла-ла. Языкастая. Духа набрались. Понимаете? Как бы, как сказать, сори. В Европе что такое духа набраться, помимо нету. Я же вам всегда про Норвегию рассказывал, блядь. Мы прошаренные. У них слово прошаренное не работает. Здесь они привыкли. Все, работа, дом, работа, дом. Нет у них прошаренности. У них есть 8 часов, работа, дом, работа, дом. Нет у них наебалого, прошаренности. У них нету этого, не работает. Система не так построена у них в мозге. А у нас есть. И вот борзота наша, вот эта зю, нахуй, вот эта хуйня у нас в России выработана со времен хуй знает кого, блядь. Это зэковская система. Пугать, на понты брать, вот эти, бля, пальцы веером. Вот эта дичь работает в Рашке. Здесь это не работает. И в итоге, потому что они другое воспитание брали, а мы брали уличное воспитание. И вот получается, Россия начала борзеть в последнее время. Это заметно с Лавровым и Захаровой. После этого, блядь, за все время, что они говорят, наезжают, то все, что они отвечают? Нихуя. Европа нихуя не может ответить. Дерзко она никогда не смогла ответить. Я вот сколько, 4 года здесь живу, не услышал. До этого я не знаю. В итоге, последние слова Макрона. Макрона зачмырила, получается, Захарова недавно. Какой-то херней там. А потом Макрон каким-то кукольным театром я не отношусь, сказал. Ну, типа, блядь, Мадуро и туда-сюда, Венесуэла, блядь, Захарова сказала, может, и Макрона надо было забрать. А чё ж его не забрали? Трампу намекнула, намек дала. Типа, пусть он уйдет, чтобы не мешал нам, блядь. Чтобы не выдавал денег, оружие, блядь, Украине. И вот и после этого вы понимаете, что если, блядь, Макрон ответил с ухмылкой, с приколом он ответил сегодня, я прямо услышал это. И получается, здесь, еще раз повторюсь, нету, так сказать, общения в хамской форме есть. Нету общения вот этого блатного. Понимаете, мы на блате выросли, вот такими, бля, все мы такие, потому что, блядь, нас с детства этому дерьму научили, блядь. Здесь этого нету. Исходя от этого, у них ответка тоже такая слабенькая прозвучала от Макрона, ну, то, что в наглую ему задали, и в наглую он ответил. Но суть, вшивую тоже они такие же, блядь. Их нельзя трогать, блядь, их вообще нельзя трогать. Ругать их нельзя, блядь, все, пизда. Засудят, блядь. Вот такая хуйня тут, блядь. Поэтому, что я хочу сказать. Блин, у меня батарейка садится. Будем, наверное, заканчивать сейчас уже. Хуй знает, сколько время. Ёпта. 4 время. Пиздец. Ёпта, рахерек. Этот... что я хочу сказать. Поэтому... говоря, что здесь кто-то что-то, блядь, будет отжимать или отбирать и так далее, и доводить их до какого-то, блядь, экстаза, Европу эту, блядь, от России на пугание и на понты брать работает. Как говорится, мы, так уж буду говорить, мы, блядь, мы все-таки из этого ебучего СССР, мы все такие. Мы можем так сказать. Мы любим понты, мы любим, блядь, нахуй, нахрап брать. Мы будем, блядь, зю, блядь, нахуй. Мы так можем. Все, на все это мы способны, блядь. Европа не способна. Поэтому, если какой-то пойдет захват, на самом деле, Европы, вдруг, да, без башкорт, блядь, татарлар, Кавказ и другие должны быть готовы. Если в этот момент такая хуйня, не дай Аллах, случится, потому что это нам сейчас нахуй не надо, по идее нам это не надо. Не то, что здесь я нахожусь, или там мы находимся, нет. Не надо в том смысле, что наши
претензии, наши проблемы не решены. И в этот момент, если вот эта дичь произойдет, с одной стороны, и плюс, и в то же время минус. Плюс это будет чок момента, когда нам нужно будет собраться и зайти в Башкортостан и Татарстан и захватить его. Это плюс. Минус то, что мы не будем готовы с оружием и так далее. Вот эта сторона будет минус. Поэтому чем быстрее вы начнете шевелиться до прихода этого ебучего Путина вдруг даже в сторону Европы, мы должны быть готовы. Хотя бы на тет-а-тетном разговоре с Европой, если вдруг что, вы выделяете нам, блядь, та-та-та-та-та, так сказать, продукцию, которая пойдет на Москву. Вот этот договор нужно сделать, я не знаю, блядь, Кимна Кулнакелеркен, Кашапов, Фарид Закиев, я из старых начал, пусть будет Габбасов, Айсин. Вот 4 лица, ну пусть хуй с ним, я никто там, 5-й пусть будет, вот из наших 5, блядь, имен мы должны предъявить это какой-нибудь стране Европы, пусть будет это Германия, потому что она тащит всю Европу, говорят, по бюджету и так далее. Сказать, так, атакамсы, хуякамсы, блядь, вы будете давать нам? И вы будете обеспечить нас оружием и так далее, блядь, потому что это будет в вашем интересе, вашей компетенции, ваше благо, блядь, в конце-то концов, блядь. Вот. Если захотите, то максимально без вашего, блядь, присутствия, без ваших жертв, блядь, людей ваших, мы сами всю эту операцию проведем. Ну, мы можем его назвать реально операцией, да, я даже думаю, потому что это будет конкретная ликвидация Москвы, потому что нам как бы там серьезную какую-то войнушку там играть не придется. Наша задача просто дойти до Москвы и уничтожить, как говорится, так сказать, сердце Москвы. И все. Поэтому безге туганлар максимально хазар. Любой, кто вот Валеев была, Башка, Ишмат Ташмат была, блядь, разницы нету хоть кто, нам нужно сейчас вылазить, блядь, в этот ебучий НАТО, предъявлять из татарского и башкирского имени. Могут и чеченцы к этому зайти, и чеченцы, и дагестанцы, все, короче, сказать конкретно. Итак, с вас оружие, с нас движуха. Вот и все. Вот коротко и ясно. И пусть они выдают нам полное, блядь, боеприпасы, все, хуйня-муйня, короче, я готов. Вот в эту войну зайти я готов. Против Москвы. А то, что они придут, блядь, и захотят 1997 года территории вернуть до Германии, я ебал рот. Под это я не подписываюсь, потому что пусть каждый отвечает за свою жопу и за свою страну. Я за Европу не буду отвечать, потому что здесь они, видите меня, туда-сюда футболят. Нахуй они мне нужны, блядь. Если бы они были бы более человечные, сказали бы, на, вот, давай тебе документы, поживи у нас, потом возьмешь независимость, уебывай. Они же даже так не хотят. Поэтому, исходя от этого нахуй, здесь только нужно делать свой интерес. Вот мой интерес — это независимость Башкортостана с Татарстаном. Гони бабло, гони то все, мы и тебя защитим, и себя. А ты не рыпайся, сиди на жопе ровно, блядь. Не выебывайся. И все. Мы сами порешаем. Поэтому, если есть такие люди, которые могут донести до Европейского парламента вот эти мои слова, давайте вместе это все донесем. Я все изложу. Хороший переводчик нужен будет. И все я донесу до людей. Как это все будет работать. Мне разницы нету. Трамп бламул, блядь. Фундерляйн будет, блядь. Мне похуй. Меркель пусть придет, даже послушает. Мне похуй, кто там будет. Главное, блядь, по нашей теме, по нашей, так сказать, пока словесной доктрине, можно сказать даже так. А потом это все, этот ебучий, так сказать, словесный понос написать на бумагу и им прочитать.
все четко написать, чтобы, бля, я не забыл опять, придумывать не буду же на ходу. Написать то, что нужно им сказать. И это им прочитать и ждать ответа. Сиюминутный ответ при том. Ждать прям там же, в парламенте, дискуссия, чтобы они задавали вопросы, мне лично там, если я поведу этот вопрос, задавали мне вопросы, и я конкретно им буду выкладывать факты. Будем все, так, по фактам все ликвидировать ответы. И ихняя задача должна быть такой, коротко и ясно. Оружие и, как говорится, место дислокации. Обеспечение места дислокации, оружия, самолеты и вся хуйня, блядь. Чтобы, блядь, нахуй, выгрузка, блядь, Башкортостана, Татарстанга и так далее. Ичкерия, Дагестан, кто откуда что начнет. По всем инстанциям. И все, и поход на Москву. 3 дня нам хватит, блядь, туда-сюда сходить, блядь. 3 дня нам вполне хватит. Раздолбать Москву и вернуться обратно в Башкортостан. Дочитаю уж вот этот текст. То есть к этому времени, когда восточный фланг Альянса находился в Германии, а не как сейчас в странах Балтии и Финляндии. Постсоветское пространство обязано быть начеку, поскольку угроза русской агрессии действительно существует, и история 2008, 2014, 2022 года должна быть примером для всех. Не нужно также полагать, что постпутинская Россия окажется мирной. История учит нас тому, что русским никогда нельзя верить, и ельцинская Россия вторглась в Ичкерию, поддержала террористов в Молдове и Азербайджане, поддержала бандитский режим Милошевича, устроивший геноцид албанского населения в Косово. При Медведеве Россия развязала войну против Грузии. Россия представляет угрозу для безопасности Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Чтобы понять, какое будущее готовит Россия для них, далеко уходить не нужно. Следует присмотреться к Башкортостану и другим оккупированным территориям, которые Россия превратила в свои колонии и выкачивает из них людские и земельные ресурсы. Такое будущее готовит Россия остальным. Такой вариант здесь она предлагает и хочет навязать. Лживая оппозиция на самом деле работающая на Кремль. Пытается усыпить Европу, будто бы Россия не представляет угрозы. Вот примерно мои слова тут сказаны. Видите, вот оппозиция. Про оппозицию. Ну, мана голос башкир. Olmaysan ekan bit, блин. Olmaysan ekan bit. Ну, narsaga shuni mana birga angama yosasak narsa bo'ladi. Birga shuni so'ylasak narsa bo'lasan, блядь. Men поражаюсь, men mana shunday голос bashkir, boshqa balobattarlardan, kishilardan olib turib, ochib qo'yalar, блядь, telegram kanal. Buni bilmaysan kim u, блядь, xo'jasi kim uni, блядь. Кушта Байрамда шулай быть, нервом отыды, блядь. Кем он до утра? Хуй его. Вы, сука, открываете, блядь, духовыз бар екен ашканы, блядь. Дальше да башараңны курсат. Рожу покажи свою, уебок, блядь. Выйди, покажи себя, блядь. Вы же год меня просили, чтобы я рожу показал. Я же вышел через год, грубо говоря. Я вышел через год, я просто не представлял, как это на эфире выходить. Вот же я вышел. Понимаете, вы уже ведете столько, сука, блядь, этих телеграм-каналов. Ну, выйдите, блин. Охерею, блядь. Надо же и общаться, блядь. Писать-то любой может, блядь. Ты хоть на разговоре не провали первый день разговора. Писать-то пишешь, блядь. Ты Миндихан aytgan. Сөйләшәсең дә матур, әллә нәрсә. Кулыңнан кутагыш килмей, блядь. Вот примерно так перевел его, так сказать, татарский. Поэтому Россия представляет угрозу для безопасности Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Чтобы понять, какое будущее готовится России для них, далеко ходить не нужно. Следует присмотреться к Башкортостану и другим оккупированным территориям, которые Россия превратила в свои колонии, выкачивает из них людские и земельные ресурсы. Такое будущее готовит Россия остальным. Такой вариант здесь она предлагает и хочет навязать. Лживая позиция на самом деле работающая на Кремль. Пытается усыпить Европу. Будто Россия не представляет угрозы. Ну вот, это я читал еще раз, да, читаю, оказывается. Они говорят, что угрозой будет распад Российской Федерации. Но на самом деле мир стал безопаснее, когда распался Советский Союз. Мир станет еще более безопасным, когда отрыжка Советского Союза пойдет его же дорогой и канет в лето. Ну, давайте я этот момент скину, блядь, в свою группу, блядь, в Телеграме. Не забудь, потому что у меня
порой забываются такие моменты. Ну вот, вы поняли суть как раз-таки вот того, что напасть или не напасть, мы, блядь, не можем предугадать. Что, блядь, нахуй, там, какая моча ударит, блядь, в голову это, в Кремле. Мы не знаем. Поэтому туймас Путинга, туймас Путин и һәм башкаларга, пока они не насытятся, это все может не остановиться. Поэтому нам нужно быть как бы готовыми к разным, блядь, событиям. Или начнется, мы должны заходить, или не начнется, все равно мы должны в дальнейшем идти на Москву. Получается и так, блядь. Нам, по сути, терять нечего. Бізге готов болырға керек, оружие керек, кіші керек и алға. Другого варианта у нас нет. Потому что нәрсе болса да Мәскәү бізге бушқа юққа беріп қоймай. Аңнағыз шуны. Ол бізге бушқа бермей. Бермей бушқа. Хоть тресните. Поэтому нужно будет, как говорится, пободаться с ними. Шулай дуслар, короче, будем заканчивать. Мином YouTube вообще шлями, короче, я не знаю, что с ним случилось. 3 человека, 6 человек сидело, и все на этом пиздец. Ну, ТикТока Зур Рахмат, очень много людей сидело. Вот сейчас даже сидит 21 человек. Всем Рахмат и Сянсол. Вот. Как это? Ну, тут вроде нету сильных комментариев. Ну, максимально, что я мог, попытался донести до вас. Садится батарейка. Тут запихать батарейку неудобно, короче. Надо поднимать туда-сюда. Что мы будем заканчивать тогда, дуслар. И сеансал. Сагат 4-9 минут. Да хрена что-то времени уже прошло. Перебор. Даже я сделал сегодня. Не вырубал даже. Этот YouTube. 4 часа 35 минут. Я веду. Вроде бы эфир получается. Здесь я не знаю сколько. Ну ладно. Будем тогда закрываться, дуслар. Так. YouTube закрывает тогда 3 человека. И сеансал. Сейчас посмотрим в YouTube.